На минувшей неделе депутаты поддержали программу управления и состав правительства, предложенный Александру Мунтяну. В новом правительстве 17 министров. Центральная избирательная комиссия запустила новый цифровой модуль «Электоральные жалобы», позволяющий гражданам отправлять контестации онлайн. Евросоюз продлил санкции в отношении ряда чиновников Приднестровского региона, а апелляционная палата отказалась рассматривать жалобу МИДа Молдовы в деле о лишении дипломатического паспорта председателя Народного собрания Гагаузии Дмитрия Константинова. Об этих и других значимых событиях в прошедшей Себеневке через несколько секунд. В последний рабочий день минувшей недели парламент поддержал состав нового кабинета министров. Таким образом, в Кабмине Александру Мунтяну 17 министров, 4 женщины и 13 мужчин. Вице-премьер по реинтеграции Валерий Киверь, вице-премьер по европейской интеграции Кристина Герасимов, министр экономического развития и цифровизации Евгения Смакеску, министр инфраструктуры и регионального развития Владимир Боля, министр иностранных дел Михай Попшой, министр образования Дан Перчун, министр сельского хозяйства и пищевой промышленности Людмила Котлабуга, министр внутренних дел Даниила Мисаил-Никитин, министр юстиции Владислав Кожухарь, министр финансов Адриан Гаврилица, министр труда и социальной защиты Наталья Плугару, министр обороны Анатолий Насатый, министр окружающей среды Георгий Хаждер, министр культуры Кристиан Жартан, министр энергетики Дарин Джунгету, министр здравоохранения Эмил Чебан, а также генеральный секретарь Госканцелярии Алексей Бузу. В нынешнем парламенте сформировано 12 комиссий. Правящая партия ПДС возглавила 6 из них. Фракция социалистов 2, фракция коммунистов 1, также по одной комиссии у фракции нашей партии и блока «Альтернатива». Неаффилированный депутат Василий Тарлев будет входить в состав комиссии, юридической комиссии по назначениям и иммунитету. Европейский Союз продлил санкции, введенные в отношении лидеров и других так называемых чиновников Приднестровского региона до 31 октября 2026 года. Соответствующее решение опубликовано в официальном журнале Евросоюза. Санкции предусматривают запрет на въезд и транзит через государства-члены Европейского Союза для отдельных лиц. Речь идет о списке из 16 человек, среди них и бывший так называемый лидер Приднестровья Игорь Смирнов и его сыновья, нынешний глава Тираспольской администрации Вадим Красносельский и другие так называемые министры и руководители Приднестровского региона. Апелляционная палата Центр отказалась рассматривать жалобу Министерства иностранных дел в деле о лишении дипломатического паспорта председателя Народного собрания Гагаузии Дмитрия Константинова. Суд объяснил это тем, что МИД подал мотивировку жалобы с опозданием. Решение может быть обжаловано в Высшей судебной палате. Ранее суд первой инстанции обязал МИД вернуть Константинову дипломатический паспорт. Документ был изъят после того, как народный избранник Гагаузии вернулся из Москвы, где участвовал в мероприятии Блока Победы, связанного с Илоном Шором. Осужденная Башкан Гагаузии Евгения Гуцул заявила, что администрация пенитенциарного учреждения номер 13 нарушает ее права. Гуцул пожаловалась на условия содержания в тюрьме. Жалоба была передана через адвокатов после очередного заседания, которое состоялось на минувшей неделе. В ней Гуцул утверждает, что ей и другой заключенной Светлане Папан отказали в праве лично присутствовать на судебном процессе и поместили в крошечное помещение, где невозможно нормально дышать. Цитата. «Очевидно, что такие условия были выбраны намеренно, чтобы нас унизить и продемонстрировать пренебрежение к нашему достоинству. Это абсолютно недопустимо в правовом государстве», заявила Башкан. Центральная избирательная комиссия запустила новый цифровой модуль «Электоральные жалобы» контестации электорали, позволяющий гражданам подавать избирательные контестации онлайн. Новый инструмент призван повысить прозрачность избирательного процесса, отмечает ЦИК, давая возможность быстро сообщать о нарушениях, бездействии или неправомерных действиях со стороны избирательных органов и конкурентов на выборах. Платформа позволяет прикреплять подтверждающие документы, а также отслеживать в режиме реального времени ход рассмотрения жалобы. Пользователи могут изменить или отзывать поданные заявления. По данным ЦИК, новый модуль будет впервые использован на местных выборах 16 ноября.
конце минувшей недели Государственная налоговая служба ГНС сообщила, что в Молдове распространяются поддельные письма об уплате подоходного налога, подписанные якобы директором налоговой Ольгой Голбан. Документы приходят с российских почтовых серверов, содержат QR и штрих-коды и суммы в иностранной валюте. Налоговые органы призывают к бдительности и просят граждан игнорировать такие сообщения, а также немедленно сообщать в правоохранительные органы или государственную налоговую службу. Железнодорожные и автобусные вокзалы, а также поезда по всей Молдове будут оснащены электронными платежными устройствами для покупки билетов с помощью банковской карты или мобильного телефона. Пилотный проект предусматривает оснащение вокзалов и транспортных средств оборудованием для бесконтактной оплаты, запуск платформы для управления международными рейсами и создание единой базы данных операторов транспортных услуг. Компания Visa также поможет разработать мобильные предложения для покупки билетов напрямую с телефоном. Расширение системы на национальном уровне будет зависеть от результатов пилотного этапа. С 27 октября каждый водитель при желании сможет проверить онлайн наличие правонарушений правил дорожного движения, зафиксированных камерами видеонаблюдения через платформу М-кабинет. Новая функция позволяет получать доступ к подробным отчетам о нарушениях, включая дату, место, транспортное средство, а также фотографии, снятые системами мониторинга. Платформа доступна в разделе правонарушения на сайте mkabinet.gov.md. А с 1 ноября в Молдове водители обязаны включать ближний свет фар даже днем. Эта мера введена для повышения безопасности на дорогах в холодный сезон, когда из-за дождя, тумана и раннего наступления темноты видимость снижается. Полиция Кишинева задержала 22-летнюю гражданку Украины, подозреваемую в причастности к серии онлайн-мошенничества на территории Республики Молдова. Общий ущерб, причиненный потерпевшим, оценивается более чем в 2 миллиона леев. Подозреваемая предположительно является частью организованной преступной группы, которая специализировалась на телефонных мошенничествах. Члены группы представлялись сотрудниками банков или мобильных компаний, чтобы получить конфиденциальные данные карты, затем снимать деньги со счетов граждан. Национальное агентство продовольственной безопасности объявило 30 октября об изъятии с рынка куриных яиц производства ООО «Спиранца» после того, как лабораторные исследования выявили бактерию сальмонелла. Потребители просят не употреблять яйца с истекшим сроком годности, указанным на упаковке, и возвращать их в точки продажи. Такой была минувшая неделя. Здравствуйте, вы смотрите программу «Лав о главном». Не забывайте подписываться на наши платформы в социальных сетях и комментируйте активно наши программы и предлагайте темы для обсуждения. Сегодня мы поговорим о том главном событии уходящей недели. Наверное, многие из вас знают, что в четверг в Гагаузии на политическом поле произошли определенные кардинальные изменения, потому что Камрата посетил директор службы информации и безопасности Молдовы и встречался с
спикером Народного собрания автономии и рядом депутатов законодательного органа, после чего Дмитрий Константинов издал распоряжение о создании рабочей группы, которая должна будет вести диалог с парламентом. Об этом и почему настолько изменилась риторика Дмитрия Константинова после визита СИП. Сегодня мы будем говорить с нашим постоянным гостем Иваном Терти, председателем Ассоциации «Народный контроль Гагаузии». Здравствуйте, Иван Алексеевич. Добрый день. Ну, как бы, да, такое событие было, и как бы его грех не обсудить. Тем более, что после, как я и сказал, визита Дмитрий Константинов уже когда давал интервью ряду медийных платформ, говорил о том, что обсуждалась дата выборов Народное собрание, а также возможность организации деятельности ЦИКа. Но мы видели потом, что на сайте появилось распоряжение о создании рабочей группы. Почему именно такое распоряжение? Потому что как бы юридически я не совсем понял, потому что когда они отказывались от диалога, то они голосовали это на пленарном заседании и принимали решение. То есть, наверное, скорее всего, нужно было как минимум или переголосовать и отменить то решение. Но, видимо, речь шла и со стороны Дмитрия Константинова о том, чтобы изменить персональный состав группы, потому что, насколько я помню, председателем той совместной группы был депутат Сергей Чимпаеш. Да, есть такой. Ну, который сегодня как бы не участвует, видимо, в политическом процессе. Давайте посмотрим небольшой сюжет о том, как это было наших коллег из издания Newsmaker. В конце о Гагаузии мы говорили о том, что она в электоральном тупике, там должны пройти выборы в НСГ, но это невозможно из-за отсутствия ЦИК. Теперь же председатель Народного собрания Дмитрий Константинов говорит, что выборы могут пройти весной и, скорее всего, будут совмещены с выборами Башкана. До сих пор, напомним, НСГ вообще отказывалась признавать приговор Гуцул. Также Константинов заявил, что Народное собрание Гагаузии утвердило состав рабочей группы по обеспечению функциональности автономии, хотя в 2023 году само же Народное собрание ее распустило. Примечательно, что риторика Константинова резко изменилась после визита в автономию главы СИП Александра Мустясы. Вот уже в прошлом ярый критик Кишинева говорит о необходимости диалога. Мы будем действовать так же, как и большинство граждан. Гагаузия голосует немного иначе, но это не значит, что мы выберем другой путь. Внезапно заявил Константинов местным журналистам. Похоже, после приговора Башкану и особенно парламентских выборов влияние Шора в регионе резко пошло на нет. Да и Кишинев решил взяться за гагаузскую проблему всерьез. А после выборов в НСГ и выборов Башкана мы увидим совершенно другой расклад сил в автономии. А вы смотрите «Лав о главном». Иван Алексеевич, ну, это такой был краткий обзор того, что происходило в тот день. На ваш взгляд, вот как вы это все можете прокомментировать или как минимум высказать свое мнение на то, что произошло, потому что я как бы, наверное, не первый день в журналистике, но я не припомню, чтобы, ну, как минимум последние 20 лет директор СИП приезжал для того, чтобы встретиться с председателем Народного собрания и членами исполкома. То есть, возможно, что такие встречи были, потому что на территории Гагаузии есть управление службы информации и безопасности, но как минимум не в таком формате и в таком контексте я не припомню в истории Гагаузии, чтобы были такие моменты. И чтобы после, обычно после таких визитов не бывает официальных заявлений, а здесь как бы все пошло так, как пошло. Что вы думаете по этому поводу? Ну, в данном случае, как говорят многие люди, с которыми я общаюсь, и мы обсуждаем ситуацию, то, что творится в Гагаузии, а в Гагаузии именно творится, и все они сходятся во мнении, что директор СИП в данном случае дал хорошего пенделя руководству Гагаузии, в результате чего их, как говорят, мозговая деятельность стала более активной. И это является, на мой взгляд, ярким примером того, что такие структуры должны более внимательно следить за тем, что вытворяет руководство Гагаузии,
именно нынешняя, и непосредственно участвовать в тех событиях и принимать действенные меры против того, чтобы здесь ситуация не накалялась еще больше. И, наверное, руководство СИП должно здесь вести более активную деятельность и, возможно, приезжать сюда чаще. И тогда будет здесь ситуация более правильная, не будут нарушаться законы Республики Молдовы и законы Гагаузии, и, возможно, люди тогда будут жить гораздо лучше. Иван Алексеевич, вся эта ситуация как бы оголяет и другие моменты, но помимо того, что резко поменялась риторика Дмитрия Константинова, как бы, это как бы его право делать какие-либо политические заявления. Но вопрос в том, потому что здесь возникает ряд вытекающих вопросов, например, что так произошло и что мог сказать директор СИП Константинову, чтобы резко его мнение поменялось, или уже как бы Евгения Гуцул уже перестала быть гагаузской Жанной д'Арк, и теперь как бы уже политики переориентируются, теперь уже как бы мы не будем делать политических заявлений в поддержку Гуцул и так далее, и так далее. И второй вариант, насколько я знаю из инсайдерской информации, как бы есть определенные моменты конфликтные в самом составе Народного собрания среди депутатского корпуса. Вот что вы думаете, что сейчас более актуально из этих предположений? Наверное, господин директор СИП намекнул о том, что поскольку несостоявшаяся Жанна д'Арк сошла как бы с Олимпа, то господин Константинов может повторить подвиг Джордано Бруно. Но тот-то шел хотя бы в качестве борца за идею, борца как бы за науку, за справедливость. Но этот мы знаем, за что он всегда боролся. И сомневаюсь о том, что господин Константинов когда-нибудь принимал какие-либо решения, которые идут вопреки интересам его личного кармана, а не интересов Гагаузии. И я думаю, что в данном случае директор СИП просто-напросто выложил перед ним ряд аргументов, как говорят, сделал предложение, от которого они не смогли отказаться. Если говорить о рабочей группе, состав, наверное, вы тоже видели. Да, конечно. Поменялся. Как вы думаете, почему должность председателя не досталась Георгию Лейчу, который, в принципе, как бы весь этот срок с момента башкирских выборов и пока Гагаузия была в изоляции, был один из депутатов и членов президиума и руководства Народного собрания, который все-таки вел какие-либо контакты с центральными властями и в том числе был открыт для общения как со стороны Кишинева, так и для прессы, в общем-то, и комментировал. И, в общем-то, в отношении него не было ничего сказано со стороны руководства страны, что он не рукопожатный и так далее, и так далее. Но мы не видим, что он является хотя бы председателем этой комиссии, которую Константинов подписал распоряжение. Вы знаете, данный сюжет мне напоминает сюжет одного фильма, когда, значит, один бандит натравливал одного молодого убийцу на то, чтобы тот убил другого бандита. И издалека они наблюдают за тем бандитом, и этот молодой говорит: ты же говорил, что у него есть очень много денег. Говорит: ну да, он самый богатый человек в Советском Союзе. Говорит: а как? Он тогда на Запорожца ездит. Говорит: потому и ездит на Запорожца, потому что умный. Я думаю, что Георгий Георгиевич Лейчу сам отказался быть членом этой группы, потому что он-то один из немногих, кто пользуется мозгами в этом народном собрании, в отличие от большинства. И он отказался быть одной из хромых уток в данном случае. Мы же все прекрасно понимаем относительно того, что на сегодняшний день все народное собрание, если брать по примеру США, является хромой уткой. США тех, которые уходящие, называют хромые утки. Только там хромые утки, наверное, хромают на одну ногу,
А наши утки хромают не только на ноги, но еще и на голову. И кто с такими будет о чем-то общаться, о чем-то договариваться? Знаете, как в том народной мудрости говорит: нет уж, умерла так умерла, ты ушла так ушла. Вот здесь такая же ситуация. Гагаузские наши депутаты показали свой норов, типа того, что с нами никто не хочет говорить, никто не хочет договариваться. Мы вообще отказываемся от таких переговоров. А теперь они с каким лицом пойдут опять договариваться? А ведь там комиссия все та же. Люди, по сути дела, половина депутатского корпуса, даже большая половина депутатского корпуса Молдовы осталась та же. И что, вы думаете, там очень сильно изменит состав этой комиссии? Сомневаюсь. Поэтому это, как говорят в народе, это просто отвлечение внимания. Они делают вид, как будто они что-то делают. На самом деле ничего не делают. Они что должны были сделать? Основное. Они должны были вовремя решить вопрос с выборами в народное собрание и не доводить до того, чтобы намеренно затягивать свое нахождение в народном собрании, не удлинять себе срок. Они обязаны были решить вопрос с выборами Башкана, назначением выборов Башкана, потому что Башкан у нас более 60 дней не имела возможность исполнять свои обязанности. Они всего этого не делали. Они должны были принять ряд нормативных актов, которые улучшали бы состояние экономики Гагаузии, положение наших людей, хотя бы что-то выполнили из своих обещаний. Они ничего не сделали, в результате они делают вид, как будто они что-то делают. Это все лишь отвлечение внимания и ничего больше. Иван Алексеевич, то, что Константинов издал распоряжение, мы понимаем и знаем, что 12 ноября истекает срок мандата Народного собрания Гагаузии. Да, в законе есть положение о том, что даже после истечения мандата они выполняют обязанности до созванного Народного собрания, но в то же время законодательство ограничивает в работе, в компетенции и полномочия, потому что депутаты не смогут принимать законы. Конечно. И здесь возникает вполне закономерный вопрос. Депутаты, которые не могут принимать законы, зачем с ними разговаривать в рамках комиссии? И плюс, если мне память не изменяет, раньше процедурно эти вопросы были так, что председатель парламента издавал распоряжение, куда включались члены этой группы со стороны Кишинева. Конечно. Такого распоряжения мы еще не видели, потому что на прошлой неделе только прошла учредительная сессия парламента, был избран господин Гроссу председателем, и такого акта во всяком случае не издавали. То есть кто с кем будет вести сейчас переговоры? И неизвестно, когда издадут, если издадут вообще. Ну, тоже большой вопрос, потому что они могут сослаться, что после 12 ноября, простите, как бы о чем говорить, если вы не можете принимать никаких законов. Да, классика жанра говорит следующее, о том, что если ты хочешь о чем-то договориться, нужно говорить не с шестерками, а нужно говорить с теми, кто принимает решения и кто отвечает за эти решения. Ну, теперь посмотрите, вот кто из наших депутатов Народного собрания после 12 ноября сможет принимать решения и отвечать за них. Ну, они и раньше ни за что не отвечали, и впредь, думаю, что не будут отвечать. Но сейчас у них будет одна такая отговорка. А мы за это все не отвечаем, потому что у нас уже нет полномочий. Ну тогда вы чего лезете не в свои дела? Надо делать каждому свое дело как положено. Помните, я неоднократно говорил в наших с вами обсуждениях о том, что выборы будут как минимум весной где-нибудь март, а то и в мае месяце. И что? Так оно и есть. Иван Алексеевич, давайте послушаем сейчас мнение доктора административных наук Николая Георгиевича Гатишана по поводу состава этой группы, фамилии которые включены в распоряжение, подписанное Дмитрием Константиновым.
обратите внимание, в составе этой группы, которая сейчас буквально расположением 14, вы знаете, да, я понимаю других политиков, но обратите внимание, в составе этой группы есть очень видны политические игроки, именно функционеры и исполнители. Ну давайте не будем снимать со счетов, возьмем, ну, не в обиду другим депутатам, да, господин Карасини Демьян Николаевич долгое время работал и в различных и исполнительных органах, и в Народном собрании, представительном органе. Он работал, насколько я знаю, и заведовал офисом парламента на территории Гагаузии, то есть знает законодательный процесс. Это довольно-таки известная политическая фигура, скажем так, в Народном собрании. Но давайте возьму другого администратора. Ну, Сергей Костевич Захария не первый год исполняет функции ректора, знаком со многими процессами, глубинными протеканием некоторых таких административных функций. Ну, давайте возьмем и дальше, значит, кто там у нас еще есть? Демьян Николаевич, Владимир Михайлович, бывший председатель Народного собрания. Это очень мощные, считаю, что политические фигуры, которые включены в состав данной комиссии. И возможно, Петр, я так еще раз говорю, высказываю сейчас быстренько оперативную свою точку зрения, возможно, это связано с отсутствием, конечно, и главного исполнительного лица Башкана Гагаузии. Возможно, данная комиссия, может быть, даже временно возьмет на себя некоторые административные функции исполнительного органа по стабилизации в связи с необходимостью проведения выборов Народного собрания, выборов Башкана, принятие некоторых, может быть, неординарных мер, которые стоят на стыке, значит, на стыке согласования между законодательными функциями, есть или нет эти функции, принятием оперативных решений, так называют распоряжений. Обратите распоряжение Народного собрания. Это нонсенс. Поэтому здесь мы увидим это продолжение данной истории, мне кажется, еще и в последующие дни. Возможно, если это, опять же, не очередная какая-то политическая игра по дестабилизации в Народном собрании положения о том, и поднятие вопроса на обсуждение, а почему не согласовали состав на заседании. Может быть, данная группа еще будет рассмотрена и утверждена на ближайшем, может быть, даже экстренном заседании Народного собрания. Мы не знаем об этом. Это было мнение Николая Гатишан, доктора административных наук, по поводу состава комиссии, которая уполномочена Народным собранием или председателем Народного собрания вести переговоры. Иван Алексеевич, ну, как бы мы поживем, увидим, к чему придет работа этой комиссии, как бы имели опыт 15 лет смотреть результаты предыдущих комиссий, которые тоже были непрорывными, хотя политическая ситуация в Гагаузии и контекст был другой. А вот по вашему мнению, не означает ли это действие господина Константинова, что его попросили, скажем, в кавычках, сделать такой документ и просигнализировать обществу, что эра Шора, например, в Гагаузии закончилась? Вы знаете, все может быть. Нас там, к сожалению, не было. Я думаю, что если бы было кто-нибудь из общественности в этой встрече, наверное, было бы не лишнее, тоже что-нибудь подсказали бы, какой-либо более разумный выход из этой сложившейся ситуации, из этого тупика. Может быть, этот волшебный пендель для господина Константинова был бы не столь болезненным, и он бы как бы не рванул бы так вперед, типа того, что выполнять все то, что ему скажут, и с такой поспешностью. В данном случае хочу сказать следующее, о том, что да, комиссию, конечно, назначили, да, она есть, но в данном случае давайте просто-напросто посмотрим, что эта комиссия сможет вообще сдвинуть этот камень с места. Сможет ли эта комиссия хоть немножечко очистить эти авгиевы конюшни, которые у нас набрались в отношениях между Молдовой и Камратом. И я сомневаюсь, что они это сделают, но да, давайте дадим все-таки им такую возможность. И я помню, когда вот в 90-е годы я ездил, был в Псковской области, и Псковская область
как раз в то время проходили голосования на президента России. И Псковская область дала больше всех голосов Жириновскому. И я как-то спросил у некоторых людей, говорю, а что за Жириновского-то? Говорят, знаете, голосовали все время за умных и становилось все хуже и хуже. Давайте уже проголосуем один раз и за дурака. Может быть, дурак выведет страну из того тупика, в котором находится. Но здесь, наверное, такая же ситуация. Выбирали как бы таких мастодонтов в первую комиссию. Чимпаеш, который там чуть ли не с броневика кричал о том, что он самый ярый защитник Гагаузии. Ну, а теперь более таких спокойных, более таких вот, на их взгляд, более уравновешенных. Вот Гатишан говорит, среди них, конечно, есть некоторые такие, скажем так, твердые, как скала. Но посмотрим, как эти скалы как бы закроют ту запруду, которую необходимо удержать в благополучии наш регион. А можем ли мы после этих событий предположить о том, что, в общем-то, все-таки региональная власть отмежевалась от Шора, и дальше его влияние в Гагаузии будет, с каждым днем все меньше и меньше? Или это, на ваш взгляд, такой ход, который не повлияет на эти процессы и влияние Шора в регионе? Вы знаете, поскольку господин Константинов все-таки был моим соседом многие годы, его родительский дом и мой родительский дом находились как бы через одно домовладение, мы очень хорошо знаем друг друга, и я знаю его о том, что он, как Шура Балаганов, очень бескорыстно любит деньги. И полагаю, что там в Народном собрании у нас и в исполкоме есть достаточное количество людей, которые тоже являются поклонниками День знаков. И я думаю, что от Шора они ни в коем случае не отошли. Может быть, они свои отношения немножко завуалировали, но сомневаюсь, что они спрыгнули с этого крючка. Нет, они с этого крючка не спрыгнули, потому что я более чем уверен, что на многих из них, помимо денежных, скажем так, захватов, имеются и другие, которые держат их гораздо более надежно, скажем так, всевозможные нарушения, которые ими были допущены, вплоть до преступлений, которые ими совершались. Я полагаю, что Шор здесь покажет еще свое лицо. Иван Алексеевич, если говорить о возможных выборах Народного собрания и главы автономии, как вы думаете, сегодня сложилась ситуация, что, допустим, следующий созыв Народного собрания, как бы неважно сейчас, когда пройдут выборы, обновится как минимум на треть или на 50%? Или мы будем иметь примерно такую же картину? Потому что, в чем связан мой вопрос, если вы помните, в одной из программ, по-моему, недели 2 назад, мы обсуждали заявление президента страны Майя Санду и Игоря Гросу, в том числе, о том, что нужно возобновить диалог с Гагаузией, и тогда президент в интервью на телеканале «Молдова-1» сказала, что и население должно как бы в этом поучаствовать, и нужно сменить политический класс в автономии. Есть ли предпосылки для того, чтобы политический класс обновился, или мы будем иметь примерно ту же картину? Вы знаете, хотелось бы, чтобы были изменения. И я всегда призываю наш народ Гагаузии о том, чтобы голосовали с умом, включали голову, открывали свои холодильники, заходили себе в подвал и смотрели, что там есть и чего там нет. И я всегда призывал, чтобы больше никогда не голосовать за тех, кто уже один раз был у власти в Гагаузии, и не голосовать за тех, кто не выполняет своих обещаний, потому что ни один из них не выполнил свои обещания. А то обстоятельство, что Кишинев заявляет о том, что необходимо как бы вести диалог с Гагаузией, это говорит о том, что все-таки Молдова пересмотрела свое отношение к нашему региону
и впредь будет стремиться к тому, чтобы вести какой-то диалог и приходить к какому-то консенсусу в данном случае. И я это могу только лишь приветствовать. Но то, что сказала госпожа Майя Санду о том, что народ должен участвовать в процессе принятия решений и исполнения тех решений, которые будут приниматься, я не могу этому противиться, потому что это очень правильно, и это ведет только к лучшему. Проблема лишь в том, что наш народ дистанцировался от своих вот этих вот представителей. Иван Алексеевич, вот меняет тему, потому что мы находимся уже в преддверии ноября, и по гагаузскому законодательству исполком Гагаузии должен был представить в Народное собрание проект бюджета на 2026 год, и здесь как бы есть и другие риски, которые связаны в том числе с датой 12 ноября. То есть если депутатский корпус не успеет до этой даты принять закон в 2 или в 3 чтениях, то потом они не смогут принимать законы. И тогда Гагаузия должна будет жить по бюджету 2025 года по 1/12. Мы на прошлой неделе также был представлен проект бюджета автономии, а он там показывает определенный, по-моему, на 20% увеличение по сравнению с 2025 годом. Давайте сейчас прервемся на сюжет, который подготовил Петр Гарчу, наш коллега для Молдова-1, чтобы подробно понять, что же предложил исполком для рассмотрения в Народное собрание. Гагаузия готовит бюджет. Исполком представил проект на 26 год. Документ предусматривает, что казна автономии составит 1 667 000 000 леев, и это на 7% больше, чем было в прошлом году. Теперь проект закона о бюджете направят в Народное собрание, а также обсудят на публичных слушаниях. Депутатам нужно принять документ до 12 ноября, до истечения срока их полномочий. После этой даты нынешний созыв не сможет голосовать за законы или поправки. Подробности узнаем у моего коллеги из Камрата Петра Гарчу. Петр, приветствую тебя. Слышишь ты студию? Ирина, привет, да, конечно. Давай начнем с того, что вот до 12 ноября надо проголосовать. И, судя по всему, похоже, что это сделают. Но что дальше? Да, почему до 12 ноября депутаты Народного собрания должны принять бюджет? Потому что у них истекает полномочия. И после этого срока, то есть нынешний созыв уже не сможет принимать проекты законов или поправки в законы. Поэтому, а далее, то есть, в принципе, автономия будет жить, если они успеют, конечно, принять закон о бюджете на 26 год, то есть, согласно этого документа, то есть, так и будет. Но тут есть одна проблема. Дело в том, что пока еще власти автономии до конца не знают, какой будет проект бюджета Молдовы на 26 год, да, то есть, и тогда может получиться такая ситуация, что в начале 26 года нужно будет вносить поправки в местный закон Гагаузии, а Народное собрание уже не сможет этого делать. Поэтому как будет выходить из ситуации, пока непонятно. Угу. Ну, давай еще расскажи о том, на что ты, в принципе, обратил внимание вот в этом проекте бюджета. Что такого интересного там? Он, да, как уже сообщили, он на 7% больше, чем 2025 года. В целом все то же самое. То есть те же программы, ничего нового не придумали. В основном, конечно же, там социальные программы. Если говорить по статьям, да, то есть, например, на 5 миллионов леев власти Гагаузии планируют потратить на капитальные инвестиции. Это очень важный момент, потому что последние несколько лет их за это критикуют. То есть у нас, например, если там 18-20 годы тратили на это по 50-70 миллионов леев, то последние годы это по 15 миллионов леев, то есть это небольшие суммы. Ну, на следующий год они вот решили заложить на 5 миллионов больше. На 3 миллиона леев они планируют дать больше в фонд поддержки предпринимательства. Вот в этом году это 4 миллиона леев было, на следующий год они заложили 7 миллионов. А все остальные цифры, они, в принципе, такие же и по социальным программам, и по экономическим программам. Петр, ну что ж, капитальные инвестиции – это очень замечательно на самом деле, но я бы хотела вернуться вот к этой цифре 7%, да, то, что теперь будет больше, да, и расходы, и доходы. А поясни, пожалуйста, чем обусловлен все-таки этот небольшой, но все-таки рост?
Насколько я понял из документа, то есть они запланировали и небольшой рост и собственных доходов в следующем году, и увеличение трансфертов из бюджета Молдовы. То есть и вот два вот этих вот пункта, они обусловили вот то, что планируют на 7% увеличить бюджет 2026 года по сравнению с 2025. Мгм. Ну, вот ты также упомянул, что, в принципе, в Гагаузии ожидают принятия республиканского национального бюджета, и там уже вот подсчитывают, что вот трансферты из Кишинева, они составят примерно миллиард леев. И действительно примечательно, что последние годы идет вот такая тенденция к увеличению этой доходной части. Вот примерно 60% бюджета автономии составляют именно переводы из Кишинева. Могу ли я сделать такой вывод, что выходит так, что сама автономия, она зарабатывает все меньше и меньше? Это на самом деле очень интересная тема для дискуссий внутри автономии, да, потому что очень часто именно вот эта тема трансфертов, сколько там в Гагаузии же часто говорят, что Кишинев нам не додает, а в Кишиневе же наоборот говорят, ну как не додаем, мы вот вам с каждым годом увеличиваем трансферты. И тенденция, она действительно есть, то есть если там лет 5-6 назад пропорция была там 55% это трансферты и там 45%, допустим, примерно это собственные доходы, то сейчас ситуация вот как около 60% это трансферт с Кишинева и там 39-40% собственных доходов. Чем обусловлено? Обусловлено тем, что, к примеру, за последние 2 года собственные доходы автономии, они упали. Да, не намного, на 3%. Но они упали. А за этот же период года доходы Молдовы, бюджета Молдовы, они, наоборот, увеличились на 18%. Ну и, соответственно, мы понимаем, что увеличение доходов в Молдове, это означает, что правительство Молдовы больше денег выделяет там, на примарии, на содержание социальных каких-то учреждений. И за счет этого, соответственно, и трансферты растут с каждым годом. Например, вот в следующем году, нет, я извиняюсь, в 2025 году за первые 9 месяцев Гагаузия получила на 85, по-моему, миллионов леев больше трансфертов, чем за тот же период 2024 года. То есть каждый год идет вот такая вот тенденция роста трансфертов. Петр, это очень интересная тенденция, потому что, видишь, трансфертов, да, переводов из Кишинева в Камрад становится все больше, а отношения между автономией и центральными властями, они все печальнее и печальнее, скажем так. Скажи, пожалуйста, вот эту мысль в исполкоме, в Народном собрании, вот они как-то обращают на нее внимание, эти тенденции, их сравнивают вообще? Не кажется ли, что чем больше идет денег, да, из центра на юг, в частности, в Камрад, да, тем лучше бы иметь все-таки хорошие какие-то отношения? Вот об этом говорят вообще, об этом думают? Это рациональные мысли. Безусловно, вот если взять всех башканов Гагаузии, да, они могли приходить к своей должности на волне там, критики Кишинева, там, да, но работа, они понимали, что без Кишинева ты ничего не можешь сделать. То есть только в согласии, только в хорошем диалоге с Кишиневым можно что-то изменить в автономии. Это касается и экономических программ, и социальных программ. То есть взаимосвязь, она прямая. То, что сейчас происходит в Гагаузии, это аномалия. Я имею в виду отношения между Кишиневым и Камрадом, да? То есть это аномалия настолько... Да это даже нельзя назвать отношениями, но если мы берем исполком и правительство, допустим, да? Потому что практически нет диалога. Но, опять же, тут есть прямая взаимосвязь. То есть, к сожалению, к власти пришли люди, которые зависимы от человека, да, тут Илона Шора, то есть, который официальный преступник, который должен сидеть в тюрьме 15 лет. И, видимо, Илону Шору невыгодны прошлые отношения. Но тут можно долго объяснять, спорить, потому что в Камраде считают, что вина есть и на Кишиневе. В Кишиневе видят ситуацию по-другому, да, то есть и каждая сторона вот как-то вот довольно разрознена, но факт в том, что страдают, конечно же, жители в первую очередь. Угу. Ну, давай тогда поговорим, в принципе, даже о такой более социальной стороне вопроса, а именно о проектах.
в автономии, потому что вот я видела на днях власти Гагаузии утвердили ряд инфраструктурных проектов на 12 почти миллионов леев из фонда контрибуций. Вот расскажи, пожалуйста, что собираются ремонтировать, что собираются строить, возможно, потому что до этого ты говорил про капитальные инвестиции. Тут важный момент. Все, что связано с контрибуцией, это проекты, которые выиграли примарии населенных пунктов автономии, то есть нашли не из бюджета Гагаузии, а то есть доноры это может быть из бюджета Молдовы или же международные какие-то проекты, гранты. И тут как раз речь идет о том, что вот этот вклад примарии, который нужно, то есть они получили грант, и часть это вклад. И вот этот вклад выделяется из бюджета Гагаузии. Речь идет о очень больших проектах, крупных, например, там, вот строительство такой будущей фабрики, где будет до 500 рабочих мест в Чедерлунге, там общий бюджет 33 миллиона. Если я не ошибаюсь, около 12 миллионов из них должна выделить автономия. Несколько важных проектов по канализации и водоснабжению в Вулканеште. То есть вот эта контрибуция, она очень важна для того, чтобы развивать и внедрять крупные проекты в автономии. Угу. Ну вот я также видела касательно Чедерлунги, там собираются развивать мощности бизнес-инкубатора. И мне помнится, мы даже делали сюжет про этот бизнес-инкубатор, и я правильно понимаю, что процесс идет, и он только развивается и развивается? Ну, вот этот проект, это как раз то, о чем я и говорил, то есть это создание площадки, то есть будущей фабрики, на котором будет около 500 новых рабочих мест. Да, и просто вот эта территория, где эта фабрика будет, она будет частью бизнес-инкубатора Чедерлунги, поэтому проект так и называется. Ну, то есть это очень важно, это, я думаю, что это один из ключевых проектов для Чедерлунги, потому что в бюджете будет больше денег. Вы смотрите программу «ЛАФА главном». Это был подробный разбор проекта бюджета на 2026 год от наших коллег с Молдовы-1. Иван Алексеевич, 7% увеличения бюджета. И, в общем-то, речь идет, потому что те статьи, которые назывались, это фонд поддержки предпринимательства, в том числе капитальные инвестиции, это те статьи, которые покрываются из центрального компонента бюджета Гагаузии, то есть из тех денег, которые зарабатывает сама Гагаузия, потому что, чтобы было понятнее для нашей аудитории, когда речь идет о 1,5 миллиардах, то это не деньги, которые собирает Гагаузия, да. Это консолидированный бюджет автономии, в который входят бюджеты всех примарий, туда входят трансферты, которые приходят из республиканского бюджета, это система образования и все сопутствующие налоги. И вот есть центральный компонент, который администрирует сама Гагаузия. Это чуть более 400 миллионов леев, который и распределяется в том числе на всякие социальные программы внутри Гагаузии и на такие статьи, как контрибуция, фонд поддержки предпринимательства, о том, о чем говорил Петр. И здесь возникает много вопросов, потому что когда мы говорим об увеличении ряда позиций, то задаешься вопросом, откуда у Гагаузии появились увеличение доходов, потому что мы видим, какая на самом деле ситуация. Мы помним отток экономических агентов крупных после всей известной истории с Конституционным судом и НДС. И нам никто не сказал, сколько из этих экономических агентов вернулось в Гагаузию, вернулись ли они вообще, потому что я помню публикации Александра Тарнавского, несколько, где он бил тревогу о том, что в Гагаузии падают собственные доходы на протяжении всего 2025 года. И здесь большой вопрос, откуда появились дополнительные деньги, если по ряду статей не было покрытия. Или это в очередной раз такой бюджет, который не обоснован, а потом Народное собрание уже не сможет принимать, и мы уже потом будем уже решать, куда и что направлять деньги. Как говорят, это тайна, покрытая мраком. И наверняка тот случай, когда, говорит, наше дело принять решение, а исполнять его будут уже другие, и пусть у тех других голова и болит. А мы покажем о том, что мы уходим и оставляем хорошее состояние Гагаузии с деньгами, с возможностями. Хотя на самом деле мы выходим на улицу и мы видим, что это далеко не так. Хочу вам сказать о том, что я
на протяжении последних нескольких месяцев несколько раз приходил в исполком Гагаузии и хотел ознакомиться с планом развития Гагаузии. И вы знаете, долгое время мне его не давали, а потом все-таки сказали: а вы знаете, его у нас нет. Как? Нет. Вы пришли, как говорят, вы говорили о том, что экономика Гагаузии находится в упадке, вы обещали нам хорошие времена, хорошую жизнь, а как вы ее будете строить, если у вас даже плана строительства нет? Вы можете себе представить, люди строят дом без никакого плана, они даже не знают, где, сколько комнат будет, где этот дом будет вообще стоять, это будет дом в 1 этаж, 2 этажа, будет с подвалом, без подвала. Ну, мы строим. И что мы тогда построим? Мы построим то, что мы построили сегодня. Мы просто, приходят деньги, мы их просто тратим. А тратим как? Конечно, безголово. Этот бюджет, я посмотрел на этот бюджет, вы знаете, у меня сложилось впечатление о том, что среди лиц, которые составляли этот бюджет на 26 год, точно так же и как остальные бюджеты, которые были до этого, наверное, были среди них много спартанцев, потому что очень лаконично написано, скажем так, на образование, и такая-то сумма в этом году, это 500 000 с небольшим. Там, на спорт также и прочее. Небольшие суммы. А где расшифровка? На что это? Ну, расшифровка будет, когда уже будет в чтениях, потому что, насколько я знаю, процедурно Народное собрание должно утвердить контрольные цифры для того, чтобы могли представить проект бюджета. Но, Иван Алексеевич, вот что касается других моментов, потому что дата 12 ноября, она не за горами, об этом говорилось и в сюжете, и бюджетный процесс имеет свою процедуру. Конечно. И она достаточно долгая, потому что в законе прописаны четко сроки, когда исполком должен был представить проект бюджета. И это, по-моему, первая неделя октября, по-моему. Эти сроки были пропущены. Дальше должны пройти публичные слушания. Да, сегодня вроде бы они проходят. Обсуждение в комиссии. После этого проект бюджета должен быть обсужден во всех комиссиях Народного собрания, Конечно. которые должны дать свои заключения. Да. Ну и здесь как бы, ну не знаю, успеет ли за столь короткий срок этот документ изучить депутаты для того, чтобы как минимум провести его ревизию и сделать его более реальным. Я вам хочу сказать о том, что они успеют до 12 числа, обязательно успеют. Да, это будет с нарушениями, с грубейшими нарушениями процедуры принятия. Да, они наплевательски относятся к тому, что должны будут проводиться обсуждения в комиссиях, должны быть обсуждения с общественностью. Они на это все просто-напросто закроют глаза только для того, чтобы войти в этот срок. Потому что если они его не примут до 12 числа, после этого они уже, по сути дела, будут ограничены в принятии решений и не смогут принять это, его утвердить, потому что это все-таки как-никак уже будет за рамками их компетенций. Исходя из этого, они готовы принять любой документ только для того, чтобы его просто принять, соблюсти процедуру, соблюсти сроки. Я благодарю вас за то, что вы были сегодня у нас в студии. Напомню, вы смотрели «Лав о главном». Сегодня мы говорили с Иваном Терзи о визите директора СИП в Камрад и о тех решениях и заявлениях, которые были сделаны после этой встречи Дмитрия Константинова, а также о проекте бюджета на 2026 год. Не забывайте подписываться на наши платформы в социальных сетях для того, чтобы быть в курсе происходящих событий, и оставляйте свои комментарии. Just get lost.
Привет всем! В эфире подкаст на LoveMD. Сегодня тема для обсуждения с нашим психологом – буллинг. Буллинг в школе, буллинг на улице, буллинг онлайн. Тема, которая также является актуальной на сегодняшний день, несмотря на то, что сегодня вроде бы совсем другие времена, вроде бы на дворе уже 2025 год, но тема буллинга продолжает оставаться актуальной. Людмила Юрьевна, буллинг. Да, казалось бы, тема, которая должна была остаться в прошлом веке, но, к сожалению, это тема, которая является и актуальной сегодня. Мы видим видео, которые периодически появляются в социальных сетях, где издеваются одни дети издеваются над другими детьми, и это очень странно, да, что сегодня в такое цивилизованное время, когда уже столько технологий, столько говорим про эту тему, и вообще, в принципе, все знают свои права, все знают, что может последовать после этого. Это продолжается, это явление существует. Почему это происходит? Это обязательные условия развития подростков, да, или чем это объясняется? Дело в том, что буллинг характерен не только для подросткового возраста, уже в младшем школьном возрасте ребенок может терпеть буллинг, или в классах могут создаваться ситуации, когда есть буллинг. Достаточно рано появляется. Ну и сложно говорить, что его стало больше или меньше. На самом деле агрессия в детской среде была всегда. Просто были времена, когда на это обращали минимум внимания, дети были достаточно, можно сказать, социально стойкими. Вы знаете, что до гаджетовой эпохи у нас была эпоха игры на улице. На самом деле, многие психологи говорят, что игра на улице – один из главных инструментов развития наших коммуникативных навыков, способности разрешать конфликты, способности в межвозрастной коммуникации, потому что мы выходили на улицу, и там были дети разного возраста, и там мы очень сильно закалялись по поводу того, как общаться и как защищать свои личные границы. И как выжить в этом жестоком мире. Как защищать свои личные границы. И вряд ли тогда были дети, которые звали своих родителей за тем, чтобы разрешить какую-то ситуацию на улице. То есть все ситуации разрешались детьми самостоятельно. Нельзя отрицать, что и тогда были какие-то ситуации буллинговые, которые на самом деле очень сильно травмировали детей. Что мы имеем на сегодняшний день? На сегодняшний день мы имеем детей, которые мало коммуницируют на улице, больше погружены в какой-то такой личный мир, которые достаточно опекаемы в семье. То есть мы как-то говорили с вами в программах, что семья у нас детоцентрированная чаще всего. И это означает, что его защищают, его опекают, и любые посягательства на его, так сказать, личные границы могут восприниматься ребенком как какая-то серьезная проблема. Но, знаете, я как психолог хочу сказать, что нельзя умалять буллинговые ситуации ни в коем случае, потому что, когда мы говорим о буллинге и о травле, мы имеем в виду, что там ребенок, который кричит СОС, который нуждается в помощи, и нам, взрослым, всегда на эту ситуацию важно обратить внимание. Если это школа, то школа обязана обратить внимание на ситуацию. У школы сегодня есть регламент, касающийся буллинга и поведения всех сотрудников образовательного учреждения в ситуации буллинга. Но я думаю, мы сегодня обсудим, как должна реагировать семья, потому что это, наверное, самая большая опора у ребенка. Да, потому что семья обязана среагировать в этой ситуации, потому что ребенок, который терпит буллинг, нуждается в поддержке. Во-первых, как родитель может понять, что вот его ребенок подвергся буллингу? Есть ряд признаков, на которые предлагают обращать внимание. Это ситуация, когда ребенок не хочет идти в школу, когда он выглядит с точки зрения родителя как-то иначе, чем раньше, когда он может не уделять внимания домашним заданиям, когда он приходит из школы, его одежда в каком-то не очень нормальном состоянии, и он не говорит почему, когда его портфель, его рюкзак может быть порванным или грязным в какой-то момент времени, хотя вроде на улице грязи нет. То есть есть какие-то признаки на лице ребенка, в душе ребенка, который должен чувствовать родитель, да, на его одежде, на его поведении, которые могут указывать, что с ним что-то происходит не так.
А вот здесь очень важно, вот мне очень всегда интересно, как дети выбирают жертву для буллинга, да? Что становится основополагающим для агрессора, да, в выборе жертвы? Почему именно этот ребенок стал объектом буллинга? Что в них привлекает их? Нет стандартностей, но предметом буллинга часто становятся дети непохожие, да, дети с какими-то особенностями. Ну, не хочу сейчас делать какие-то конкретные выводы, но это может быть даже вот рыжий ребенок, да, рыжий, веснушки, он может быть меньше, чем все, или он может быть выше, чем все. Он может заикаться. Ну, какая-то особенность ребенка может стать поводом, чтобы по отношению к нему проявлялся буллинг. И на самом деле, ну, давайте скажем, что буллинг — это чаще всего упражнение. Такое упражнение в детей, которые булят, упражнение в завоевании влияний. То есть внутрисоциальные процессы. Ребенок проверяет, смогу ли я при других иметь власть над конкретным человеком. Страшные вещи. Ну, и авторитетность, наверное, завоевать среди своих. Обсуждаем. Не самый хороший способ завоевать авторитет, но авторитет, конечно. Потому что в ситуации буллинга всегда есть разные участники. Мы имеем, когда речь идет о буллинге, мы имеем для анализа класс, группу детей одного возраста. И в этой группе всегда, если буллинг, то есть человек отдельный, который этот буллинг инициирует и который его осуществляет. Есть человек, по отношению к которому происходит буллинг. И есть ряд детей, которые находятся в разных позициях. Как некоторые зрители. Наблюдатели, или ну, как угодно их можно называть. Кто-то из них нейтральный наблюдатель, кто-то из них поддерживает буллера, кто-то из них поддерживает того, кого булят. И, кстати, вот в этой архитектуре по поводу сил, если есть много детей в классе, которые поддерживают того, кто булит, буллинг имеет шансы сойти на нет. Если те, кто поддерживают буллера, их больше, то буллинг будет развиваться. Скажу, почему детям бывает порой необходимо поддержать буллера. Люди вообще так устроены, что они склонны примыкать к силе. Буллеры чаще позиционируются как сильный, не обязательно физически, эмоционально, морально, да, то есть он имеет такие силы, при помощи которых может надавить на другого по-разному. Потому что буллинг может очень по-разному проявляться. Он может проявляться даже в игнорировании. Пришел в класс новый ребенок, и кто-то, кто в классе считает себя лидером, может предложить другим игнорировать его. Давайте не будем с ним говорить, давайте не будем с ним дружить, давайте не будем к нему подходить. Ситуация такая, вроде ничего плохого по отношению к ребенку не делается, но ребенок чувствует себя очень плохо. Это такой нейтральный вид буллинга, да? Но кроме того, буллинг может происходить и на физическом плане, и на психологическом плане, когда ребенка унижают по какому-то из признаков, да? Моральный план, когда его оскорбляют, когда по отношению к нему могут говорить какие-то очень обидные вещи, унижающие. Иногда это будет комбинированный буллинг. Очень важно, смотрите, вот правда внутри этой группы ребенку с буллингом бывает справиться очень сложно. Очень важно, чтобы взрослый сразу среагировал. А кто этот взрослый? Это взрослый учитель, да? Когда он замечает эту ситуацию, ему очень важно сказать, и это буллинг. Когда мы называем вещи своими именами, их легче прекратить. Если мы будем маскировать, ой, ребят, нам лучше дружить, не с той ноты начинаем песню. То есть надо принять факт, да, и его огласить, да? То есть... Да, очень важно назвать вещи своими именами, важно сказать, это буллинг. И от этого момента начинаем плясать дальше. Следующее, что мы должны сделать, мы должны помочь ребенку, если он пострадал уже, если он терпит какие-то серьезные сложности. Это то, что касается школы, и что касается действия учителей. Если учитель не знает, как разрешать ситуацию, то ему есть возможность привлечь специалистов, которые есть в школе, психолога привлечь, более опытных учителей привлечь за тем, чтобы эту ситуацию
Разрулить. развязать. Потому что, знаете, как случается порой, ребенок, который терпит буллинг, терпит издевательство, в какой-то момент становится агрессором, и это становится видно. То есть, когда он начинает не выдерживать, и когда он отвечает, вдруг это замечает взрослый. Вот, потому что дети, которые осуществляют буллинг по отношению к другому, очень часто умеют это делать так, чтобы не заметили взрослые. Вы знаете, что сегодня в школе есть такой аспект, чтобы не было слепых мест, то есть чтобы не было мест, где дети могут остаться неувиденными. Взрослые хотят наблюдать за детьми и правильно делают, потому что важно видеть. В школе не должны быть места, которые провоцируют буллинг. Важно заметить этот буллинг до того, как ребенок начинает проявлять агрессию. Это очень важно. Ну вот, насколько может длиться этот буллинг? То есть он может длиться на протяжении всех лет? Да? То есть вот он начался в детстве в отношении одного ребенка, и вот на протяжении нескольких лет этот буллинг все продолжается и продолжается, или все-таки то есть это нереально, чтобы он так долго длился, потому что к нам обращался родитель, да, не буду называть, мы с ним программу делали, и вот по его словам буллинг начался в детском саду, да, ребенок сегодня в 6, 7 или 8 классе, но этот буллинг продолжается, да, то есть ребенок испытывал буллинг по отношению к себе на кружках, потом в начальном классе, потом уже в среднем звене, да, и вот, как будто не верится, да, что вот так долго может этот буллинг продолжаться, и как этот ребенок выносит все это, да, столько лет. Ну, давайте скажем, что буллинг не переносится из среды в среду. Важно работать и с тем ребенком, который испытывает буллинг. Он может привыкнуть. Дело в том, что есть такие случаи, когда ребенок в одном классе терпит буллинг, переходит в другую школу, буллинга нет. Сам ребенок со мной как-то делился, говорит, я пришла в новый класс, и мне там очень хорошо, со мной там говорят, да, меня там приняли. Буллинг не переносится автоматически. Может быть такая ситуация, что ребенок привык быть тем, по отношению к кому буллинг. И каким-то образом, я не хочу сказать, что насилие можно провоцировать, но каким-то образом позиционирует себя жертвой. То есть такое тоже может проявиться. А социальная ситуация такова, что жертву очень быстро замечают. Ну, жертвы бывают удобны для тех, кто хочет самоутвердиться. Жертва – это лучший объект, да, на котором можно самоутвердиться. А вот может ли повлиять на агрессора, да, на ребенка, который буллит, просто простой беседой? Или все-таки здесь нужно предпринимать какие-то более серьезные шаги? Простые беседы не проходят на самом деле в регламенте, который есть для школ. Прописана системная работа. Дело в том, что нужно работать со всеми. В ситуации буллинга нужно работать с тем, кто терпит буллинг, с тем, кто является буллером, кто выявлен как буллер, со всеми наблюдателями. А если мы перейдем к аспекту семьи, очень важно, чтобы родитель слушал своего ребенка о том, что происходит в школе, да, потому что может быть родитель наблюдателя, и может родитель наблюдателя услышал, а ты знаешь, мама, у нас там Катю сегодня так обижали, ее обзывали все, и ребенок может смеяться над этим. Что здесь должен сделать родитель? Родитель взрослый человек, и он чувствителен к социальной ситуации, он должен сказать, слушай, а что ты смеешься сейчас? А тебе было бы комфортно быть на месте Кати? То есть на самом деле все родители класса влияют на ситуацию, обсуждая ситуации, которые дети приносят домой. Особо хочется сказать о родителе ребенка, которого буллят. Иногда дети приходят первично и говорят о том, что мне некомфортно, у меня там есть проблема. Родители говорят, ну да ладно, справишься. То есть такое отношение к ситуации может вызвать у ребенка чувство, что я сам вот наедине с этой проблемой, и она не решается. Здесь родителю очень важно выяснить, можешь мне рассказать, что именно произошло, как это произошло. Что ты делал, кто были эти дети. Помни, все, что с тобой происходит, очень для меня важно. Я с тобой. У меня буквально недавно было такое обращение. Мать девочки, второклассницы, рассказала, что девочка чувствует дискомфорт в школе. Я ее спросила, ты поговорила ли с учителем об этой ситуации?
Потому что, правда, учитель, это может быть вне зоны его зрения, то есть когда он не контролирует, это может происходить. Учитель, это, особенно в начальных классах, это тот человек, который легко это может отрегулировать. Учитель – значимый авторитет для детей. Если он скажет, что вот такое поведение неприемлемо, это вообще не проходит в нашем классе, у нас другие правила, у нас нормы другие, то это можно остановить. Если буллинг не останавливается в начальных классах, то да, то он может переходить с ребенком в гимназическое звено, если это происходит в одной среде. Буллинг имеет свойство жить в среде, если его вовремя не останавливать. И кто здесь может это сделать? Это может сделать учитель, это может сделать родитель. И родитель, когда он узнает, что с его ребенком что-то нехорошо, то у него нет задачи идти к родителям другого ребенка. Это неправильно. Его задача прийти в школу, потому что школа – это среда, в которой это происходит. И важно там рассказать и там распутывать, потому что родитель с родителем вопрос не выяснит. Может быть, будет и такой момент, когда важно родителям обговорить вообще ситуацию на общем родительском собрании. Ну, в беседе с другими родителями из разных школ и даже из разных населенных пунктов часто бывают такие моменты, когда говорят, что школа не помогает в разрешении вопроса. То есть иногда приходится сталкиваться с родителями агрессора, да, то есть ребенка, который буллит. И уже получается, что эта проблема, которая возникла на территории школы, она уже переносится на плечи только родителей, и родители уже между собой решают какие-то моменты, да. Но это тоже не говорит о том, что этого ребенка не будет буллить. У меня часто бывало так, что если ребенок мне что-то рассказал, и говорит, не дай бог ты кому-то это скажешь, да? Не дай бог ты этот вопрос начнешь решать, потому что скажет, вот ты ябедничал, ты рассказал маме, значит, ты все равно причина для жертвы, да? То есть мы тебя будем дальше булить. Да, то есть не стоит привлекать родителей, да, как в этом случае поступать, да, когда ты даже не знаешь, как поступить, да, ребенок тебе рассказал, но он умоляет не говорить об этом, не ворошить эту ситуацию, не искать причины, не искать виноватых. И в моей жизни было неоднократно такие случаи. Кстати, вот это вот общее заблуждение по насилию. Очень часто жертва находится в такой ситуации, когда ее запугивают и ей говорят, если ты раскроешь ситуацию, то ты пострадаешь больше. Это миф. Это миф. Раскрывать ситуации важно. Если родитель столкнулся с такой ситуацией, как вы, важно сказать ребенку, слушай, я действую в твоих интересах, и давай не будем прятать такое плохое дело. То, что происходит, это очень плохо. Не должно так быть. В человеческом обществе так быть не должно. Ребенок должен это выучивать, да, что так быть не должно. Это так быть не должно, важно принести в класс. Важно принести учителю в класс, что так быть не должно, друзья. Мы называем это буллингом, да, и буллинг неприемлем в нашем классе, потому что каждый ученик, пришедший в класс, имеет право тут быть. Тут нет избранных, тут нет кого-то, кто купил билет в первый ряд, да. Все пришли учиться в класс, и поэтому на самом деле это социальная норма. Если ребенок с детства привыкает к тому, что происходит что-то плохое, и мы это лучше скроем, потому что если раскроем, а на самом деле вы знаете, что если есть гнойник, его лучше вскрыть, потому что это болезнь, это будет болезнь, да, это будет заражение крови. Если мы оставим эту ситуацию не раскрытой, то не факт, что ребенку будет лучше, чем если мы ее раскроем. И вот такой вопрос. Эти дети вырастают, этот буллинг остается в прошлом, но насколько этот буллинг и эти ситуации повлияют на его жизнь в будущем? Может ли повлиять на его характер, на его отношения с другими людьми? Вот вы как психолог, наверное, имеете такие практики. Дело в том, что буллинг может быть очень травмирующим, и давайте скажем все-таки о том, какие последствия прямо в школе. Эти дети начинают отставать в учебе, эти дети могут болеть, то есть психосоматика может срабатывать на то, что я в школу не хочу, что мне делать, я заболею лучше. Эти дети могут иметь различного рода проблемы, энурез, неврозы,
вплоть до депрессии, да, когда ребенок понимает, что мир так жесток, что мне в нем практически невозможно жить. То есть это может вывести его на какое-то состояние, которое некачественное. Важно замечать сейчас и справляться сейчас. Семья вот в этом очень серьезную роль должна сыграть, потому что их первый интерес, чтобы... Ну и школа тоже отвечает и за здоровье ребенка, но Первое, конечно, интерес родителей, чтобы ребенок не пострадал. Не физически, не психически. Да? Если нужно уходить из этой школы. Я всегда так говорю. Если вы видите, что не справляетесь вот в этой ситуации, значит лучше уйти. Нельзя оставлять ребенка в сложной ситуации. Взрослые люди. Ну, конечно, это какие-то травмы детства, но вы знаете, в связи с тем, что я занимаюсь когнитивно-поведенческой терапией, в этой терапии есть четкая установка, что, будучи взрослыми, мы способны переосмысливать, мы способны переформатировать некоторые вещи, понимая, что тогда я справиться с этим не мог, но сегодня я человек взрослый, я осознанно живу, и я, то есть о том, что травмы детства не обязательно заносить во взрослость, их можно проработать, их можно понять, принять и жить по-другому, чем в детстве, не сохраняя свою роль жертвы. Ну, я надеюсь, что на самом деле эти дети, которые сегодня становятся жертвами буллинга, в будущем проживут эту ситуацию, переосмыслят ее и посмотрят на нее совсем другой стороны. Это просто будет уроком каким-то, который должны были они пройти в какой-то период своей жизни. И будут счастливы. Да, спасибо, Людмила Юрьевна. Дорогие зрители, сегодня была очень болезненная тема буллинг в школе. И, конечно же, здесь надо понимать, что родители играют очень большую роль в вопросе помощи своему ребенку. Я надеюсь, что советы психолога были сегодня полезны, и вы сможете помочь своим детям, и не только детям, которые испытывают буллинг по отношению к себе, но и дети, которые проявляют этот буллинг по отношению к другим. Спасибо, что вы сегодня были с нами, и до новых встреч. Меня зовут Настя Метиогла, я живу в городе Комрат, это Волга, Грузия, учусь в лицее ЮНЕСКО, мне 17 лет. Я помимо учебы увлекаюсь рисованием, изучением иностранных языков, провожу время с друзьями. Кроме тех, что являются обязательными в нашей школьной программе, 4 языка я изучаю, польский и турецкий. Польский я с 8 лет изучаю, так как являюсь частью польской общины. Я раньше танцевала в коллективе «Поляки Буджака», но после травмы ноги мне пришлось перестать. Но я до сих пор продолжаю быть частью польской общины, учу языки, пишу статьи в журнал, стихи, являюсь ведущей на мероприятиях. Также из иностранных языков я очень хорошо выучила английский язык. Я никогда не занималась репетиторами. Свою базу я наработала в школе. И закрепила я свои знания, когда полетела в Соединенные Штаты Америки по программе Flex, штат Техас. У меня было 2 принимающие семьи. Первая принимающая семья – это молодая пара Меган и Джейкоб. Им обоим было около 30 лет. У них было 3 собаки, у них не было детей, и они хотели просто на 1 год попробовать себя в роли родителей и приняли меня в свою семью. Но, к сожалению, им пришлось переехать, поменять работу, и они не могли меня больше принимать, и мне поменяли семью. Вторая моя хост-семья – это пожилая женщина Тереза, которая уже много лет принимает к себе
студентов по обмену, и она также решила взять меня в свою семью. У нее было 2 питомца, что очень важно для меня. Я обожаю животных. Кстати, поэтому я была волонтером в местном приюте, где у меня более 100 волонтерских часов. Я была помощником ветеринара, помогала выгуливать собак, кормить. Я рисую с 5 лет. Меня отдали в художественную школу. Я отучилась, как положено, 4 года в художественной школе. Также осталось на 1 дополнительный год, там иногда предлагают. А после этого занималась индивидуально с местными художниками. Я участвовала в многих конкурсах, также и от художественной школы, и какие-то находила сама. Например, много конкурсов было от Про Европы. Гагаузия для меня — это моя родина, мой дом. Я тут выросла, и это является очень родным для меня местом. На самом деле у нас очень много возможностей для Гагаузии. Очень многие стараются помогать нам развивать наш регион. Очень много мероприятий, конкурсов, программ, особенности для молодежи. Что бы я посоветовала, чтобы также участвовать в программах, конкурсах? На самом деле многого не нужно, чтобы их найти. Они находятся в очень открытом доступе, хорошо рекламируются. Достаточно просто минимальное желание, чтобы участвовать, и все получится. Здравствуйте, в прямом эфире на портале LoveMD вы смотрите программу Love Life. Сегодня у нас в гостях примар города Чедырунга Анатолий Топал. Анатолий Афанасьевич, здравствуйте. Здравствуйте. Рады вас видеть. Спасибо за приглашение. И спасибо, что приняли приглашение. На самом деле есть всегда что обсудить. Мы, конечно же, постарались, чтобы темы были интересны не только вот жителям Чедырунги, но и в целом в Гагаузии, в Молдове. Анатолий Афанасьевич, сегодня, в принципе, даже в эти минуты, да, проходит заседание парламента, на котором должны принять фигуру, новую кандидатуру на пост премьер-министра Александру Мунтяну. Вы, по-моему, в начале этой недели или в конце прошлой недели? Понедельник. Ага. В начале этой недели вы были в составе ассоциации, да, примаров Молдовы. Калм, да. Встретились. Хотелось бы узнать ваше мнение, первое впечатление, потому что, я так понимаю, вы не знали его, да? Ну, не были знакомы. Нет, конечно. Ваше первое впечатление о нем, о чем шла речь? Может быть, вы выступали или задавали вопрос? Ну, инициатором данной встречи был Калм. Такая есть организация, которая оказывает поддержку органам власти первого уровня, примариям в, скажем, связующее звено между первым уровнем и правительством. То есть оно выходит с инициативами, они дают как бы неформальное заключение всем проектам законов, проектам постановления правительства, поэтому эта организация в последнее время Калм очень большую работу проводит, и очень много поддержки мы, примары, получаем в плане вот этого проверки закон, на предмет там, не то что законности, а это еще до того, как эта работа в последнее время очень активно идет, и Калм, во-первых, очень много вопросов решается на уровне заработных плат госслужащим, руководящим структурам примарии, то есть по налогам. Очень большую поддержку. Мы благодарны, что Калм всегда на стороне примарей. Он борется за нас. И вот эта встреча была инициирована, я так понял, с той стороны Калм. Кандидат премьер-министра встречу принял. У нас было 3 представителей из Гагаузии. Я был примар Чокмайдана и был зампримар Капчака. Плюс были представители Калма, там руководство Калма, плюс несколько мэрий, городских
заммэра с Кишинева была тоже на встрече. Вопросы поднимались фактически те, которые волнуют сегодня местные органы власти. Проблем их очень много. У нас проблемы одни и те же. Реформа административная волновала очень много мэров, особенно там, где мэрии малочисленные. То, что касается Гагаузии, я выступал, я сказал, что проблемы у нас одни и те же. И, пользуясь случаем, я пригласил уже как будущего премьер-министра, который, надеюсь, сегодня утвердят, на наш праздник Касым, чтобы он мог ознакомиться с культурой, традицией, обычаями гагаузского, других народов, которые проживают у нас в Гагаузии. Абсолютно встреча не была политизирована, она была такая нейтральная, и премьер сказал, что я представляю, я ни в одной партии не состою. Скажу честно, что первое впечатление было, есть и очень хорошее про... Да, это бизнесмен, но не скрывает, что он бизнесмен, но, может быть, нам и нужен премьер-бизнесмен со своими идеями, как построить правительство, как наладить работу для того, чтобы это правительство помогало зарабатывать деньги. Да, мы привлекаем активно европейские проекты, европейские гранты, фонды, их очень много, но чтобы правительство само с помощью механизма принятия соответствующих постановлений, законов, чтобы можно было запускать, чтобы наша экономика все-таки перезапустилась, чтобы инвестиции шли не только со стороны наших партнеров, доноров, чтобы эти и наша местная экономика тоже давала нам не только налоговая государственная служба, но и давали другие структуры, нам приносили доход, бюджет страны, соответственно, и бюджеты местных органов власти. Касаемо административной реформы, я планировал этот вопрос ближе к завершению программы, но вы частично ее коснулись. Как минимум дважды уже власти Молдовы ее переносили. То есть первый раз там 19 год, еще демократы были у власти, они хотели ее, по-моему, в сентябре 19 года, ну то есть после выборов. И социалисты, давайте уточним. Ну окей. Когда были они в парламенте. Да, вопросы это они принимали, программу. Потом да. власть поменялась, к этому вопросу не возвращали. В 2021 году, по-моему, тоже решили перенести, потому что скоро выборы. В избирательной кампании, во время избирательной кампании в партии ПАС говорили о том, что они ее проведут, но после выборов. После выборов уже, и я смотрел программу господина Мунтяну, там нет ни слова про административную реформу. Но меня тут больше... Понятно, что вы не знаете, она будет или нет. Почему? Господин Гроссов высказался по поводу административной реформы открыто после выборов. По крайней мере, да, они вроде бы говорили. Высказался, потом они сказали, что, возможно, не получится. В какой форме это будет? Меня больше интересует ваше мнение по этому поводу. Потому что вы много общаетесь с коллегами. И вообще, что примары думают? Данный вопрос, кстати, был сегодня задан в парламенте кандидату премьер-министра по поводу реформы. У него есть его позиция официально уже озвучена, она есть в СМИ, что эта реформа нужна, она частично есть, уже идет добровольное объединение, но эта реформа не должна абсолютно не навредить жителям. То есть он высказался открыто, это есть уже в открытом пространстве, ответ его как будущего премьер-министра. Я думаю, что сегодня правительство будет утверждено в парламенте. Но если говорить я сейчас могу сказать про Гагаузию, потому что сегодня те реформы, которые могут произойти, связанные с сокращением, ликвидацией, это только компетенция Народного собрания Гагаузии. Об этом говорили, когда еще несколько лет назад мы встречались, и нас примаров приглашали с Гагаузии, объясняли, как эта реформа будет происходить, что будет, если поправки в уложение то в Гагаузию это должно вносить Народное собрание. Потому что есть закон о особом правном статусе Гагаузии, где прописано, есть уложение. И думаю, что без активного сотрудничества парламента и Народного собрания эту реформу я не знаю пока, как будет проводиться, допустим, в Гагаузии. Я не хочу сейчас говорить о каких-то реформах. Сейчас я выскажу, что надо сокращать. Я ранее говорил про районы. Но это тоже, кстати, я извиняюсь, что вас прерываю, это важный момент с районами, да, потому что если мы говорим про второй уровень, то есть планируется, по-моему, один из вариантов этой реформы, это, по-моему, 10 или 11 вот таких вот... муниципалитетов. Да, то есть это точки роста, как их называют, да, то есть получается, что районы уходят. Районная администрация. Районная администрация у нас это не такие районы, как, допустим, мы когда примары городов еще 2 года назад собирались в Видницах, то фактически все примары городов выступали за то, что районные структуры как в таком виде, мы не видим их перспективы, то есть полномочия их можно передать просто примаров муниципалитетов. Районных центров есть городские примарии, которые могут на себя взять очень много функций, которые сегодня исполняют районные советы. В Гагаузии у нас районная администрация это
Вначале это были представители Башкана на территории, потом это были районные администрации, это были районы, в том виде, который сегодня район. Сегодня глава администрации любого района без постановления Народного собрания исполкома не может никаких вопросов решать, связанных вообще с финансами. А если мы говорим про децентрализацию финансовую, то здесь есть определенный блок, где все останавливается на Народном собрании. Допустим, если я знаю, что есть какой-то резервные деньги, остаются на конец года в районе, то глава района, нет у него структуры, у нас, как говорится, который мог бы деньги перераспределить внутри, он должен выходить с ходатайством, исполком, Народное собрание, а это уже совсем другие. А деньги-то ведь определенного района, а потом их берут, кидают в общую казну, и они распределяются на, нужно, может быть, вообще какого-то населенного пункта в другом районе. Здесь я считаю, что это немножко не совсем справедливая формула, поэтому надо находить какую-то формулу, где если деньги хотя бы Чадурнусского района в конце года экономятся, то эти деньги должны оставаться в этом районе и идти на населенный пункт этого района. Поэтому я не знаю, что примет Народное собрание. Это уже, наверное, будет новое Народное собрание, новый состав, который на следующий год, я надеюсь, что будет избран. И нужно, это будет головной болью, потому что это будет реально головная боль, потому что просто ликвидировать определенную военную примарию, где даже если 300 человек населения, это одно, а что дальше предложить этим жителям этого населенного пункта? Понятно, что крупные населенные пункты и города меньше думают о том, что их это не коснется. Это забота, мы понимаем, что мы общаемся с коллегами, в том числе молдавскими мэрами, это проблемы там, где менее 1000 человек населения. С другой стороны, поставить на одни весы работу мэра на крупного населенного пункта, есть детские сады, есть школы, есть спортивные школы, есть инфраструктура. Это одно, а маленький населенный пункт, где нету ни школы, ни садика, есть только церковь и примария. Это работа совсем другая. Может быть, какую-то градацию ввести мэрии, там, первого уровня или первой степени, второго. Здесь будущий премьер-министр очень правильно сказал, что любая реформа должна дать какие-то плоды, плюсы, но никак не минусы. Понятно, что не сразу. Любые радикальные реформы не дают на следующий день плюсы, но они через год дают определенные, допустим, плюсы в развитии, движении вперед. И на первом месте должен быть житель того или иного населенного пункта. Для меня это любая реформа должна затрагивать интересы, должна направлена на поддержку населения. Анатолий Афанасьевич, вы частично задели вот тему выборов Народного собрания. Тут уже не секрет, они будут, скорее всего, в феврале или март. Да. Да, то есть, 2026 года. Как вы относитесь к идее совместных выборов в НСГ и исполком? Просто у нас почему-то политики еще пока что стесняются говорить открыто, но это вопрос почти решенный. Я отношусь к этой идее очень положительно, потому что вообще эта идея заложена в законе о особом правом статусе. Говорит, что одновременно проводятся выборы Башкана и Народное собрание. В 2003, по-моему, там возникла проблема. Это возникла проблема, опять же, связанная с тем, что Башкана тогда Народное собрание отстранило, кстати. Народное собрание отстранило тогда Башкана. Об этом мы забываем. Тогда Башкана Народное собрание отстраняло. И референдум проводился здесь. Мы понимаем, что какая партия тогда сыграла свою главную роль. Партия коммунистов, да, во главе с определенными людьми, которые сейчас критикуют другие власти, которые вмешиваются как бы в дела Грузии. Тогда было совсем грубое вмешательство, в том числе отстранение от должности. Поэтому здесь надо наконец-то уйти от этого пробела, каждые 2 года проводить выборы. И когда избирается Башкан, это правильно. А вот будет, есть риски, что Башкан и Народное собрание будет идти в работу в одном направлении. Так я считаю, что это нормально, что к власти приходит, если приходит президент, приходит Башкан и команда, которая поддерживает в нормальных реформах, то это нормально. Но это то же самое, что примар выиграет выборы. А совет, там у нас таких примеров совет в оппозиции, море, и там работа не идет, там идут только склоки судебные. Да, есть вещи, когда если это незаконно действие, это есть госканцелярия, которая праве эти определенные вещи останавливать и обжаловать. Но в целом это нормально, если будет Башкан с адекватной командой в Народном собрании, которая будет управляться не извне, а будет адекватно председатель Народного собрания со всеми. То есть это нормально, я считаю. Что. Касаемо центральной оно прописано в законе. Касаемо Центральной избирательной комиссии Грузии. То есть и ситуация, в которой автономия оказалась, и что самое обидное, оказалось своими же руками. Да, потому что мы помним решение Народного собрания от декабря 23-го, да, ликвидация довольно, это
потрясающая история, конечно, когда мы рассказываем столько лет, что Кишинев вмешивается в наши полномочия. Ну, это уже отдельная история. Как вы вообще к этому относитесь и какой вы видите? Я понимаю, что это... Вопрос вообще не компетенции примара, да. Анатолий Федорович, я считаю, мое личное мнение, что вы, Сергей Анастасов, то есть, да, вы примары городов, но учитывая вашу биографию, ваши личности, то есть, в принципе, вы уже политические личности. То есть, поэтому вы в том числе имеете определенный вес в этом обществе. И, конечно же, важно понять вашу позицию по этому вопросу. Я вам скажу, что вы какой видите? В свое время мы поднимали вопрос о том, что примары городов входили в состав исполнительного комитета Гагаузии. Даже этот вопрос обсуждался в ассоциации примаров. Чтобы у нас был делегированный представитель в Народном собрании, который представляет интересы примарского корпуса, представлять интересы в исполкоме. Это в какие годы? Ну, это было буквально второй мой мандат был, если не ошибаюсь. Эти вопросы поднимались, но нас тогда отрезали, сказали, что вы занимаетесь хозяйством, это ваша работа, поэтому те вопросы, которые задаете, они в фактической плоскости, но давайте скажем откровенно, что ЦИК, тогда это было Народное собрание решение, о приостановлении работы межправкомиссии парламентской, вернее, тоже было постановление Народного собрания принято, и поэтому сегодня я знаю, что, если не ошибаюсь, Лейчу предложил какой-то временный ЦИК, как бы как вариант, только под одни выборы. Да, это как бы один из вариантов урегулирования этой проблемы, потому что судебные все эти моменты будут идти очень долго. То есть это одно судебное заседание, потому что насколько я знаю, что есть уже еще одно исковое заявление ушло по поводу, опять же, ЦИКа. Это смотря какой состав, там по двум разным составам ЦИКа. То есть это очень долго, так это, а как тогда выборы проводить? А как выборы проводить? А выборы у нас прерогатива, компетенция по назначению выборов только принадлежит Народному собранию. Как башканский, так и выборы Народного собрания. То есть Народное собрание в любом случае это перед уходом оно должно назначить выборы. Должны назначить выборы свои, потому что мы имели уже в каком году, когда парламент не ушел, и у нас местные выборы вместо июня провели аж в ноябре. Был прецедент молодой, парламент распустился, а не успел назначить местные выборы. И в итоге только новый парламент через полгода, и наши полномочия автоматом продлились, потому что некому было назначать выборы места. Так и здесь, как бы вариант временного ЦИКа, я считаю, что он имеет право на жизнь, и как вариант проведения выборов на следующий год весной, ранней весной. Это, я считаю, что нормально, и что все это успокоилось, все это утряслось, и дальше можно было идти и перестать уже обвинять друг друга в разных вопросах. Они есть, противоречия есть, но надо их снимать. Только в диалоге. Вы хорошо помните, что происходило на выборах в Башканы, в Гагаузии? Потому что, я, если не ошибаюсь, вы возглавляли предвыборный штаб? Да, в первом туре я возглавлял, не возглавлял, а был в составе штаба Дмитрия Кройтера на выборах. Да. Я не жалею, я считаю, сейчас даже могу сказать открыто, откровенно, что я считаю, что Дмитрий Васильевич Кройтер, который сегодня уже фактически, как бы сказать, почетный посол, он уже дома занимается своим хозяйством, хочет строить хороший бизнес в Чадуруге у нас дома. Считаю, что на тот момент, и считаю, что он был самой достойной кандидатурой на должность Башкана Гагаузии. Как бы кто ни говорил, что бы ни говорил про него, грамотно образованный, с связями в турецком мире, во всем Европейском Союзе, в России он работал везде, в Румынии. То есть этот человек, я считаю, что 2 года у нас были бы совсем другие возможности, перспективы по развитию и были совсем другие взаимоотношения с центром. Он не был кандидатом от центра, не был кандидатом от ПАС, как тогда пытались это все преподнести. Он был просто человеком, который образованный, подготовленный на должность Башкана Гагаузии. Я почему говорю про 2023 год и то, что происходило тогда в марте-апреле, потому что это показало все болезни. Слабость нашего ЦИКа. Автономии. Не только ЦИКа, и политического класса, там, ну и правоохранительной системы, и кандидатов, которые между первым и вторым туром. И силового блока. Всех, на самом деле, потому что, в принципе, во второй тур вышли, ну, там были серьезные кандидаты, на самом деле, можно по-разному относиться к Михаилу Формузалову, человек с таким бэкграундом, то есть Дмитрий Васильевич Крейтор, да, то есть были и другие кандидаты. Дудогу, да, Дудогу тоже бэкграунд, то есть и депутат парламента Кройтер, несколько раз. Да. В итоге во второй тур вышли
Григорий Зон, кандидат от Молодые социалистов. перспективные люди. И Евгений, ну, хорошо, понимаем вашу иронию. Мы тоже за перспективных. Вот, на ваш взгляд, нас в следующем году ждут выборы. Как построить выборы, чтобы не попасть? Потому что это же, на самом деле, это ужасающая ситуация. Вот ни один уважающий себя кандидат уже не захочет пойти, потому что я думаю, что все-таки есть какое-то внутреннее эго, да, то есть, ну, это же позор, когда там непонятно вообще кто, человек, который, скорее всего, даже не читал уложение и даже не знает, что это такое, в чем разница между уложением и конституцией Молдовы, да, то есть, или что их роднит или связывает, то есть выигрывают выборы. И, в принципе, похожая ситуация, что мешает господину Шору провести в народное собрание по населенным пунктам по той же схеме. То есть, и вот я к чему говорю? На ваш взгляд, то, что у нас проблемы, мы и так знаем, мы 150 раз это уже обсуждали. Но интересно, как построить избирательный процесс, на ваш взгляд, чтобы всего этого не было? Ну, вопрос очень сложный, я скажу, потому что я очень надеюсь, что найдутся кандидаты, которые адекватные, которые понимают, куда они идут. Я могу сказать насчет себя, что у меня вообще никаких амбиций нет ни становиться башканом, ни даже участвовать в кампании в качестве кандидата. Вам кабинет примара еще не жмет? Дело не в кабинете примара, дело в ответственности. Угу. Потому что должность башкана — это в первую очередь ответственность. Не просто за кабинет, как вы говорите, башкана или примара, а когда ты знаешь, за тобой стоит народ, который мы за 10 лет потеряли 50 тысяч. Ну, после ГУЦУ многие скажут, а чем я хуже. Давайте мы говорим на перспективу. Мы за 10 лет потеряли 50 тысяч населения. И Чадурунга потеряла население. Но нельзя в отдельной мэрии построить коммунизм, как вы говорили. Ну, то есть это процессы, которые идут по всей Молдове, идут в Гагаузии, но мы малый народ. И то, что мы уменьшаем, это мы таким еще 10-20 лет тогда нас не останется вообще. Гагауз будет где-то там в Красную книгу занесена. Я не совсем понял про ответственность. Вы считаете, что вы еще не готовы к этому поступить? Я сейчас говорю про должность башкана. Ага, ну да. Что это в первую очередь ответственность. Не просто желание, а ответственность. Потому что если надо думать сразу не то, что я стал там, получил кресло и кабинет с евроремонтом, я башкан и все у нас хорошо. Нет, я скажу, что я даже премьер-министру будущему сочувствую. Я сочувствую министру финансов, который в понедельник придет и сядет в кресло, и европейское село, деньги нужны. То есть это море проблем, в том числе ответственность башкана. Как все это сейчас собрать? То, что за 2 года последний вообще кошмар, как это все собрать? Ну и самое сложное — команду. Сегодня мы не мэрии не можем найти специалистов. Я говорю специалистов, не людей, специалистов. Здесь у нас, не где-то привлекать, а здесь у нас, здесь в Гагаузии найти специалиста по разным направлениям, чтобы это не были твои кумовья, сваты там по принципу свой, а адекватных профессионалов. Вот это одна проблема. Ответственность, вторая проблема — команда. Ну и третье — это состав народного собрания. Извините, я говорю как есть, как и примар и совет. Эти три составляющие как-то сложить. Если сложить, то у меня возникает вот 20 таких вопросов, а смогу ли я это сделать. Поэтому я говорю, на первом месте ответственность. Опыт — это одно, ответственность. И здесь я надеюсь, что авантюристы, но у нас лезут авантюристы, к сожалению, которые не понимают об ответственности, о команде. Мы видели, что творилось с командами. Мы видим, что у нас, где делался у нас главный ешак Гагаузии. Я его назвал, что он сам является ешаком. Я говорю, открыто по Кузнецову, пускай даже подают на него в суд. Просто эксперт в области. Куда он делся? Где он его? Не видно, патриоты Гагаузии. Поэтому вот таких людей случайных не должно быть, так называемых патриотов Гагаузии. Поэтому я поддержу адекватного башкана, но пока я в голове вот так прокручиваю этих адекватных, пока у меня набирается очень мало, и те, которые набираются, они тоже не хотят идти, даже баллотироваться. Я знаю уже нескольких, которые спят и видят себя башканами, но я, допустим, их не поддержу. Я просто встану в стороне, как это было во втором туре башканских выборах. Пускай выбирают люди, чтобы у меня была совесть чиста, что я не агитировал. Закрой это раз, что я агитировал, мне не стыдно. Я об этом говорю сегодня открыто. Я 2 раза за него агитировал, 2 раза даже жители Чадурунги меня не поддержали, но я думаю, что многие жалеют об этом. Поэтому эта проблема будет, это самая большая проблема, чтобы был адекватный кандидат в башканы. Это очень большая проблема. И команда.
Ну, это и печально. народное собрание. Это 3. печально, что мы дошли до обсуждения кандидатуры, и мы не говорим, чтобы он был сильным экономистом, а просто адекватным. Ну, потому что человек, который понимает, ответственен за работу, можно взять заместителя экономиста, можно взять другого заместителя финансиста, можно взять специалиста строительства, начальника главного управления. Башкан — это ответственность и компромисс, и нахождение. Еще один момент, 4, это с центром. Работа. Это 4, я вот сказал. Это понимали все башканы, кроме Гуцул. Что без... 4 это работа с центром. Я имею в виду, что ложится под центр, как сейчас. А вот лег под центр. Значит, если сотрудничаешь, значит лег. Если не сотрудничаешь, значит кто? Значит, ничего не делает. Также у нас, если ничего не делает, то значит плохой. Если сотрудничает и лег под центр, как тоже плохой. Тогда как тогда найти золотую середину так, чиновникам этим, которые хотят развивать? Это вот интересный момент. Смотрите, значит, вы приходите примаром, допустим, да? У вас есть программа, так? Чтобы ее внедрить, нужны деньги. И совет адекватный. Ну, понятно, но имеется в виду без денег вообще поддержка ничего не команды. сделаешь. То есть все, взять историю Гагаузии, все башканы понимали, что без диалога с Кишиневым ты не решишь вопрос. Ни инвестиции, ни какие-то социальные проекты и так далее. Вот в Камрате, в Чадрунге получается это делать. В Вулканеште в последнее время я смотрю, что тоже начало получать. Примары уже за это бьют, да. Жители как к этому относятся? Мне вот это интересно. Вот, ну хорошо, ну получили вы деньги с европейского проекта. Жители как к этому относятся? Понимаете, для нас задача реализовать проект и рассказать, кто выделил деньги, сколько выделил, на что и что мы в итоге имеем, конечно, то есть устойчивость проекта. Категория жителей, которые нас критикуют, вы легли там, вы там пас, а вы есть там и такие? Ну, они есть, это нормально, что есть. Другой вопрос, как примар на это реагировать. Если болезненно, то не хочется ничего делать. Обычно это просто политические оппоненты говорят в городе. Нет, это больше, они делают это через людей, которые менее, наверное, устойчивы к финансам, которые за деньги могут все, что из церкви говорить, и для ничего святого нет. То есть есть у меня такие примеры, в церкви уходят, там такие вещи говорит, что даже Бога не боятся. То есть это одно. Другое, как научиться правильно реагировать, это очень важно, потому что есть ситуация, то можно, это тебя просто бьет, отпускаешь руки. Раз не хотите, ничего больше не будем делать. Но я перестал на это обращать внимание, потому что я понимаю, что, во-первых, вечно называть надо своими именами. Деньги пришли с Европейского Союза, Польша, Германия, называем как есть. И понимаем, что закончится мандат, это останется в городе, в селе. Примар это с собой не заберет. Я не понимаю вообще, в чем проблема. У нас люди почти все ездят сейчас на заработки в страны Евросоюза. Ну, 2 года назад это очень остро усугубилось, потому что, ну, давайте скажем, что элита политическая во главе, она, когда через посредством ГРТ вот это зомбирование шло постоянно, что это зло, это плохо. Да, я понимаю, есть моменты негативные, которые я сам, допустим, не принял бы со стороны некоторых стран, некоторых, не всех, некоторых стран Европейского Союза. Есть моменты, которые, мы понимаем, о чем я говорю, но есть вещи, которые нормальные, связанные с реформами, с инфраструктурой, с экономикой. То есть, почему не радоваться тому, что есть хорошее? Но я вам скажу, в целом, я вижу, что я сейчас на примере Чадурунги, жители нормально, адекватно воспринимают, когда идет развитие города. И людей не волнует сильно. Я везде говорю, что задача примара привести инвестиции в город. Я никого не продаю, я себя не продаю, я город никому. Вот там, а вот за это нам что-то у нас заберут. А что у нас заберут? Что у нас заберут? Нас заберут, детей заберут. Так наших детей и так забрали. Наши дети работают, уже большинство работает в Европейском Союзе, странах Европейского Союза. Значит, мы сами детей туда отправили. Что нас заберут? Вот что у нас? Наверное, самое страшное, когда забирают детей. Самое страшное, когда нет выбора. Ну, это как бы здесь, я сейчас говорю, как люди простые на уровне разбирать. Что забирать у нас? Ну, то же самое у нас. У нас ничего нет, у нас экономика нет развиваема, у нас инфраструктура. И все проекты, которые мы реализуем, это все проекты стран Европейского Союза. Польский проект был реализован на 6 миллионов лей, детский сад номер 8. Который был похож на разгромленный Сталинград. Сейчас это современное здание. Что польский фонд, старый фонд что-то у нас попросил взамен. Единственное, что будет открытие. 14 ноября официально будем открывать проект. Представим наших деток. Что? Ну, я пример такой привел, например, что они у нас? У нас ничего не попросили они.
и не попросят, и не было никаких условий перед примаром поставлено, что повесьте даже польский флаг над зданием садика. Нет, конечно. Есть государственные символы, гагаузский и государственный флаг. Я думаю, что... Ну, есть категории, которые вот это все пытаются, вот эти все... Если ты решаешь какие-то проблемы в городе, то можно... долгий период, извините меня, я говорю откровенно, извините, что я говорю здесь, в этой студии, но то, что вот это зомбирование шло, выходили дежурные Кузнецова и тому подобное, Бессарабина, это и только их, я на ГРТ не был 2 года. Анатолий Федорович, я не очень люблю, когда я понял вас. Обсуждают другие СМИ. Поменяем тему. Да. Хотелось бы коснуться ситуации в Чедурунге. Поясните, пожалуйста, зачем Примарии понадобилась актуализация генплана города? То есть для чего это необходимо? Генплана и плана социально-экономического развития. Да. Во-первых, вы по программе Европейских СО, по-моему, хотите подать? Нет, пока мы пока актуализировали сегодня на Совете план социально-экономического развития, не генплан. Это разные два документа. Разные документы. Генплан, это самые важные документы, без которых развитие нулевого населенного пункта фактически невозможно. То есть, не имея генплана, не имея плана социального, мы не знаем, что главное. Сейчас есть генплан? 25-й год они завершаются. У нас есть и генплан, есть и стратегии, которые 25-й год мы их завершаем. Понятно, что есть позиции, большинство позиций, которые мы исполнили, но позиции, которые остались неиспользованы, финансы, отсутствие финансов. Поэтому мы сейчас его актуализируем, на год продлеваем план социального развития, который, то, что эти документы важны для развития города, это раз. А второе, что без этих документов мы не можем участвовать в проектах, подавать заявки. Везде партнеры, доноры требуют, чтобы эти документы стратегически важные для населенного пункта должны быть. И тот проект, который мы подаем заявку, он должен быть вписан. Как один из главных для данного населенного пункта. Я еще видел, до конца не понял, касаемо от Пролин. На прошлом, не на сегодняшнем, на прошлом заседании Монсовета, то есть мы повторно обратились. Я не понял, вот я слышал, что вы говорили даже на других СМИ, то есть что как бы оно будет ваше, да, но вы даете в пользование исполкому для того, чтобы вы писали, привлекали гранты. Но я не понял, кто будет финансировать от Пролин? Значит, на сегодняшний день от Пролин финансируется с исполкомом. С исполкома, да, и на следующий год тоже заложено. Региональный бюджет. Да. Не исполком, региональный бюджет, скажем. Да. 1,5 миллиона, я могу ошибаться. Деньги заложены. Деньги заложены. Но кроме денег, других денег нет. Проект мы потеряли, я говорю, все виноваты. Не будем сейчас искать проект. 22 миллиона второй этап мы потеряли. В этом вина наша. Всех. Первый этап это строительство. А второй этап это дальнейшее развитие. Манеж построили, но он просто стоит. Коробка на 2000 квадратов, которую можно использовать. Я уже утрирую как какую-то производственную площадку. Но это основное предназначение было другое, это манеж. Поэтому мы повторно обратились, сейчас конец года, принимается бюджет, абсолютно мы не претендуем, что мы были единственными собственниками данного объекта, но он находится на территории города. Мы хотим, чтобы он развивался, перспектива развития туризма очень большая. По туризму есть очень много кластеров, где можно подавать заявки. Анатолий Иванович, это я понял, смотрите. Администрирование как и финансирование? Значит, у нас есть такой пример, где, допустим, мы собственники определенного объекта, он регистрирует за нами, но мы его передаем без безвозмездное пользование не частнику, а передаем районной администрации, допустим. Вот берем здание библиотеки. Наша собственность мы передали безвозмездное пользование. То есть в этой ситуации мы можем писать проекты, привлекать, но администрация, находясь, тоже может в него вкладывать деньги. Потому что оно у них... А исполком согласен на такую модель? Ну, мы предложили новую модель, не ту, которая была в прошлом году. Просто отдайте нам и... Ну, я понял, но переговоры еще не были? Переговоры ведутся, но сейчас вы знаете, что ситуация очень сложная в исполкоме, и мы надеемся, что нас услышат, потому что то, что мы предлагаем, это золотая середина, которая финансирование останется за исполкомом. Хидерлес проводить будет региональная власть при партнерстве, при содействии там Примарии. Однозначно мы против, что 2 хидерлеза проводилось. Но мы хотим, чтобы хидерлез был нормальный, без политики, без фото, без включения публикаций иных людей, чтобы это, может быть, поздравление на тот момент уже, я думаю, что будет Башкан, то есть тех людей, которые находятся в правом поле. Мы сделали то предложение, которое должно устроить и исполком, и Народное собрание. Сейчас ждем от исполкома.
Потому что мы получили ответ от председателя Народного собрания, что они переадресовали в исполком наш, потому что мы и туда-сюда, чтобы исполком высказался по данному вопросу. Но пока в исполкоме говорить сложно с кем-то. Ну, тогда уже Сложно. легче будет дождаться. Я говорю, нельзя, но сложно. Новый исполком. Еще один важный проект, хотелось бы уточнить, какая там судьба. Строительство производственной площадки, имеется в виду при въезде в Чедрунгу. Меня интересует, есть ли, ну, во-первых, идет ли строительство по плану, и есть ли какие-то проблемы с финансированием, потому что там часть контрибуция, если я не ошибаюсь, 12 миллионов, да? 11 миллионов. 11 Гагаузия, миллионов, 3 миллиона наша доля местного то совета. есть всего 14, вот если и Приморье, Да, и Приморье, бюджет. да. И 22, по-моему, миллиона, 22,5 это Ага. страна. Получается, бюджет фактически Молдовы. три субъекта, да, Да. 3 административные единицы. Идет ли строительство по плану и есть ли проблемы с финансированием? Пока проблем по финансированию нет. Первая часть контрибуции со стороны исполнительного комитета Грузии была выделена в прошлом году 5,4 миллиона. Со стороны Приморьи то, что мы должны были вложить, мы вложили. Страна свои обязательства, социальный бюджет Молдовы исполняет, строительство идет. Строительство должно было быть закончено до конца ноября, но в связи с тем, что там были форс-мажорные обстоятельства, были дожди, был там непогода, плюс другие, продлили сдачу объекта на начало 2026 года на уровне страны, потому что это агентство регионального развития проводили тендеры, и они эти вопросы решали. То есть контракт подписывал агентство регионального развития с компанией? С компанией, да, тендер проводили они, но в составе есть представитель Приморьи, заместитель который в тендерной комиссии подписывал контракт. И в актах выполненных работ Приморья тоже так же, третья сторона подписывает. Работы идут уже, они завезли металл, сэндвич-панели, то есть сейчас самая сложная землеройная работа они завершили. Это самое сложное, потому что они были очень объемные и финансово, и по самим временному периоду. Сейчас второй этап, Гагаузия должна перечислить 5,6 миллионов леев на... Если не ошибаюсь, по-моему, в заседании исполкома. В понедельник исполком проголосовал, постановление соответствующее есть. В понедельник заседание Народного собрания, на которое я хочу также поехать. Мы говорили с депутатами. Комиссия профильная Народного собрания высказалась положительно о выделении, потому что наша вот доля контрибуции, она отличается от других, которые подают другие мои коллеги-мэры. Я абсолютно не хочу посягать на нужно, не нужно. Мы говорим о том, что первую часть исполком, то есть региональная власть первую часть выделила, строительство идет, и в этой ситуации останавливать вторую часть, в этом нет никакой логики. То есть мы строим еще одну коробку на примере манежа от Пролина, которая заморожена, и стоит коробка, в которую вложили и Гагаузия в том числе деньги. Если мы сейчас останавливаем строительство этого, то получается страна вложила 22, мы 5 это 23, 25, и Гагаузия 5,4, это 30 миллионов вложили, и все остановилось. Когда мы можем открыть 500 рабочих мест. В этом проекте заключено соглашение с 8 мэриями, что мы совместно, то есть проект региональный. Я скажу больше, он проект даже не региональный, он национальный, потому что 2 села Тараклийского района вовлечены. Приморы брали на себя обязательство поставлять рабочую силу. И в итоге 50% налогов будет уходить в бюджет Гагаузии, 50% будет оставаться в бюджете муниципия. Плюс работать будут с 8 мэрий люди там. От этого выигрывать все. То есть в этой ситуации понедельник, если Народное собрание не выделяет средства, то мы не просим деньги ведь авансом. Дайте нам на будущее. Что, возможно и такое, что они не выделят? Ну, я не знаю, мы ждем, я надеюсь, что выделят, потому что разные там разговоры идут. Надеемся, что в понедельник вопрос решится положительно, и мы не построим очередную коробку, которая просто будет стоять как непонятно что. Это довольно интересно. Я не хочу, но я надеюсь, что, вот я говорю, то, что есть сегодня, наш проект, он отличается от всех проектов. Он касается 8 мэрий, абсолютно не только Чадурунга, 8 мэрий плюс бюджет Гагаузии, который будут возвращаться деньги. Эти деньги будут отбиваться. Это чем-то похоже на то, что когда Фуджикуру строили, кстати. Стоп. Давайте мы с вами не в Фуджикуру вкладывались деньги вообще в здание, которое не было собственности Гагаузии. Здание ЧС, оно даже не было. Я сейчас не говорю про правую сторону, мы говорим о том, что здание будет собственности мэрии. Понятно. И оно будет находиться... Не хочу, потому что аналогия с Фуджикурой очень нехорошая, потому что Фуджикуры нет у нас. Ладно, по суммам, поэтому по здесь суммам это одно, там сумма была 13 миллионов бюджета Гагаузии. Это немножко другое.
И здание сегодня вложили в здание, которое не в собственности Гагаузии. Мы говорим о том, что это наша Ну, оно собственность. потом его передали. Ничего оно не стало передали, оно так и стоит. в просто. зону свободного предпринимательства, по-моему, Ну частью. ладно, это как бы уже... Анатолий Иванович, касаемо здания школы искусства, я знаю, что оно не на балансе Примарии. Вы не инициатива. Оно на балансе Примарии, это одна из... Просто да, школа искусства на балансе... Примарии, оно в собственности Примарии. И вот на это балансе пример... районной И администрации. на балансе о безвозмездном пользовании. Вот это тот пример, который мы предлагаем Так. как отправить. Новое здание принадлежит фактически Примарии. Не фактически, а оно зарегистрировано за Примарией. Но передано безвозмездное пользование районной администрации, где она тогда была музыкальная школа, художественная школа и дом творчества. Почему я задаю вопрос? Ну, вы, наверное, уже догадываетесь, почему я задаю вопрос. Ну, я уже в этой студии отвечал на этот вопрос. Просто Да? повторюсь, да. Но здание не используется сейчас. Здание аварийное. Оно вообще опасно, да? То есть Здание я недавно аварийное. только увидел Детей трещины. выселили, детей расселили. Это решение принималось на уровне пользователя здания. То есть наши Ну, структуры... я понимаю, я имею в виду, какой выход? Выход мы подготовили, из этой ситуации? есть заключение, экспертизу, которая оплатила 38 тысяч, оплатил бюджет Гагаузии. Есть проектная смет документации, которая была составлена на основании этого заключения, которая оплатил бюджет города 320 тысяч. И вот эти документы мы отвезли послу Азербайджана документально. Вот экспертиза, надо кое-что менять, это порядка 7 миллионов леев. Документы мы представили послу Азербайджана как заказчику этого, и который непосредственно отбирал компанию, которая строила, технадзором заключали договора. То есть дальше мы ждем, что дальше примет правительство Азербайджана. Ну, получается, собственными силами пока не рассматривается вариант. 7 миллионов лей финансировать. изыскать в бюджете города, извините меня, это из области фантастики. Потому что нам, когда объект строился, то Примария никак не привлекалась ни в каком качестве для... У нас это было свое видение этого здания, но, к сожалению, нас тогда не допускали до строительства, мы не могли даже вести контроль какой-то. Поэтому здесь вины Примарии Совета абсолютно точно нет. Единственное, что мы тогда настояли убедительно, что здание построено на земле публичной примарийской, поэтому объект будет зарегистрирован за Примарией. Но мы передаем безвозмездное пользование районным властям. Буквально последний вопрос нашей программы. Проект по запуску станции очистки воды. Я, насколько помню, вы подавали в агентство регионального развития, но там он такой более масштабный. Там Да. не только касаемо станции очистки воды. Скажу. По документам на 26-27 год, если я не ошибаюсь, да? Какова судьба этого проекта? То есть он 100% будет уже внедрен и профинансирован? Или пока еще нет? Проект прошел через единый программный документ, который утвержден постоянным правительством Республики Молдова. На 26-27. 34 миллиона. Сейчас идет подготовка документации всей необходимой. Там у нас по станции есть один момент, что у нас такого рода специалистов в области проектирования в Молдове фактически 1-2. Мы сейчас вышли на этого. То есть станция есть, ТО есть небольшой проект, но нам нужен более глубокий проект. Есть смета, стоимость работы, но нужен более глобальный документ для того, чтобы выйти на тендер, на объявление публикации для тендера. Поэтому у нас сейчас задача стоит до января месяца подготовить более такой широкий проект по данной станции, потому что станция там всего лишь одна составляющая. Там, кроме этого, модернизация главной насосной станции, которая подает воду в город, главной канализационной насосной станции, где все стоки проходят, оно все работает на уровне фантастики, там, на честном слове. Там по ним документы есть. Плюс обеспечение замена водопровода нового в микрорайоне Совхоз, где старый водопровод, его тогда не поменяли, когда проводила Турция. Плюс установка солнечных панелей на 200 киловатт, что позволит нам обеспечить запуск станции, и чтобы электроэнергия, за счет энергии у нас не подняла стоимость воды, соответственно, водоотведения. Как бы мы такой берем, как это составляющая 34 миллиона лей. Смотрите, по поводу этого документа, который необходимо взять, я правильно понимаю, что вы должны деньги это задача найти наша. Из бюджета? Дело не в деньгах, дело в специалистах. То есть проблема... Такого рода станций в Молдове нет. Такого рода станций в Молдове нет. И мы выходили на турецкую нашу сторону, наш регион побратим Бурса, где они нам сделали такое обследование ТО, то есть что с этой станцией. Но
У нас должна быть молдавское заключение, молдавская верификация, то есть документ должен быть не турецкий, а молдавский. Ну, тут просто осталось, в принципе, не так много времени. Но мы занимаемся, мы работаем, ну, как время? Мы должны где-то в начале года... В феврале, по-моему, рассматривают в министерстве. Министерство проект. Данный проект в единый программный документ, который утвержден правительством, прошел. То есть он прошел апробацию в правительстве. Министерство инфраструктуры он прошел апробации все. Сейчас идет у нас по этим всем проектам пока нигде никакие работы не проводятся. Допустим... Но они же должны заложить деньги в бюджет на 26 год. Они заложены, деньги заложены. Эти 6 проектов официально они прошли апробацию, то есть они заложены в бюджете на 26 год. Эти проекты реализуют через агентство регионального развития, не через мэрии, через агентство, поэтому деньги идут через агентство. Наша задача оперативно подготовить более такой углубленный проект. Но у нас есть компания, с которой мы уже выходим на финиш прямую, и в течение 2 месяцев по срокам мы все это успеваем. Наша задача весной объявить тендер на проведение работ. Максимально. Как житель Камрата я буду очень рад за Чедырнугу, потому что... Проблема воды у нас очень острая. Нам не понять, в принципе, да, потому что мы как-то привыкли к питьевой воде, хорошей, и, конечно, в любом случае это элементарные такие моменты, да, которые... Здоровье и экология. То есть, вода, канализация, это должно быть элементарно, дороги. Анатолий Фанасович, я благодарю вас за программу. Вы мне должны возможность людей пригласить на праздник Касым. Без этого невозможно. Пожалуйста. 2 слова буквально. У нас 8 числа будет проводиться наш национальный праздник Касым. Это праздник действительно наш. Мы его всегда проводили очень масштабно. Выставка животноводства, национальная культура, конкурсы каурмы, брынзы, домашнего хлеба. Будет большая концертная программа, у нас будет очень много гостей. У нас самое важное, что у нас будет служба в нашем Свято-Дмитриевском монастыре, который храм этого монастыря, где службу будет нести митрополит Владимир. Поэтому будет очень много наших жителей, гостей, сел. Поэтому я приглашаю жителей вместе с нами отпраздновать наш праздник. Надеюсь, что мы его сможем провести на достойном уровне. И самое главное, это позволит нам с новыми силами двигаться дальше вперед. Спасибо. Анатолий Фанасович, еще раз благодарю за программу. Я напоминаю, что вы смотрели программу Love Life. У нас в студии был примар города Чедырнуга Анатолий Топал. Оставайтесь с нами и до новых встреч. На минувшей неделе депутаты поддержали программу правления и состав правительства, предложенный Александром Мунтяну. В новом правительстве 17 министров. Центральная избирательная комиссия запустила новый цифровой модуль электоральные жалобы, позволяющий гражданам отправлять контестации онлайн. Евросоюз продлил санкции в отношении ряда чиновников Приднестровского региона, а апелляционная палата отказалась рассматривать жалобу МИДа Молдовы в деле о лишении дипломатического паспорта председателя Народного собрания Гагаузии Дмитрия Константинова. Об этих и других значимых событиях прошедшей ежедневки через несколько секунд. В
последний рабочий день минувшей недели парламент поддержал состав нового кабинета министров. Таким образом, в Кабмине Александра Мунтяну 17 министров, 4 женщины и 13 мужчин. Вице-премьер по реинтеграции Валерий Киверь, вице-премьер по европейской интеграции Кристина Герасимов, министр экономического развития и цифровизации Евгения Смакеску, министр инфраструктуры и регионального развития Владимир Боля, министр иностранных дел Михай Попшой, министр образования Дан Перчун, министр сельского хозяйства и пищевой промышленности Людмила Котлабуга, министр внутренних дел Даниила Мисаил-Никитин, министр юстиции Владислав Кожухарь, министр финансов Адриан Гаврилице, министр труда и социальной защиты Наталья Плугару, министр обороны Анатолий Насатый, министр окружающей среды Георгий Хаждер, министр культуры Кристиан Жардан, министр энергетики Дарин Джунгету, министр здравоохранения Эмил Чебан, а также генеральный секретарь Госканцелярии Алексей Бузу. В нынешнем парламенте сформировано 12 комиссий. Правящая партия ПДС возглавила 6 из них. Фракция социалистов 2, фракция коммунистов 1, также по одной комиссии у фракции нашей партии и блока «Альтернатива». Неаффилированный депутат Василий Тарлев будет входить в состав комиссии, юридической комиссии по назначениям и иммунитету. Европейский Союз продлил санкции, введенные в отношении лидеров и других так называемых чиновников Приднестровского региона до 31 октября 2026 года. Соответствующее решение опубликовано в официальном журнале Евросоюза. Санкции предусматривают запрет на въезд и транзит через государства-члены Европейского Союза для отдельных лиц. Речь идет о списке из 16 человек, среди них и бывший так называемый лидер Приднестровья Игорь Смирнов и его сыновья, нынешний глава Тираспольской администрации Вадим Красносельский и другие так называемые министры и руководители Приднестровского региона. Апелляционная палата Центр отказалась рассматривать жалобу Министерства иностранных дел в деле о лишении дипломатического паспорта председателя Народного собрания Гагаузии Дмитрия Константинова. Суд объяснил это тем, что МИД подал мотивировку жалобы с опозданием. Решение может быть обжаловано в Высшей судебной палате. Ранее суд первой инстанции обязал МИД вернуть Константинову дипломатический паспорт. Документ был изъят после того, как народный избранник Гагаузии вернулся из Москвы, где участвовал в мероприятии Блока Победы, связанного с Илоном Шором. Осужденная Башкан Гагаузии Евгения Гуцул заявила, что администрация пенитенциарного учреждения номер 13 нарушает ее права. Гуцул пожаловалась на условия содержания в тюрьме. Жалоба была передана через адвокатов после очередного заседания, которое состоялось на минувшей неделе. В ней Гуцул утверждает, что ей и другой заключенной Светлане Папан отказали в праве лично присутствовать на судебном процессе и поместили в крошечное помещение, где невозможно нормально дышать. Цитата. «Очевидно, что такие условия были выбраны намеренно, чтобы нас унизить и продемонстрировать пренебрежение к нашему достоинству. Это абсолютно недопустимо в правовом государстве», заявила Башкан. Центральная избирательная комиссия запустила новый цифровой модуль «Электоральные жалобы» контестации электорали, позволяющий гражданам подавать избирательные контестации онлайн. Новый инструмент призван повысить прозрачность избирательного процесса, отмечает ЦИК, давая возможность быстро сообщать о нарушениях, бездействии или неправомерных действиях со стороны избирательных органов и конкурентов на выборах. Платформа позволяет прикреплять подтверждающие документы, а также отслеживать в режиме реального времени ход рассмотрения жалобы. Пользователи могут изменить или отзывать поданные заявления. По данным ЦИК, новый модуль будет впервые использован на местных выборах 16 ноября. В конце минувшей недели Государственная налоговая служба КНС сообщила, что в Молдове распространяются поддельные письма об уплате подоходного налога, подписанные якобы директором налоговой Ольгой Голбан. Документы приходят с российских почтовых серверов, содержат QR и штрих-коды и суммы в иностранной валюте. Налоговые органы призывают к бдительности и просят граждан игнорировать такие сообщения, а также немедленно сообщать в правоохранительные органы или государственную налоговую службу.
Железнодорожные и автобусные вокзалы, а также поезда по всей Молдове будут оснащены электронными платежными устройствами для покупки билетов с помощью банковской карты или мобильного телефона. Пилотный проект предусматривает оснащение вокзалов и транспортных средств оборудованием для бесконтактной оплаты, запуск платформы для управления международными рейсами и создание единой базы данных операторов транспортных услуг. Компания Visa также поможет разработать мобильные предложения для покупки билетов напрямую с телефоном. Расширение системы на национальном уровне будет зависеть от результатов пилотного этапа. С 27 октября каждый водитель при желании сможет проверить онлайн наличие правонарушений правил дорожного движения, зафиксированных камерами видеонаблюдения через платформу М-кабинет. Новая функция позволяет получать доступ к подробным отчетам о нарушениях, включая дату, место, транспортное средство, а также фотографии, снятые системами мониторинга. Платформа доступна в разделе правонарушения на сайте mkabinet.gov.md. А с 1 ноября в Молдове водители обязаны включать ближний свет фар даже днем. Эта мера введена для повышения безопасности на дорогах в холодный сезон, когда из-за дождя, тумана и раннего наступления темноты видимость снижается. Полиция Кишинева задержала 22-летнюю гражданку Украины, подозреваемую в причастности к серии онлайн-мошенничества на территории Республики Молдова. Общий ущерб, причиненный потерпевшим, оценивается более чем в 2 миллиона леев. Подозреваемая предположительно является частью организованной преступной группы, которая специализировалась на телефонных мошенничествах. Члены группы представлялись сотрудниками банков или мобильных компаний, чтобы получить конфиденциальные данные карты, а затем снимать деньги со счетов граждан. Национальное агентство продовольственной безопасности объявило 30 октября об изъятии с рынка куриных яиц производства ООО «Спиранца» после того, как лабораторные исследования выявили бактерию сальмонелла. Потребители просят не употреблять яйца с истекшим сроком годности, указанным на упаковке, и возвращать их в точки продажи. Такой была минувшая неделя. Just get it on.
Sen adın kogesi, sen padişahlığın koğusu, sen istediğini miyateden çıkıp da her bünkü ekmeğimizi bize büyün ver. İyi buldum. Mamo, ben tavukları doyurdum. Doyurdum diyelim. Pıy 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 pıy. Pıy pıy pıy. Pıy pıy pıy. Pıy pıy pıy. Of. Hadi geç Mamo, sana çay getirdim. Geç hadi. Otur kemiğe. Sana da bir şey getireyim mi? Nasıl getireceğim? Var hepsi bende. O zaman ben giderim. Benim çok işim var. Sen otur. Git. Git. Anne-Marie! Mama, co transmis? Mulțumesc pentru și. Larg de Anne-Marie! Katюшka gene geldi Mamo. Çayını içtin Mamo olsa gene döktün. Yanında tanası var gelin. Harman'da senin Tanas de nerede? Tanas! Seni Mamun çağırır. Daha sonra gideceğim, benim işim var.
Mari gelin. Mari gelin. Niye mamamı? Ver bana birazcık sıcak su. Dur biraz bekle ben şimdi. Sıcak suyla ne yapacaksın Mamu? Ekmek yapacağım. Sağ ol Mamu. Benim az işim var. Ta ekmek de verme. Ver. Kendin getirebilecek misin? Neyse o zaman. Показания счетчика. Hep öyle kızım. Nasıl da olacak? İşleriz. Sen nasılsın? Hepsi işler mi? Ha. Hı hı. Öyle mi? Ha. Niye? Of. Kim bizi orada bekler? Ha? Rusya'da. Lazımız biz onlara. Ha. Doğru. Kim malum? Of kızım. Zor onunla. Pek zor. Gitgide daha da zor olur. Sen kendin bilirsin. Vakit lazım onu bakma. Ama ben yetiştiremiyorum. Hı hı. Lazım bakma bir yere gitmesin, bir şey kırmasın. Te, gene bir şey sakırdı. Ya dur kızım bekle. Of Mamu, ne oldu? Niye gene kırdın? Ne yaptın gene? Ne yaparsın bırak? Kesecek yerini bırak dedim ben kendim toplayacağım. Çekil bir tarafa. Of her gün Allah'cım tanrıcım. Bıktım. Ne kadar var diyeceğim. Of. Da kafamı da yardım.
Alo. Ah kızım, unutmadım ben. Of, Sıla, laf etmem mi istersin? Sıla şimdi. Mamu, dur kızım, karanlık oldu. Malinama ekmek yapar. Gideyim şafkı tutuşturayım. Bizde hiç bitmiyor. Bıktım artık. Mamu, sil yerlerini. Anyuta seninle laf etmeye ister. Kim o? Anyuta. Uf. Kızım şimdi vereceğim. Sil yerlerini Maria, mamu. Bıktırdın artık. Ne kadar var nice söyleme. Sen görmersin. Otur da dinlen. Otur da dinlen. Hepsi Slavcık kızım. Hepsi Slavcık. İyi gökte olan bizim babamız. Kolaylansın senin ağda. Kol gelsin senin padişahlığın. Kol olsun senin istediğin. Dünyada da ince gökte. Ver bugünkü ekmeğimizi bize bugün ver. Din bağışla bizim borçlarımızı. Yüce biz de bağışlayıp bize borçlu olanları. Şöyle gidelim. Çakmaklardan silerim. Ayaklarıma. Hıyarladığımı da. Düştüm yere.
Здравствуйте, вы смотрите программу «Фокус» на информационном портале LoveMD. Не забывайте подписываться на наши платформы в социальных сетях для того, чтобы быть в курсе происходящих событий в стране и в регионе. Сегодня мы поговорим о политической ситуации, которая резко изменилась на прошлой неделе в Гагаузии после визита директора службы информации и безопасности и его встречи с председателем Народного собрания Дмитрием Константиновым и рядом депутатов, а также с руководством исполнительной власти. О том, почему этот визит столь резко поменял климат политический в Гагаузии, сегодня мы поговорим с Романом Тютиным, депутатом 5-го созыва Народного собрания Гагаузии. Здравствуйте, Роман. Здравствуйте. Рад, что вы приняли наше приглашение. Вы наблюдаете за политическими событиями в регионе, и, в общем-то, будет интересно узнать ваше мнение, вашу точку зрения на то, что же так побудило руководство автономии резко сменить риторику, после известных событий на прошлой неделе? Во-первых, мы знаем, что у нас прошли выборы в парламент, и парламентские выборы показали, что существенно политическая конъюнктура у нас в стране не поменялась, и, соответственно, власти Гагаузии приняли решение для того, что в любом случае нужно налаживать диалог, потому что всегда люди говорят о том, что лучше худой мир, чем хорошая война. Конечно, как это все сделано, и весь Камрад был в шоке, когда заехало несколько машин, затонированных, с мигалками, приехали к исполкому. Никто не анонсировал этот визит. После встречи, когда председатель Народного собрания рассказал о том, что там обсуждались, то, что, скорее всего, о чем можно было говорить, было понятно, что диалог состоялся, и власти Гагаузии пошли на попятную и, соответственно, готовы провести выборы у нас в Гагаузии с задержкой, но не с такой, как они планировали. И при этом, я думаю, что как председатель Народного собрания, так и члены исполкома попросили, чтобы так больше не кошмарили Гагаузию, как это делала власть до выборов. Роман, вы сказали там, что власти Гагаузии передумали после результатов выборов. Передумали или их убедили передумать? Вы знаете, есть такое понятие в политике, как демократический централизм, и он предусматривает, что всегда меньшинство подчиняется большинству. И, соответственно, нормальный политик, который понимает это, и должен с этим соглашаться и действовать, и дальше готовиться к новым выборам для того, чтобы войти во власть, так скажем. И, по всей видимости, власти Гагаузии поняли, что еще 4 года изоляции Гагаузии — это неправильный путь, и считаю, что то решение, которое они приняли, это абсолютно верное решение, его нужно было раньше принимать. Мы знаем, что господин Константинов объявил о том, что он заново формирует межведомственную комиссию, межпарламентскую комиссию, и меня, честно говоря, удивил ее состав. Почему? Потому что в нем не оказалось таких политических деятелей, как господин Лейчу и других, которые раньше участвовали в этих переговорах. Также пропал и господин Кадын оттуда. То есть мы видим, что не все так сладко и у нас в Народном собрании, и в этом большинстве, которое сегодня существует. Роман, все эта резкая смена настроений, не связана с уголовными делами, по вашему мнению, которые, мы знаем из прессы, есть у Дмитрия Константинова? Мы понимаем, что те дела, которые я ранее об этом говорил, они есть, и они абсолютно политические, и, соответственно, понимая это, думаю, что Константинов принял решение о самосохранении, так скажем, и пошел на диалог с центром. Но здесь возникает другой вопрос, что тогда получается, что власти Гагаузии были не особо дальновидны, когда принимали решение, например, прекратить работу рабочей группы, или, в общем-то, потому что на тот момент ПАС также имело большинство в стране, больше, чем сейчас, но все так же контролировало парламент и правительство. То есть сейчас, по сути, особо ничего не поменялось.
И, честно говоря, очень много ошибок данный созыв Народного собрания совершил, в том числе и прекращение работы вот этой группы. Очень много решений принято эмоциональных, без необходимого диалога с населением. И мы видим, к чему это привело. Даже уничтожение или закрытие ЦИКа, да, Гагаузии. Мы боролись несколько созывов для того, чтобы создать ЦИК на профессиональной основе, потому что ЦИК это один из субъектов государственности, так называемой гагаузской. Они его просто одним взмахом руки уничтожают и, соответственно, и привели к этому тупику политическому, который на сегодняшний момент существует. Гагаузии не могут провести нормальные выборы. Постоянные дискуссии идут о дате выборов, хотя с законом ясно это предусмотрено, что полномочия депутатов заканчиваются, и на следующий день, следующие выходные должны были провести выборы. И мы столкнулись с тем, что 12 ноября заканчиваются полномочия депутатов, и 16 ноября должны пройти выборы. Ну, мы видим, что наши депутаты не хотят покидать свои теплые кресла, и, соответственно, делают все для того, чтобы оттянуть эти выборы. Роман, вот издание сразу после этой встречи распоряжение вот о группе, о которой вы в том числе говорили персонально, потому что у меня как бы возникает вопрос юридического характера, потому что ну, когда депутаты принимали решение приостановить работу в рабочей группе, они принимали это решение в Народном собрании. То есть теперь как бы они не отменили то постановление свое? Ну, я считаю, что это решение абсолютно незаконно. Почему? Потому что нет полномочий у председателя Народного собрания организовывать такого рода и назначать тех или иных депутатов в такие органы. Почему? Потому что Народное собрание это коллегиальный орган, и председатель Народного собрания является равным среди равных. И никто ему не давал такие полномочия. Поэтому юридически, чисто юридически это абсолютно незаконное решение. А если говорить политически, то я считаю, что это правильный шаг, и они должны его обсудить в президиуме, а после вынести на заседание Народного собрания для того, чтобы принять решение. Это, по вашему мнению, если этот вопрос с юридической точки зрения не законен, тогда в чем был его смысл и для кого был этот сигнал? Я думаю, что это был сигнал для власти, что Гагаузия готова к диалогу, но мы видим обратный эффект, да, когда господин Гросу выступил и сказал, что мы не будем с этими бандитами садиться за стол и обсуждать какие-то вопросы. Ну, скорее всего, это связано с тем, что уже легитимность этих депутатов проходит, и, соответственно, скорее всего, председатель парламента будет создавать межпарламентскую группу уже после выборов, которые придут в Гагаузии, и, соответственно, уже новые люди с новой повесткой дня придут и, соответственно, будут уже решать те вопросы, которые стоят на повестке дня в Гагаузии. К этой группе есть еще вопросы, потому что парламент нового созыва заседал на прошлой неделе. То есть они сформировали руководство парламента, избрали спикера, и комиссию со стороны молдавского парламента, она персонально утверждается постановлением председателя парламента. И сегодня такой рабочей группы по сути нет, потому что мандат истек, новый парламент, и такого постановления нет. И здесь как бы много вопросов, что опять же принесет как с политической, так же и с рациональной точки зрения заявление и распоряжение, которое подписал Дмитрий Константинов. Ну, еще раз говорю, это месседж. Я его так вижу, это просто месседж власти, что Гагаузия готова к диалогу. Но при этом готов ли к диалогу центр, тут очень много вопросов. Почему? Потому что уже я сказал, что пока Народное собрание не переизберет новых депутатов, никакого диалога не будет. Ну, это понятно, зачем садиться за стол с теми, которые в дальнейшем не смогут принимать никаких решений, кроме постановлений, да, соответственно, после 12 ноября они, кроме постановлений, никаких законодательных актов не могут принимать. И я думаю, что власть пошла, смотрит на это рационально, поэтому такие заявления есть. Не означает ли все вот это заявление и распоряжение то, что его Константинова красиво попросили о том, что просигнализирует гагаузское общество, что эра Шора закончилась в автономии?
Ну, давайте так, вообще, если говорить конкретно о политической партии ШОР, она давно уже закончилась, потому что эта партия ликвидирована, да, и другие партии либо приостановлены, либо полностью закрыты, да, их лидеры все под санкциями, соответственно, большинство из них находится вне территории нашего государства, поэтому как-то влиять конкретно на политику в нашем государстве им сложно. И также это и в Гагаузии. Мы видим, что нынешняя власть позволила перебить карту ШОРа социалистам в Гагаузии, то есть они перенаправили весь этот протестный электорат в пользу партии социалистов, это показали выборы в парламент, они получили 82% автономии. Ну, это чистый договорняк социалистов и власти. Почему? Потому что нужно контролировать всегда протестные электораты, и при помощи Додона они его, думаю, что будут контролировать. Роман, вот возвращаясь к ситуации в Народном собрании, вот персонально комиссии, да, как бы меня тоже удивило, что там нету Лейчу, что там нет, например, таких депутатов, как Тарнавский и Железогло, которые всегда выступали за диалог с Кишиневым. И, в принципе, как минимум, эти 3 депутата однозначно как бы были бы восприняты со стороны Кишинева, потому что весь этот период они все-таки вели коммуникацию с центральными властями, и в том числе как бы высказывались достаточно критично и по отношению к прекращению переговоров. Почему их не оказалось, по твоему мнению, в этом списке? Ну, давайте начнем с основного игрока, так скажем, в диалоге между Кишиневым и Камратом, это господин Лейчу, да. Ну, по той информации, которая у меня есть, господин Лейчу заявил, что он выходит с нынешнего большинства и начал так называемую подковерную игру, организовывает новое большинство для того, чтобы поменять президиум. Он ведет переговоры с социалистами. Обсуждается это все на базе выплаты контрибуций в Вулканешскому району. Мы знаем, что сегодня социалисты в Вулканешском районе имеют 5 мандатов, и плюс еще Чадрлунга и другие населенные пункты. То есть вот благодаря социалистам и недовольным Константинову он пытается собрать большинство. Говорят о том, что он хочет собрать 24 голоса для того, чтобы отстранить Константинова от власти. Получится у него это или нет, хватит ли у него ресурсов на это, я очень сомневаюсь. Почему? Потому что господин Лейчу одиозная фигура, бывший прокурор, и, соответственно, он не является как таковым лидером по натуре, да? Он всегда там какие-то подковерные игры ведет, но по факту, чтобы за ним шли люди, я такого не видел. И тем более, что он контролирует там 1-2 депутатов, там Иванчука и еще кого-то, да. Соответственно, 24 не получится собрать, а вот большинство, я думаю, что возможно. Хорошо. Если даже такие тенденции есть в Народном собрании, у которого буквально через неделю-две истекает, по сути, часть полномочий, и они не смогут принимать законы. В чем смысл тогда даже попыток сейчас переформатировать Народное собрание? Первое – это создание подконтрольной Центральной избирательной комиссии. Мы знаем, что сейчас зарегистрирована новая инициатива о том же создании временного ЦИКа, пока идет заседание суда по этому вопросу Высшей судебной палаты, обжалованной госканцелярией. И, соответственно, Лейчу таким способом хочет повлиять на итоги выборов, соответственно, и не дать возможность оппозиционным, так скажем, им депутатам или оппозиционной власти депутатам не зарегистрироваться или снять их с выборов и так далее. Ну, то есть контрольная Центральная избирательная комиссия, которая фактически дает возможность выиграть. Как говорил товарищ Сталин, не главное, как голосуют, главное, кто считает. Роман, но ведь, допустим, если говорить о фракции социалистов, да, потому что они в этом созыве Народного собрания, фракция, которая была не самой маленькой, но если говорить вообще о партии, то это была самая большая фракция, которая представляла партию. Самая латентная. Но они не получили никаких руководящих должностей в президиуме, никаких комиссий. И, в общем-то, они всегда об этом заявляли. И, казалось бы, наверное, у них сейчас должен быть интерес к тому, чтобы, ну, как минимум, да,
ну, отомстить, скажем так, Константинову и большинству тем, что они 4 года, по сути, вообще не могли, не участвовали в каких-то в управлении Народным собранием. Ну, давайте так, я не знаю там насчет мести, потому что в политике это не очень корректное выражение. Я думаю, что они на это пойдут. Почему? Потому что они готовятся к другим выборам, это к выборам Башкана и Гагаузии. Это исполнительная власть для них более интересна, чем законодательная. И, соответственно, для того, чтобы это сделать, необходимо и контролировать Народное собрание. Поэтому они пойдут на то, чтобы тоже взять под контроль ЦИК при помощи своих выдвиженцев, соответственно. И думаю, что союз Лейчу, Тарнавского, Железоглу, социалистов и других обиженных возможен. И в этом им власть поможет Кишиневу, чтобы они сформировали это большинство и взяли под контроль ЦИК. По вашему мнению, когда могут быть вообще все-таки пройти выборы Народного собрания? И какова вероятность того, что они могут пройти с выборами главы Гагаузии? Не знаю, потому что мне кажется, что даже если гипотетически предположить, что апелляционная палата, не знаю, у меня как бы шанс поверить в то, что будет отменен приговор в отношении Евгении Гуцул второй инстанции. Если не сказать вообще их нет, то минимальный. То есть, возможно, могут изменить меру пресечения, заменить ее там на условно или еще что-то, но я мало верю, что она может получить. Но они изменят тогда наказание таковое, да? Если так говорить, что гипотетически можно предположить, что выборы пройдут вместе с башканскими, но это будет не раньше марта месяца. Потому что выборы зимой очень сложно проводить, и будет проблема с явкой. Поэтому считаю, что раньше марта месяца, и даже конец марта, мы не будем рассчитывать на то, что выборы проведут. И, скорее всего, Народное собрание начнет свою работу не раньше мая месяца, новое Народное собрание. Но вот есть интересная деталь, потому что так как выборы Народное собрание планировались в 2025 году, то в бюджете на 2025 год на них было заложено, по-моему, 2,5 миллиона леев. Сейчас в проекте бюджета на 2026 год то сумма на выборы Народного собрания заложена в размере 5 миллионов. И здесь как бы возникает вопрос, какие расценки, насколько изменились для организации выборов, или депутаты уже заведомо знают, что будут выборы главы Гагаузии, потому что понятно, что если пройдут 2 избирательные кампании, то это в любом случае должны быть 2 параллельно работающие структуры по избранию, то есть это дополнительная плата, то есть это по закону. Нет. Если пройдут выборы в один день, то, соответственно, это обойдется 2,5 миллиона, потому что, пускай 3 миллиона, плюс бюллетени там 500 тысяч, да, максимум. Поэтому я думаю, что на этом бюджет может сэкономить, если пройдут в один день. Но я сомневаюсь, что получится провести в один день. Почему? Потому что есть там и другие препоны, потому что приговор вступит уже в силу, потом нужно, чтобы Народное собрание обратилось в суд, и суд подтвердил этот факт. Опять же, пойдет на этот шаг Народное собрание или нет, поэтому тоже нужно большинство власти для того, чтобы он был. Констатация факта о недееспособности выполнять свои действия башканам. Разве? Потому что в уложении, по-моему, это 2 разные процедуры. То есть для того, чтобы обратиться по факту, это если 60 дней не исполняет, но если есть вступивший в законную силу приговор суда. Да, тогда в законе, в решении суда должно быть указано, что она не имеет права выполнять. Все равно Народное собрание должно этот факт констатировать. Просто номинально. Постановлением они могут это сделать, но для этого тоже нужно большинство. Если говорить, потому что мы видим, что результаты парламентских выборов, которые прошли 28 сентября, каким-либо образом, косвенным или нет, в общем-то, дали толчок развитию того сценария в Гагаузии, который мы видим сейчас, в том числе и приезд директора СИП. На ваш взгляд, насколько эти результаты выборов могут повлиять на политический ландшафт в Гагаузии? Я думаю, что не очень сильно они повлияют. Почему? Потому что
В основном Гагаузия это протестная масса против нынешней власти. И те, кто заигрывает с властью, те, кто высказывается в их пользу, эти люди имеют очень маленький шанс прийти в народное собрание. Даже не говоря о том, что они, да, профессионалы, да, они смотрят на это все по-другому, и, может быть, они правильно высказывают, но, соответственно, гагаузский народ голосует эмоциями, и не думаю, что очень сильно поменяется ландшафт народного собрания. Ну, может, там 15-20% депутатов поменяется, там кто-то устарел уже, кто-то там вообще ничего не делал в селе там, и так далее, а все остальные сохранят свои должности. А если все-таки говорить о результатах, которые получили патриотический блок в Гагаузии, потому что это 83%, да? Говорит ли это о том, что позиции партии социалистов в Гагаузии улучшились к этой избирательной кампании, или это связано с какими-то другими факторами? Ну, давайте так, если честно на это все смотреть, то мы же понимаем, что вся сетка Шора, так называемая, голосовала за патриотический блок. Не потому, что они хотели, а потому что им больше не за кого было голосовать. При этом мы можем констатировать, что около 15 тысяч избирателей не вышли к избирательным урнам. Плюс большое, огромное количество в Гагаузии людей проголосовали за Фортуну. Эти бюллетени тоже оказались недействительными. И, соответственно, сказать о том, что у них улучшились результаты, я бы не сказал. Но при этом выборы в Народное собрание Гагаузии и парламентские выборы — это разные выборы абсолютно. И тут больше голосуют за человека, чем за партию. Мы уже много раз за этим наблюдали. Партия социалистов набирала у нас в регионе более 92%, а в Народном собрании больше 7-8 мандатов, к сожалению, у них не было. Ну, к ихнему сожалению. Поэтому я думаю, что местные, так скажем, агролидеры, бизнесмены, которые проживают в тех или иных населенных пунктах, имеют огромные шансы опять продлить свои мандаты, и мы это уже не раз проходили. То есть, по вашему мнению, мы не можем связывать, что социалисты могут, допустим, получить абсолютно большинство в Народном собрании? Они формируют, где они могут закрепить свою победу, это на башкирских выборах, если они состоятся, то да, здесь, конечно, будет играть роль их связи с Россией, и, насколько мне известно, они будут выдвигать Григория Узуна, который проживает в России, в Москве и так далее. То есть, как бы, на этой волне они могут прийти к власти в автономии, но думаю, что на этот раз власть будет очень бдительна и очень бдительно рассматривать этот вопрос с этой кандидатурой. Роман, вот патриотический блок, который набрал абсолютное большинство в Гагаузии, и то, что он развалился, не успев даже прийти на первое заседание в парламенте, это как-то научит жителей Гагаузии или гагаузского избирателя, что за какие-то политические силы как бы не всегда нужно голосовать, потому что сегодня мы видим те месседжи, которые представлял патриотический блок, и то, что произошло сейчас в парламенте. Ну, это кардинально разные вещи, потому что Тарли вообще оказался один, и он теперь ни у коммунистов и ни у социалистов. Воронин буквально там после утверждения, окончания выборов, там через несколько дней сказал, что они будут делать свою, партия коммунистов создаст свою фракцию. И, в общем-то, все развалилось, даже не начав работать. Ну, давайте вспомним, как их собирали. Мы помним, как Воронин прыгнул в последний вагон уходящего поезда, создание этого блока. Также помним их переговоры в Москве и так далее, где-то фактически формировался этот блок. Поэтому я не думаю, что у социалистов, вернее, у жителей Гагаузии будет какая-то там любовь к социалистам. Почему? Потому что очень много было обещано, ничего не выполнено. Поэтому просто власть может поставить гагаузов в такие условия, что кроме социалистов голосовать больше не за кого будет.
А социалисты очень удобная оппозиция для нынешней власти. И мы знаем, что Игорь Николаевич Додон находится в прямом контакте с этой властью. Мы видим, что его уголовные дела откладываются на неопределенный период. Для чего? Для того, чтобы контролировать его. И поэтому, соответственно, власть с радостью передаст этот протестный электорат Додону, который будет опять вводить хороводы вокруг парламента, парламента и правительства о том, что вот видите, гагаузы против, а мы их контролируем, чтобы они тут не буянили. Вот, думаю, все, что будет на этих выборах. Роман, вот вы назвали одного из потенциальных участников возможных выборов Башкана Гагаузии, Григория Узуна. Ну, и как бы... уже от пятой партии. Вы сказали такое интересное предположение о том, что может оказаться, что создадут условия, что больше не за кого будут голосовать. Но есть же как бы и другие такие вот личности, которые мы сегодня, понятно, не исключаем, что они могут принять участие в башканской гонке. И может быть, что даже эти выборы будут очень знаково отличаться от предыдущих башканских, потому что могут быть более сильные кандидатуры. Ну, потому что сегодня Ирина Влах, которая не попала в парламент, и вот опять я видел, что возобновила достаточно активную публичную деятельность. Как бы, да, мы же не можем исключать, она имеет право для того, чтобы выдвигаться в Башкана. У нас есть, мы не отбрасываем со счетов примара муниципия Камрад Сергея Анастасова, хотя он там не делал открытых заявлений, но как минимум не исключает, он говорил у нас в студии такую возможность. Мы можем, как минимум, есть еще ряд людей там. Мы можем, есть Вадим Чебан, который пользуется, наверное, достаточно таким поддержкой в Гагаузии. То есть выборы могут пройти в условиях, когда будут достаточно сильные кандидаты. И поэтому может ли быть, что Григорий Узун будет в каком-то таком привилегированном исключительном положении? Ну, если обсуждать выборы в Башкано-Гагаузии, конечно, шансов больше, если брать Узуна и Ирину Влах. Конечно, у Ирины Влах. Ирина Влах умеет работать, она знает, как делать выборы, и она более компромиссна и договороспособна. Она показывала свою договороспособность и с Филатом, потом с Плохотнюком и так далее. Она работала во всех правительствах и находила, так скажем, компромиссные решения. При этом Гагаузия очень сильно теряла в полномочиях. Ну, видимо, такая задача была поставлена. Но хотя договаривалась о поступлении финансов, грантов и так далее, здесь есть какие-то и плюсы. Да? Теперь, если сказать, что именно Ирина Влах, не только Узун может пойти от социалистов, мы знаем, что сейчас на политической обочине осталась госпожа Кюксал, это подготовленный политик, она была не раз депутатом Народного собрания, она была 2 раза депутатом парламента, то есть, соответственно, у нее тоже есть шансы, у нее огромный потенциал в собственном своем селе, ее любят, уважают, и как бы она тоже умеет работать. У нее поставленная речь, риторика и правильные решения высказывала в парламенте. То есть, как бы ее бэкграунд подходит гагаузам. В отношении других кандидатов, думаю, что у Анастасова очень маленькие шансы. Он слишком заморался в коррупционных схемах, которые на сегодняшний момент проходят в примариях, и он постоянно чистенький, сидят его заместители и так далее. Но он ни при чем. Ну, я считаю, что руководитель обязан брать на себя ответственность за своих подчиненных. Почему? Если он не может их контролировать, значит, он там не работает. Либо он вместе с ними в связке. Ну, как бы давайте предполагать, что есть презумпция невиновности. Нет, ну мы просто об этом говорим. Нет никаких я не говорю конкретно, я говорю о тех руководителях, которые должны это делать. Ну, это нормально, когда руководитель отвечает за своих подчиненных. В нормальных странах, европейских странах, и как раз господин Анастасов себя сравнивает с европейским политиком новой формации, после таких скандалов политики уходят с политики и занимаются своим бизнесом и так далее. А он, как всегда, на плаву и так далее. Мы помним, сколько он сменил, так скажем, политических партнеров. Это и Рената Усатый, это и социалисты, это и демократы и так далее. Он работал со всеми, сейчас он работает с нынешней властью. Поэтому
Конечно, Камрад с этого выигрывает. Мы видим, что Камрад развивается, строятся дороги и так далее. Но насколько как политик он и как Башкан Гагаузии сможет вывести Гагаузию с этих проблем, которые сегодня накопились, я очень сильно сомневаюсь. Почему? Потому что он очень удобный для власти Башкан. Почему? Потому что на него, я думаю, уверен даже, что ни одна папка там валяется где-то под столом у какого-то следователя. И, соответственно, на него очень много компромата. А Вадим Чебан, потому что... Вадим Чебан подготовленный кадр, очень подготовленный. И уверен, что с приходом его в автономию, конечно, Гагаузия даст серьезный экономический толчок. Но я думаю, что Вадим Чебан уже вырос со штанишек Башкана Гагаузии и должен занимать минимум должность министра там, или заместителя министра. Ну, потому что если говорить о его кандидатуре, ну, Башкан, как бы, если все будет нормально и нормализуется взаимоотношения между Кишиневым и Камрадом, то Башкан может вернуться и быть членом правительства. То есть это как бы... Ну... Я уверен, что Вадим Чебан устраивает нынешнюю власть, устраивал бы, если бы он стал Башканом, и я думаю, что он бы с ними нормально коммуницировал. Почему? Потому что он сейчас с ними ведет диалог, работая на той должности, которую он занимает. Ну и если вспомнить его назначение в период президентства Игоря Додона, то как бы так понимаю, что партия социалистов как бы тоже могла бы, наверное, где-то его поддержать. Уверен, что могла бы, но когда партия социалистов ушла с власти, очень быстро Вадим Чебан начал сотрудничать с господином Спыным. Мы помним, когда они вместе ездили в «Газпром», там совместные фотографии, команда профессионалов приехала, и после этих профессиональных поездок у нас газ начал стоить 30 лей. Да? Поэтому я не думаю, что... Ну, хотя, если так говорить, то, конечно, именно Игорь Николаевич Додон вырастил Чебана как политика. Почему? Потому что он вместе с ним работал в одном министерстве, когда Игорь Николаевич возглавлял его. И, кстати, и Вадим Чебан сидел через кабинет от Майи Санду, поэтому как бы они тоже имеют личные контакты. Я думаю, что Вадим Чебан устроит и социалистов, и нынешнюю власть. Если вот говорить об вот этих политических изменениях в Гагаузии, ну, резких, да, признаем, как бы, что все-таки климат поменялся очень резко. То есть никто, наверное, не ожидал, что директор СИП приедет, и сразу после этого настроение у гагаузских политиков поменяется в тот же день. На ваш взгляд, насколько это все может ускорить какие-то процессы в Гагаузии в ближайшее время? Оно уже ускорило. Мы же видим, что уже зарегистрирована инициатива о создании временного ЦИКа. Уже власти говорят, что они готовы к диалогу. Я считаю, что это нормально. Хорошо, что так, что пришли и начинают договариваться, общаться. Это лучше, чем они приехали бы в масках, скрутили бы наших лидеров и увезли в Кишинев. Да? И мы вспомним сразу 90-е годы, и начинается вся вот эта заваруха. Поэтому в любом случае, какой-никакой диалог, он лучше, чем вот такого рода действия по запугиванию гагаузских властей. Роман, на ваш взгляд, почему переговорщиком со стороны центральных властей был выбран директор службы информации и безопасности? Ну, давайте... Ну, скажем так, допустим, не вице-премьер по реинтеграции или бюро там интеграции. Может быть, там представитель там, ну, более такого... Очень быстро вам это все объясню. Во-первых, директор СИБ это чиновник. То есть это не политик. Политик, когда начинает вести такого рода переговоры, он очень уязвим. Почему? Потому что начинается обсуждение, на этом рейтинге могут политика падать, партии и так далее. Соответственно, я считаю, что власть была очень принято правильное решение. Почему? Прислали чиновника для того, чтобы он собрал информацию, чем и занимается СИП, сбором соответствующей информации. И он приехал поинтересоваться, когда вы будете проводить выборы. Все, и доложил президенту, потому что они под контролем президента, что выборы в Гагаузии пройдут 17 марта. Вот и все. Роман, я благодарю вас за то, что вы нашли время. Ну, как минимум, может быть, аудитория после нашей программы как бы взглянет другим взглядом на те события, которые происходят в автономии. Напомню, что вы смотрели программу «Фокус». Сегодня мы говорили о последних политических событиях в Гагаузии с депутатом 5-го созыва Народного собрания Гагаузии Романом Тютиным. Не забывайте подписываться на наши платформы в социальных сетях и активно комментируйте наши программы и предлагайте темы для обсуждения.
mama uca kalkamayır. Yok. At. 9 gün oldu suyla, sat suyla yaşayız. Öyle narat yok. Öyle kızaklan sürüyorlar naradı. Korkayı da çıkmaz kesmesinler eti. Keserler, öldürürler. Hani yine angın açarlık. Kırk 5, 46, 47 atışık oldu. Yağmur yağmadı. Atışık oldu. Sonra 47'de başladı biraz kep ta anestezi. Başladılar birkaç kalıcı pop söylemeye bize. Başladık yapma jandaracı konacağız, bunacağız yap. Ama yoktu. Durduk. Az durduk çok. Sonra başladık. Uca yavaşladık. Mamamız yatayır uca. Hasta aç. Sonra set diyor. Nasıl yapma diyor. Alayım diyor. Orada var bir topu. Bana götüreyim kongaza. Da satayım da bakayım nasıl almaz diyor. Öyle mama uca kalkamayır. Yok. Aç. 9 gün oldu suyla, sat suyla yaşayız. Gitti açan orada her şey 3 kilocuk arpa. 3 kilocuk arpa o kayada tete aldım, kayada. Siz bilmezsiniz onları. O kayaları siz bilmezsiniz ama hiçbiriniz de bilmeyin, bir uşakla bir de bilmeyin. Çekti onu, yaptım ama onlara yapmadım ama öyle. O arpa yaptı un. Da yaptı birer çanacık kaşa bize. Mama yaptı birer çanacık kaşa. Yedik ki canlandık biraz keyif. Neyse aç. Sonra burada nasıl yapacağız sonra yok. Mama yatayır. Der mamaya gideyim de der. Çığırla ben der. Neyse Sevlan Stepanları agentti. Derim gideyim de onlar der gelin de der bizde onlarda var lahana. Agent adamı da var lahana. Ya bizde yok bir şey. Gelin de der baklayın da yiyin koçanları var. Lahananın koçanları yedik. Lahanayla bırakmayalım mı? Mağazada oranlar çuvallar lahana bizde yok bir şey. Yedik o lahana koçanın nasıl? Nasıl o lahana koçanı tutacaksın? Kusayırız. Ağzımızdan su geliyor. Bir karı var, bir insan var tabiyen gibi bile orada var. Şimdi kollayız biz onlara vardı, kızları iyi. Gerozları iyiymişler. Tok onlar. Şimdi girdim hadi içeri bakıyorum içeride. Girdik içeri dinlenmeye ana. Onlar da dışarıda geziyorlar, onlar da bizi kollayırlar korkma. Zaten girdik içeri tiple bir tepe. Neyse pazı. Güzel pazılar. Bizde de var 9 gün suyla neyse yok nasıl yiyelim. Şimdi o insana diyelim alacağız bir pazıyı. Yarısını da diyelim kıracağız yarısını da diyelim pay edeceğiz ikimize. Gerçi kıyışırım bize onlar yakındı bize. Aldık pay ettik açan. Yedik onlara bütün yuttuk Allah'a bile. Ona yarısını bazı ya. Tiple bir parça ettik bazı. Açan o kızları girdi içeri. Önce avdık attı der. Zaroymuşlar. Der hangi safhası yaptı. Der suyarız ikimiz de korkayız. Büyücükler bize içeride korkayız. Derim. Katım var derim. Adı Katı derim. Aldım var ben aldım derim. Karıya da ben verdim derim. Yarısını da bana. Lazım yere koyarsınız. Nereden koyacağız yok. De biz yedik onlar var. Yeriz birince nasıl geldik biz eve. O gitti eve ben de eve.
Bize sayılana koçanı yedik, kim diyor bir partide bazı yedik. Açan geldim ya, mamı yatıyor, kalkamayır bize. Mamı уже kalkamayır. Diğer nasıl yüzünüz var, orka yattı yerinde bana soruyor. Diğer nasıl yüzü yarım pazı aldık da diyelim, onda diyelim yavaş, zastavit ettiler bize bulalım pazıyı. İdin ismi var diyeyim, yedik mam diyeyim sana iz getirin, tüyle ikişer bir patates pazıyı. Dur diyeyim, ben gideceğim onun mamsından isteyeceğim şimdi sana da. Gittim açan diyelim, sonra biliyor diyelim. Versene diyelim, neyse bir parça pazı mamaya diyelim. Bizden bir parça gidik diyeyim, kaçtı bize bağırdı ama biz yedik onlar. Verdi öyle bir parça, o yarım pazısını yarısını onda verdi, vermez bütününü. Onda yarısını verdi. Ona naçalıklara bak. Ağzım kuruyor, ben pek zor çektim. Geldim açan verdim, mamiyeti o pazı yedi de kaltıda oturdu. Mam bizim kaltıda oturdu o payımı. Bak kaç gün biz suyla neşedik, biz dedik lana koçan nasıl ama. Ona o kadar da yok. Lana koçan da vuramazlar ya alma. Aha öyle biz yaşadık da. Aha. Sonra bir daha verdiler yaşanı 46-47'ye. Bir şans o 47'de уже bize verdiler bir arasıkta neyse papşoy. Neyse çadırda neyseydi. Garaydı orada bulunardı. Orada verdiler, naroda sarardılar gitsinler de 3'er kilocuk papşoy. Biz sonra o papşoycukları kollaştırıyoruz, yok. Kayda çekiyor, tetiyor da gene Allah'tan tetiyor da kantini açıyorlar. Açan gittik kantine, neyse tetiyor içirdiler. Diğer neyse ben gideyim, mamaya söyledi, ben gideceğim ama diye bizden çavun istiyorlar, bizde çavun yok. Diye gideceğim diye işte buraya avlarında vardı ya adamlarda büyük çavunlar kantine koyma. Andacıklar narada yeme. Öyle yer narad yok. Öyle yer kızaklan Suriyeliler naradı. Böyle mayıs kıza yapmışlar da naradı kuyulara son bir kuyu doğru gömerdiler. Bir adam geldi çirtetiyor pencere uğrayan pencereler de uzman kufneydi hepsimiz de. De kar. Korkayı da çıkmaz kesmesinler de. Keserdiler, öldürürdüler. Hani yine angın açarlık. Dedi sen kimsin diye ben seni tanımayırım. Bir yunda tülaklarım hakkında adam dedi, mitivativa diye korkma dedi ben Marin kollerin sandığın çocuğu. Tibles. Bir yanda yakınmasayım, ben bak kaç yaşındayım. Korkma diye aç kapıyı. İşte aç kapıyı tible kar. Açtı kapıyı, kürek ayıtta. Kürek ayıtta şimdi açtı kapıyı. Attı, araladı. Diğer mitivativa korkma diye gel diye kantina diye sinçiral sen de elinden gelir bize her bir iş. Teti ustaydı bizim. Dedi senin eline geliyor diye çok işler diye gel de yerleştirelim bir çavun. İlk çavun. İki bulduk değilsin bir bulamayız. Diye he gideceğiz diye burada. De bu adamda diye var diye. Bizim avlularında. Açan gidiyorlar orayı. Bağırıyorlar yok. Yok. Karayla adam çere ölü. Bir de delikanlı çocukları vardı. O da yok. Dersa geleceğiz ona mağazasına gireceğiz. Ona mağaza koyacağız başka ekmeği. Açan diyorlar gireyorlar mağaza. Delikanlı çocuklar mağazada ölü. O da ölü mağazada ölü. Alıyorlar çavunu. Da gidiyorlar da yerleştiriyorlar alıyorlar. Ama kar da ite bile kar üstünden geziyorlar. Gidiyorlar yerleştiriyorlar da çeketeriz bizim da biz bir daha derildik. Bize bir arası çay verirdi, bir arası kaşığı getirirdi. Kaşığı zaten getirdi, üstüne kilitlerdi. Yiyeceğiniz de derdi, birden de derdi öleceğiniz. Koruyardı biz şimdi yemeyelim.
Verdi bize telefon, tele 2 saat, birer damlacık tele kaşa. O getirir tele katalozukla. Katalogla getirir de bize korkardı verme. Vakitler de öte anladı verirdi bize birer 2 saat kaçacak da yiyelim. Sonra gene gelecek atan yiyelim gene verirdi bize. Öyle yaşadık biz de. Людмила Дмитриевна, здравствуйте. Здравствуйте, Анечка. Я пришла, чтобы вы рассказали немного про обряд в честь Дня Святого Андрея. Говорят, что именно у вас его тут показывают. Добро пожаловать в Бешалмо, в Национальный Гагаузский историко-этнографический музей имени Дмитрия Карачубана. Да, действительно, наш музей – один из первых музеев в мире, музей гагаузского народа. И с некоторых пор мы здесь демонстрируем традиции, обычаев, обрядов гагаузов, которые исчезли уже с нашего бытия. Они в нашем сознании, они в нашей исторической памяти есть, но в самом быту его уже не используют. Один из этих праздников, конечно же, Сармсак Биклемек, ожидание чеснока. Где мы это можем посмотреть? Добро пожаловать в залы. Спасибо. Что хочется сказать, что у гагаузов, оно может быть и не нарочно, но так получилось, что каждый праздник, каждый христианский праздник, церковно-христианский праздник, вот Святой Андрей, он обязательно как бы совпадает с каким-то языческим праздником, с языческими обрядами. Так у нас проходит Хедерлес, там и Георгий, и Хедерлес. Кассом – это Дмитрий и Кассом, а вот на Святого Андрея тоже языческие обряды. Они такие вошли крепко, глубоко вот в жизнь нашего народа, что по сей день собираются женщины и соблюдают этот праздник, отмечают. Называется он Ай Андрей. Ай – это Святой Андрей, значит, у гагаузов. Akşam dersin sen? Akşam mı dersin? Buyur buyur.
Sağ ol. Burada. Geç otur. Tane bildim. Sen de. Buyur buyur. Kabul musun? Gel beklerim. Akşam uyusun. Dersin. Sağlığın var mı? Sizler şükür Allah'a. İyi öyle de olsun. Sağ ol. В этот праздник связан очень с чесноком. Люди с давних времен как бы заметили вот, значение чеснока и для пищи, и поэтому в этот праздник дается как бы почитание этому чесноку. Чесноком как бы отгоняют злых духов, чеснок как профилактика для здоровья тоже. Вот, поэтому где только они могут, там они его и употребляют. Вот накануне вечером перед Ай-Андреем чесноком протирают, делают кресты у ворот, у калиток, у дверей, потом переходят к скоту, там, где хлев, тоже так, и у животных тоже, и в сарае тоже кресты делают чесноком, чтобы отгонять злых духов. Вот как бы верит народ в магическое свойство чеснока. Sağ ol. Sen de buyur. Buyur. Geç bayanım. Sen de. Buyur. Buradayım mısınız? Sarımsaklı milkin kaptınız da falan alıp kalsın dışarıda. Sağ ol. Sağ ol. Akşam uyursunuz. Çoktan beri buluşmadık, uzakta da yapıyoruz. Sağ ol. Sağ olun geldin. Ну и гадают женщины и девушки тоже счастье в горшочек, сажают чеснок, зубик чеснока и ждут где-то несколько, это обязательно вот за очень короткое время должен прорасти, не надо ждать до весны, конечно, в течение недели это самое вот больше, поэтому они сажают и как бы сами знают, где это, и приходят, исправляются, как у меня там проросло, вот, или нет. И обязательно, если в этот вечер у каждого есть в кармане чеснок, и куда бы ни шел, там женщина, мужчина, они обязательно делают крест из чеснока, чесноком как бы. Bekleyin, marşın yok. Geç kaldın mı? Sadaka. Tamam, vaktinde geldim. Там если ходить просто Если говорить про сам обряд, в чем его суть? То есть, что это значит? Ну, вот обряд, если к самому обряду пока не перейти, но сказать у гагаузов, да и у других народов, наверное, вот такие праздники обязательно включают какие-то гадания, вот на счастье гадаются. Вот у гагаузов есть такое с чесноком, если сажают чеснок, если он прорастет, значит быть счастью, быть добрым дням. Наши денежисты, финит çıkmıştı. Uyancızını. Dinlik çekittin ben, hadi bakalım. Nasıl uğrum da benim, bakacağız. İyi hadi. İyi saatte. İyi saatte. Ben hızlandırayım da hepsi ne valileri bu dünlere. Hepsine, insana, derlilere. Tutulacak mı benim oğlumdan? Kim de olsa hepsi isteyen bilmeyen kısmetini olmuşlar. Yanındaki sarımsacı boyacağız. Koyacağım çamaklında yeri de o. Bakacağız filizcik yanında büyüyecek. Sakın bir anda bakalım. Ne olacak? Olacak. Bereket olsun. Bu gösteriyor. Versin bereket hem sağlıkta. Hepsimiz umutlanıyoruz. Genç de olsa, yaşlı da olsa
Hepsi ister hem sağlık hem kısmet. Bize de kısmet olsun. Bize nasıl kısmeti uygun yaşamak olsun. Torunumuz ne kadar çok. Torunumuz da olsun. Uygunluk da içinde var. O da bizim kısmetimiz. Ben de isteyeyim kısmetini deneyim. Bir bakalım kızım. Тырмак на ней койду. Orada филисчик. Самый главный обряд вот Ай-Андрей, это вечером перед вот этим днем собираются женщины, молодые женщины, пожилые чуть. Вот суть этого вечера – это почитание чеснока. Вот на суфра кладется чеснок, и этот обряд обязательно в доме, где нет мужчины. İlk yaz gelir, akan sular bulanır. İlk yaz gelir, akan sular bulanır. Kız oturmuş sundurmanın başına, gün davurmuş küpesinin taşına. Suya gidir fidan gibi boyu var. Sudan gelir baldan tatlı lafı var. Herkes basmış 14-15 yaşına. Dünürcüler düşmüş onun başına. Anasıdır çizi yok da veremem. Babasıdır kız küçük da kıyamam. Kısa değil yarim geldi beklemem. Kısa değil yarim geldi ben gideceğim. Чтобы появились как бы зачатки нового счастья. Вот делают куклу, заворачивают ее, и головочку обязательно делают с чеснока. Вот это тоже говорит о том, что вот в этот день это магическое свойство чеснока. Это значит и ум, и здоровье, и счастье, все заключено вот в этом чесноке. И у ребеночка есть вот у головки чеснок обязательно. Ben hazırladım der Andrei Peçk. Bakalım nasıl yapıyor. Dua etme ona sağlık. Koyayım ona bir sarımsak çıktı. Allah versin sağlığını. Fenakfitten Allah'ın korusun. Korusun onu. Yanında olacak yerden korusun Gojinka. Hem yaşamasında olsun kısmetli. Olsun paracı da çok olmayacak bir kıyama bitmesin. Hepsi de bakalım görelim Andreika'yı. Aman da ne güzel bu Andreika. Görüyoruz size. Ya Andreika'ya daha bir tık çalalım. Sağlıkta olsun, hastalanmasın. Kız koparmış iki gülcez güllüklük içinden. Der düşünmüş hangi ilk yaz kaçacak bu gülen. Der düşünmüş hangi ilk yaz kaçacak bu gülen. Düşünerken uyuklanmış güllüklük içinden. Düşünerken sabırlanmış çiçeklik içinden. Düşünerken sabırlanmış çiçeklik içinden. Açan sürmüş bitki yıldız çocuklar ses etmiş. Kalkmari kız o yapın evlenmiş. Kalkmari kız o yapın evlenmiş. Koy evlensin o beni dinledi. Koy evlensin yaplı olsun o beni sevmedi. Koy evlensin yaplı olsun o beni sevmedi. Kız koparmış iki gülcez güllüklük içinden. Der düşünmüş hangi ilk yaz
yaz kaçacak bu güden. Ne düşünmüş hangi ilk yaz kaçacak bu güden. Oyundan da bir finetçik. Andrika olsun. Koruz da. Aruz da korusun onu. Alma da korusun. Arsı da olsun. Diğer sarımsacı var. Donattık mı Andrika'yı? Nazar olmasın diye. Kırmızı içeceğiz soyduk. Всегда ли какой-то вот такой обряд, он сопровождается танцами? Вот вы знаете, вот день Андрея, а Андрей попадается на рождественский пост. Поэтому вы, может быть, заметили, что женщина вот одета в пост в темное. Вот. И особых веселий, конечно, не должно быть. Но когда они собрались вместе, когда после всех этих трудных дней рабочих, конечно, они там не могут без песен, там тихонечко и поют. И, конечно, может быть, позволяют себе танцевать скромные такие танцы, без особого шума, такого вот веселья, вот так, чтобы только было движение какое-то вот. Kızınıza sana da ayaklarımız uyulaştı. Kalkalım bir soğuyalım, oynayalım, yapalım mı? Hadi buyurun kalkalım. Bir kalkalım. Gel ayaklarımız. Ayaklarımız. Ayaklarımız uyulaştı. Народ, он очень мудр. Он после тяжелого труда летнего, осеннего, он обязательно украшал свою жизнь вот такими вот обычаями, праздниками. И эти праздники, они как бы сближают народ между собой, делают их ближе. В эти праздники они более откровенны друг с другом. Это и отдых, это и, конечно, где же они могли еще петь свои песни. Они свои песни поют здесь, вот более, становятся более родными. Вот во время страды не было, когда сидеть, поговорить. А тут они посидели, поговорили и, конечно, отдали почитание вот этому святому Андрею на гагаузском языке. Вам спасибо, что предоставили возможность принять участие в таком обряде. Это было очень познавательно и интересно. Вашему музею я желаю только дальнейшего процветания. Спасибо большое. Сегодня, в День чеснока, мы дарим вам вот эту головочку, чтобы она вас оберегала и чтобы она все, что можно, все, что есть самое доброе, хорошее, чтобы она вам до вас это все допустила. А вот этот цветочек, чтобы вы такая же красивая были. Вам спасибо большое и до новых встреч. Спасибо. Здоровья, счастья. We'll be right back.
минувшей неделе депутаты поддержали программу управления и состав правительства, предложенный Александру Мунтяну. В новом правительстве 17 министров. Центральная избирательная комиссия запустила новый цифровой модуль «Электоральные жалобы», позволяющий гражданам отправлять контестации онлайн. Евросоюз продлил санкции в отношении ряда чиновников Приднестровского региона, а апелляционная палата отказалась рассматривать жалобу МИДа Молдовы в деле о лишении дипломатического паспорта председателя Народного собрания Гагаузии Дмитрия Константинова. Об этих и других значимых событиях прошедшей ежедневки через несколько секунд. В последний рабочий день минувшей недели парламент поддержал состав нового кабинета министров. Таким образом, в Кабмине Александру Мунтяну 17 министров, 4 женщины и 13 мужчин. Вице-премьер по реинтеграции Валерий Киверь, вице-премьер по европейской интеграции Кристина Герасимов, министр экономического развития и цифровизации Евгения Смакеску, министр инфраструктуры и регионального развития Владимир Боля, министр иностранных дел Михай Попшой, министр образования Дан Перчун, министр сельского хозяйства и пищевой промышленности Людмила Котлабуга, министр внутренних дел Даниэла Мисаил-Никитин, министр юстиции Владислав Кожухарь, министр финансов Адриан Гаврилица, министр труда и социальной защиты Наталья Плугару, министр обороны Анатолий Насатый, министр окружающей среды Георгий Хаждер, министр культуры Кристиан Жартан, министр энергетики Дарин Джунгету, министр здравоохранения Эмил Чебан, а также генеральный секретарь Госканцелярии Алексей Бузу. В нынешнем парламенте сформировано 12 комиссий. Правящая партия ПДС возглавила 6 из них. Фракция социалистов 2, фракция коммунистов 1, также по одной комиссии у фракции нашей партии и блока «Альтернатива». Неаффилированный депутат Василий Тарлев будет входить в состав комиссии юридической комиссии по назначениям и иммунитету. Европейский Союз продлил санкции, введенные в отношении лидеров и других так называемых чиновников Приднестровского региона до 31 октября 2026 года. Соответствующее решение опубликовано в официальном журнале Евросоюза. Санкции предусматривают запрет на въезд и транзит через государства-члены Европейского Союза для отдельных лиц. Речь идет о списке из 16 человек, среди них и бывший так называемый лидер Приднестровья Игорь Смирнов и его сыновья, нынешний глава Тираспольской администрации Вадим Красносельский и другие так называемые министры и руководители Приднестровского региона. Апелляционная палата Центр отказалась рассматривать жалобу Министерства иностранных дел в деле о лишении дипломатического паспорта председателя Народного собрания Гагаузии Дмитрия Константинова. Суд объяснил это тем, что МИД подал мотивировку жалобы с опозданием. Решение может быть обжаловано в Высшей судебной палате. Ранее суд первой инстанции обязал МИД вернуть Константинову дипломатический паспорт. Документ был изъят после того, как народный избранник Гагаузии вернулся из Москвы, где участвовал в мероприятии Блока Победы, связанного с Илоном Шором. Осужденная Башкан Гагаузии Евгения Гуцул заявила, что администрация пенитенциарного учреждения номер 13 нарушает ее права. Гуцул пожаловалась на условия содержания в тюрьме. Жалоба была передана через адвокатов после очередного заседания, которое состоялось на минувшей неделе. В ней Гуцул утверждает, что ей и другой заключенной Светлане Папан отказали в праве лично присутствовать на судебном процессе и поместили в крошечное помещение, где невозможно нормально дышать. Цитата. «Очевидно, что такие условия были выбраны намеренно, чтобы нас унизить и продемонстрировать пренебрежение к нашему достоинству. Это абсолютно недопустимо в правовом государстве», заявила Башкан. Центральная избирательная комиссия запустила новый цифровой модуль «Электоральные жалобы» контестации электорали, позволяющий гражданам подавать избирательные контестации онлайн. Новый инструмент призван повысить прозрачность избирательного процесса, отмечает ЦИК, давая возможность быстро сообщать о нарушениях, бездействии или неправомерных действиях со стороны избирательных органов и конкурентов на выборах. Платформа позволяет прикреплять подтверждающие документы, а также отслеживать в режиме реального времени ход рассмотрения жалобы. Пользователи могут изменить или отзывать поданные заявления. По данным ЦИК, новый модуль будет впервые использован на местных выборах 16 ноября. В
конце минувшей недели Государственная налоговая служба ГНС сообщила, что в Молдове распространяются поддельные письма об уплате подоходного налога, подписанные якобы директором налоговой Ольгой Голбан. Документы приходят с российских почтовых серверов, содержат QR и штрих-коды и суммы в иностранной валюте. Налоговые органы призывают к бдительности и просят граждан игнорировать такие сообщения, а также немедленно сообщать в правоохранительные органы или государственную налоговую службу. Железнодорожные и автобусные вокзалы, а также поезда по всей Молдове будут оснащены электронными платежными устройствами для покупки билетов с помощью банковской карты или мобильного телефона. Пилотный проект предусматривает оснащение вокзалов и транспортных средств оборудованием для бесконтактной оплаты, запуск платформы для управления международными рейсами и создание единой базы данных операторов транспортных услуг. Компания Visa также поможет разработать мобильные предложения для покупки билетов напрямую с телефоном. Расширение системы на национальном уровне будет зависеть от результатов пилотного этапа. С 27 октября каждый водитель при желании сможет проверить онлайн наличие правонарушений правил дорожного движения, зафиксированных камерами видеонаблюдения через платформу М-кабинет. Новая функция позволяет получать доступ к подробным отчетам о нарушениях, включая дату, место, транспортное средство, а также фотографии, снятые системами мониторинга. Платформа доступна в разделе правонарушения на сайте mkabinet.gov.md. А с 1 ноября в Молдове водители обязаны включать ближний свет фар даже днем. Эта мера введена для повышения безопасности на дорогах в холодный сезон, когда из-за дождя, тумана и раннего наступления темноты видимость снижается. Полиция Кишинева задержала 22-летнюю гражданку Украины, подозреваемую в причастности к серии онлайн-мошенничества на территории Республики Молдова. Общий ущерб, причиненный потерпевшим, оценивается более чем в 2 миллиона леев. Подозреваемая предположительно является частью организованной преступной группы, которая специализировалась на телефонных мошенничествах. Члены группы представлялись сотрудниками банков или мобильных компаний, чтобы получить конфиденциальные данные карты, затем снимать деньги со счетов граждан. Национальное агентство продовольственной безопасности объявило 30 октября об изъятии с рынка куриных яиц производства ООО «Спиранца» после того, как лабораторные исследования выявили бактерию сальмонелла. Потребители просят не употреблять яйца с истекшим сроком годности, указанным на упаковке, и возвращать их в точки продажи. Такой была минувшая неделя. Наконец-то мы узнаем этот рецепт. Да, покажем сейчас. Говорят, у вас тут вкусную каурму готовят. Как раз барана забили, пора разделывать. Мне подсказали, что вы мастер по изготовлению музыкальных инструментов. Я хочу, чтобы вы научили меня тоже. Здесь у вас танцы учат. Покажите парочку движений. Я пришла, чтобы вы рассказали немного про обряд в честь Дня Святого Андрея.
Вам спасибо большое. И до новых встреч. Спасибо. Здоровья, счастья. Здравствуйте, вы смотрите программу «Молдова и Европейский Союз», в студии Петр Гарч, и сегодня вместе с политическими аналитиками Виктором Чабановым и Алексеем Тулбарем мы обсудим последние важные политические события в Молдове. Во-первых, рад вас видеть, и приятно, что нам есть что обсуждать. Понятное дело, что если брать вот последние темы, они все меркнут по... главная тема — это, конечно же, новый состав правительства. Мы уже знаем имена. Довольно состав такой интересный, практически 50 на 50, имеется в виду, что из тех, кто ранее был уже, кто сохранил свои места, и 50% это новые люди. Но, конечно, новые не до конца, это не совсем верно. Часть из них это все-таки кто-то работал в правительстве просто на должности госсекретарей, кто-то там в качестве советников. То есть первые впечатления о составе правительства. Стало ли для вас сюрпризом именно вот такой вот состав? Господин Чабанов. Сюрприз в той части, что все-таки половина правительства обновлена, присутствует. Действительно, какие-то новые фамилии зазвучали, в отличие от предыдущего правительства. Меня приятно, наверное, удивило то, что мы говорили об этом до, собственно, появления этого состава, о том, что премьер, который приходит с мандатом технократа, который заточен под экономический рост и развитие, в принципе, должен настаивать как минимум на двух фигурах. Это Министерство экономики и Министерство финансов. Вот здесь мы увидели вот это обновление, два новых человека, которые появляются и на Минфине, и на Минэкономразвития и цифровизации, что уже внушает осторожный, но все-таки оптимизм относительно того мандата, который, в общем-то, получил новый премьер. Остальные персоналии, которые вот относительно новые, но мы можем это, наверное, в процессе обсуждать. То, что 50%, как вы сказали, уже упомянули, сохранились из старого правительства, речь она, очевидно, указывает на тот факт, что, собственно, алгоритм вот этих назначений в новый состав правительства был таким смешанным. Ну, собственно, об этом и говорили и в том числе представители власти. На вопросы журналистов о том, кто именно номинализировал вот эти фигуры в правительстве, они сказали, что это была коллективная работа. Это был премьер, это были представители ПАС, то есть вот этот такой смешанный алгоритм, собственно, и привел к такому составу. Чтобы я еще отметил вот навскидку, как первое впечатление, это, конечно,
беспрецедентно высокое количество вице-премьеров, 5 вице-премьеров для относительно небольшого правительства из 16 человек, на мой взгляд, многовато. Алексей объяснял, что обычно функции и вице-премьеров в большом количестве появляются, когда мы имеем дело с коалиционным правительством. И тогда как бы кто-то получает премьера, кому-то дают вице-премьера. То есть это в процессе вот этих торгов по созданию коалиции все получают некие вот эти символические должности. Здесь, кроме как тем фактом объяснить, что вот новое правительство видит целых 5 приоритетных направлений, я больше ничем не могу. То есть мы видим там и Приднестровье, но это всегда была должность вице-премьера, без портфеля по интеграции. Значит, далее Владимир Боля в прошлом правительстве имел такую должность вице-премьера, но в качестве министра сельского хозяйства. В этом он уже министр инфраструктуры и регионального развития, тоже в должности вице-премьера. Не вызывает сомнений, наверное, вице-премьерская должность Кристины Герасимов, которая отвечает за процесс переговоров по евроинтеграции. Здесь вообще как бы это вот тот человек, который, так сказать, наверное, по умолчанию просто перешел в новое правительство, потому что образцово, в общем-то, справился с поставленной задачей в предыдущем правительстве и будет продолжать этим же заниматься и в этом правительстве. Вот такие первые впечатления, если подробнее или есть еще какие-то замечания. Каждый кабинет, он должен иметь элементы континуитета, традиции, продолжение того, что было начато, и элементы новые, те, которые будут способствовать изменениям, ускорению, так сказать, и так далее. Вот в то, что касается нынешнего правительства, у меня вопросы только к некоторым министрам, почему их оставили, тут я до конца не могу ответить. Нет вопросов к Герасимову, нет вопросов к МИДу, Попшой. МИД — это такое приложение к президенту, там, в общем, даже если Попшой не кадровый дипломат, он справляется вполне со знанием иностранных языков, там, протоколы и так далее. Нет вопросов к министру обороны. К Носатому вообще на протяжении 2 его мандатов не было особых замечаний. То есть человек понимает задачи, которые стоят перед страной. Были приняты новые стратегии обороны. В общем, он в этом участвовал. Некоторые пошутили бы, что не может быть вопросов к тому, чего нет. Тоже, да, вполне справедливое замечание. Особой обороны. Но у нас есть армия, которая, в общем, с ней тоже что-то надо делать. Кстати, мы обсудим. Хорошо. Вот. И вопрос у меня, министр образования, его хвалят. У меня есть некоторые вопросы по содержанию учебников там и так далее. Значит, этот скандал есть по учебнику истории для 12 класса, который из какого-то необъяснимого упрямства министр не хочет разрешать. Посмотрим, что будет в новом правительстве. В общем, он старается выполнять свои функциональные обязанности. Непонятно, значит, почему остались министр внутренних дел и министр сельского хозяйства. Потому что там у нас особых прогрессов нету, но тем не менее эти 2 дамы остались. Может быть, они раскроются по-новому в составе новой команды. И Боля, который остался, потому что он вице-председатель ПАС. Он единственный, по-моему, там партиец, и они, значит, он в качестве такого талисмана. Такого талисмана, да. Напоминание, что это пасовское правительство. Да. И тоже завершу на этом.
странное впечатление от нового правительства в том смысле, что оно гибридное. И в смысле, что старые новые, но оно гибридное, потому что есть и пасовцы, есть не пасовцы, но скорее технократическое, как и премьер. Что, в общем, не очень вписывается в логику политических систем парламентских демократий, которой мы являемся, Молдова является. То есть правительство — это политический орган, который притворяет в жизнь политики той партии, которая победила на выборах, продвигала идею этих политик. Так, а на ваш взгляд, вот центр принятия решений где будет? Потому что вот... На мой взгляд, будет в президентуре. Вот мне такое, я так не буду даже выбирать дипломатических выражений, потому что мы знаем характер нашего президента. Но это на самом деле не так уж и неплохо. Тут есть и плюсы, и минусы в этой ситуации, конечно. Ну да, то есть у нас, может быть, при Филате это 11-13 год, или 9-13, когда там он, да, 2 мандата был. Значит, в чистом виде работала так называемая система парламентской демократии, когда премьер был главным человеком в стране. Он был главным. Филат был главным. Там принимались решения. Хотя его постоянно, значит, Плохотнюк, Демпартия, значит, Гимпу, который обслуживал Плохотнюка, а не интересы страны, Урикяну тоже, постоянно пытались ограничить его власть. То ему, так сказать, какие-то президиумы правительства создавали, еще что-то там. Решения принимались на Совете Альянса, а не на заседании правительства. Но вот при Воронине, да, решения принимались, в общем, президентуре. Это была четкая вертикальная власть. Да, президентуре, хотя президент у нас не член и не глава исполнительной власти. Также будет, по всей вероятности, и сейчас тоже, потому что президент у нас, в общем, такой характер у нее, что она не позволит возникнуть второму центру власти, который может быть и успешен, и эффективен, и так далее. Тогда она, в общем, отходит в тень, так как положено по Конституции, и там занимается своими делами. А может ли быть именно вот с этим связано, что господин Мунтян, он же не политик, он признается, да, это у него нет, скорее всего, политических амбиций. Конечно, время только покажет, да, то есть иногда аппетит приходит время еды, но вот именно вот с этим его кандидатура может ли быть связана, то есть человек будет заниматься там своими моментами, экономикой там и так далее, но без каких-либо политических амбиций. Это и так, и не так, я думаю. Во-первых, то, что он будет заниматься экономикой, это неплохо, и я думаю, что это не случайно были озвучены вот эти тезисы еще, насколько я помню, несколько раньше, то есть до появления самой фигуры господина Мунтяна. То есть, как бы, вот мандат правительства истек, и стало, в общем-то, общим местом обсуждения того, что на протяжении нескольких лет у нас нет никакого экономического роста, скорее наблюдается стагнация. Нужен человек, который в этом хорошо разбирается и как раз сосредоточится в первую очередь на экономическом росте, на развитии и, естественно, уже в дополнение со всеми остальными функциями, которые, в общем-то, присущи любому правительству. То есть в данном случае я не вижу в этом минуса, а скорее плюс в том, что наконец появляется человек, и в данном случае у нас будет даже не один человек, а вот насколько я посмотрел потому что известно или было опубликовано по министру экономики, то у него тоже достаточно внушительная такая биография, которая связана с экономикой, с инвестициями, с развитием и так далее, сотрудничество с международными организациями различными. И вот этот тандем
на мой взгляд, как раз должен обеспечить вот то, ради чего это правительство создавалось. Удастся ли это? Это уже следующий вопрос, потому что, ну, будем смотреть хотя бы по первым шагам нынешнего правительства и в первую очередь экономического блока, который, я говорил, был полностью заменен. Посмотрим на план действий, который должен появиться, потому что из такого очень скромного текста представленной программы какие-то содержательные выводы, по-моему, делать еще очень рано. Там, а какой вообще там, собственно, не... она вам представилась? На меня, если по-честному, удручающее, честно говоря. Ну, я не знаю. У меня еще есть такая наивная мысль, что программы правительства это должны быть хорошо подготовленные, абсолютно структурированные документы с показателями, которые измеряются, в общем-то. Ну, грубо говоря, это к такому-то сроку достичь такого-то роста, и вот, а вот в следующий год еще что-то. Ну, так я себе представляю программу правительства. Это не значит, что я прав, но, по крайней мере, у меня такое восприятие. И я даже помню те времена, когда программы писались очень подробно, с различными цифрами и с показателями. Нынешняя программа, к сожалению, такого впечатления не оставляет. Это скорее набор тезисов и пожеланий о том, что мы чего-то хотим достигнуть, но при этом которая совершенно не отвечает на вопрос, как это сделать. Я хотел вот отреагировать на ваш вопрос, сформулированный изначально, что у Мунтяну нет политических амбиций, будет экономикой заниматься. Ну, это звучит немножко бессмысленно, если мы говорим о премьере. Что премьер политикой как раз занимается, да. По определению, по политическая фигура. Ну, вот представьте себе ситуацию. В чем проблема? Значит, это правительство успешно. А у нас через 3 года, у нас президентские выборы, потом парламентские выборы. И Санду не может Кто быть. капитализирует успех правительства? Майя Санду, она больше не участвует в выборах. Игорь Гросу, ну, вряд ли, потому что он, ну, спикер. Ричан, который будет, может быть, тоже где-то рядом, но а при чем тут Ричан? Не его правительство добилось успеха, другое правительство. Понимаете, то есть вот эти перекосы в политической системе, когда партия побеждает на выборах, а потом набирает людей того, чтобы они управляли, они не такие безобидные, как кажется на первый взгляд. То есть если Мунтяну будет добиваться успеха, то по логике вещей Мунтяну будет претендовать на пост президента или на пост лидера партии. Сейчас в ПАСе как раз вот эти битвы идут. Кто будет следующим председателем партии и кто будет кандидатом партии на пост президента, когда это время подойдет. Потому что Майя Санду уже 2 мандата отработает и не имеет права больше участвовать. Поэтому экономикой он будет заниматься, но это все равно политика. В любом случае и экономика, и социальная защита, и медицина, и образование, все это политика, потому что на уровне правительства реализуются политики в этих областях. Ну, по-моему, политика уже коснулась господина Мунтяну, когда, Нет, когда мы говорим появились политика, первые публикации. Послушайте, давайте мы немножко... Когда мы говорим политика, мы сразу придаем этому слову какое-то негативное звучание. Политика — это такая же деятельность, как и любая другая. Она очень специфическая. Ну, вот, например, Александр Дмитриевич Стояногло заявил о том, что надо деполитизировать парламент. Я понимаю, что он имел в виду. Что поменьше политиканством заниматься, а как бы... Ну, вот такой месседж аграрно-демократической партии, что давайте не будем политикой тут заниматься, а будем проявлять заботу к населению. Ну и Костюк с Усатым вместе посмеялись с этого. Нет, но я понимаю, что он сказал, но сформулировано это дико, понимаете? Но реалии молдавского. Деполитизировать парламент — это закрыть парламент и разойтись по домам, понимаете? То, что концентрация политики там происходит, потому что люди приходят, говорят, продвигают какие-то идеи, там
конкуренция политических идей и так далее. Нет, я не про Стоянов хотел сказать. Стоянов, я думаю, что он обучаемый и быстро поймет, куда попал и что надо делать. Я как раз вот к вашему вопросу, что правительство, воленс-ноленс, оно будет политическим. Хоть его там будут обзывать по-разному, потому что это его результаты работы дают политические эффекты. Если оно будет плохим, значит ПАС проиграет выборы. И ПАС, и что вокруг там крутится. Если будет хорошим, значит, наверное, ПАС будет капитализировать. Политически будут капитализировать результаты. В этом документе и вообще, по словам даже представителей власти, меня немножко удивил один момент. Очень многие называют вот эту цифру в 1,9 миллиарда евро. По идее, это потрясающая новость для Молдовы, но ее так представляют, что вот для освоения... Не новость, слушайте, это уже год мы говорим. Ну, то есть... Как раз цифра прозвучала в октябре или в ноябре прошлого года. Но ее представляют так, как будто это не возможность для Молдовы, а как будто это сложность для Молдовы вот, освоить эти деньги. Поэтому нам нужна прям очень мега профессиональная команда, которая сможет освоить. Вам не кажется это странным? Такое положение. Кажется странным. И не только это. Я хочу напомнить, что цифра эта появилась в тот момент, когда Урсула фон дер Ляйен, так сказать, приехала, ну, образно говоря, с этим чемоданом денег и сказала, что вот Молдове на развитие, это программа развития. На 3 года. На 3 года, и вообще цель была поставлена удвоение ВВП, значит, в течение 10 лет и еще. И потом мы получаем вот эту программу, где первой строчкой идет вот эта цифра 1,9 миллиардов. И после двоеточия первый же пункт говорит о том, что деньги эти надо раздать 25 тысяч предприятий. Ну, это у них, да, такая цель. То есть, ну как такая цель? Такой цели быть не может. То есть, если мы говорим о каком-то инвестировании, и нам рассказывают, что и премьер, и остальные члены команды, в общем-то, в этом поднаторели являются специалистами, то вот так не инвестируют. Понимаете, это если раздать на 25 тысяч предприятий грубо по 10 тысяч лей, это ни к чему вообще не приведет. Это будет деньги в песок, абсолютно растраченные. То есть, когда мы говорим... Они имеют в виду гранты на развитие бизнеса же. Ну, когда мы говорим все-таки об инвестировании, я себе представляю это несколько по-другому. Мы определяем некоторые приоритетные области. В этих областях выбираем какие-то приоритетные предприятия, которые могут представлять из себя локомотивы. Мы инвестируем в эти приоритетные предприятия, создаем вот такое движение вот этих локомотивов, и вокруг них уже формируются вот те самые малые предприятия, которые с ними сотрудничают. Так строится, вообще говоря, бизнес, и, в общем-то, есть много примеров разных стран, которые именно концентрировались на определенных приоритетных направлениях. Это и Корея, где она как государство активно вмешивается, создает какие-то производства, а потом уже все это переходит в частные руки и так далее, и так далее. То есть разные модели есть развития. Но когда мы говорим, что мы хотим профинансировать вот так, ну, да, мы профинансируем 25. Опять же вопрос, почему не 20, почему не 40 тысяч и так далее. Значит, есть многие вещи, которые требуют пояснения. Они выглядят, ну, на мой взгляд, как минимум, так, достаточно сомнительно в этих формулировках, что наводит меня на мысль о том, что, в общем-то, написание программы спустили где-то на 2-й или 3-й этаж чиновников министерств, сказали, вы что-то там напишите, они что-то там написали в пределах странички, поскольку всего страниц-то получилось 15, и из этого слепили программу. Вот поэтому я говорю, что я все-таки хочу дождаться некого плана действий правительства, где уже это было бы сформулировано четко, чтобы нам не говорили, мы будем привлекать инвестиции в госпредприятия.
Слушайте, вы 20 лет нам рассказываете, что госпредприятия приносят убытки, они неэффективны. Может, наоборот, надо в частные предприятия инвестировать. Ну, есть много вопросов, которые вот, когда читаешь разделы, ну, здесь экономика. По юстиции я, например, в 7 пунктах 4 раза нашел глагол «улучшить». Ну, то есть в юстиции у нас уже как бы все замечательно, и мы только улучшаем там что-то. Так что вопросы к программе есть. Будем расценивать ее как декларацию о намерениях и ждать каких-то более подробных и внятных документов. Это, понимаете, если я могу подключиться чуть здесь. Молдова тонет. Мы тонем, мы в очень плохом положении, особенно с экономической точки зрения, с демографической точки зрения и так далее. Мы находимся в ситуации барона Мюнхгаузена, тонущего в болоте, который должен себя сам за волосы вытащить. Вот я пример такого вытаскивания за волосы привожу модернизацию Южной Кореи, которая еще в 50-х, 60-х годах жила, значит, основное население жило в полуземлянках, где средний доход на месячный на человека $3. $3. Так вот, значит, из этих $3 они $1 откладывали, а 2 на себя тратили за месяц. Правительство, да, не совсем демократическим путем, я к этому не призываю, просто привожу как пример. Решило стратегически для себя, что будут развивать химическую промышленность, кораблестроение, машиностроение. И они туда бросили все ресурсы. Вокруг этих гигантов, Hyundai и там прочие, образовалось тысячи, десятки тысяч средних и малых предприятий, потому что эти большие концерны не могут существовать без вот этой инфраструктуры экономической вокруг себя. Сегодня это самая динамичная экономика вот этой части Азии, или, по-моему, даже в мире шестая экономика мира. Мы на машинах ездим, ходим на этих танкерах наливных, южнокорейских там, и так далее, и так далее. Вот я читаю программу, а мы в такой ситуации, у нас, более того, мы еще по времени ограничены, потому что нам 2-3 года надо вступать в Европейский Союз. Я читаю эту программу, и они пишут, 1,5 миллиарда там, на инфраструктурные проекты, не знаю что. Я не вижу какой-то общей стратегии, общей мысли, куда мы идем, что мы делаем. А если говорить о том, о степени осваиваемости, что это проблема освоить деньги, так это таки проблема. Вот вы задали вопрос, что это типа не помощь, это проблема, что освоить не можем. Вот если ты собираешься раздавать эти деньги малым и средним предприятиям каким-то образом, то это проблема осваиваемости. Мы можем потратить эти деньги, можем часть украсть. Это у нас традиция такая, скрепа. Это у нас мы эти 1,5 или 2 миллиарда мы за несколько лет потратим. Но мы, согласно плану реформы и роста, так это называется, это было принято Евросоюзом для всех стран-кандидатов, в том числе для Молдовы. Нам перепало 2 миллиарда. Странам западных Балкан другие суммы. Украина что-то получила. Мы за эти 2 миллиарда должны добиться этого показателя. Среди этих показателей это дублирование ВВП. Так для того, чтобы этот ВВП вырос, а ВВП вырос, мы постоянно говорим об этом, только за счет экономического роста может вырасти ВВП, создание новых рабочих мест, увеличение поступлений в бюджет там, и так далее. Для того, чтобы это произошло, ты должен понимать, что ты делаешь. Ты должен, так сказать, правильно эти деньги тратить. Вот почему. Правильно говорят те, что у нас есть проблема по осваиваемости денег. Абсорбция, так это называется. Да. Меня удивило то, что в этом плане нет, по-моему, ни слова о административной реформе. Совершенно верно. И это все отметили, да. Довольно странно, потому что об этом власти говорили и до, что вот выборы пройдут. Спикер Гросс об этом у нас говорил, есть там, сколько? 2 года, по-моему, да, до местных выборов. То есть нужно провести административную реформу. Потому что ее уже там сколько, два раза, по-моему, точно откладывали. В 19-м, 21-м, кажется. На ваш взгляд, почему? То есть решили отказаться от нее или
нет консенсуса по этому вопросу. Вероятно, и консенсуса нет. Вероятно, я не знаю, по крайней мере, вот эти вопросы должны прозвучать в открытом виде к представителям власти, поскольку они сначала заявляли о том, что они ее проведут. В программе это напрочь отсутствует. Заменено какой-то обтекаемая фраза «продолжим добровольное объединение сел», там вот Амалгамаря, вот это вот все. То есть это не является реформой. Это наводит на тревожную мысль, что каждый очередной раз власти обещают провести эту реформу, и каждый раз после выборов они от этого отказываются, потому что вот совсем немного времени и будут местные выборы, а административно-территориальная реформа, она наверняка произведет много недовольных субъектов. Да? Это села, которые исчезнут, скажем, в административной... Примарии, ну, я имею в виду понижение статуса какой-то определенное будут. Районы упразднят, не упразднят. То есть мы до конца так и не поняли хотя бы количество чиновников. Да, чиновники тоже являются избирателями. Конечно. Их на районном уровне достаточно много, и все они, и все, вот совершенно верно, все они с районного уровня будут распространять это недовольство опять, поэтому такое объяснение, по крайней мере, до тех пор, пока власти не объяснят нам обратное, оно имеет право на жизнь, так сказать. Ну это очень нехороший. Это нехороший потому сигнал. Что эти районы должны давно были от них отказаться. Была реформа 99-го года или 8-го. Да. Потом коммунисты ее отменили, опять вернулись к районам, когда Можудеца ввели. Да. Вернулись к районам. Район это такой пережиток унаследованный с советских времен. И мы сейчас можем объяснить, зачем они нужны, что этот уровень решает. Вообще сейчас ведутся разговоры об отказе от второго уровня управления местного. То есть, чтобы примарии, коммуны, муниципалитет напрямую вели диалог или взаимодействовать с центральной властью. Это один из вариантов. Вот. Поэтому это очень нехороший сигнал. Это сложная работа, которая должна быть произведена. И вопрос не только в том, что сэкономить денег, потому что увеличил примарии, а вопрос еще в том, решить вопрос финансирования. Децентрализировать систему финансирования. Значит, оставлять больше налогов на местном уровне, позволить примариям самим решать по зарплатам там, и так далее. То есть дать им большую автономию. Мы говорим местная автономия, а этой автономии там с гулькин нос, понимаете? Но в этом и суть даже вот с некоторыми примарами говорил, как бы они говорят, хорошо, мы это проведем. Если вы боитесь какого-то отрицательного эффекта, дайте сразу больше денег на инфраструктурные проекты, там, на еще что-то, и тогда люди увидят разницу, да, то есть и это снизит отрицательный эффект, даже если будут недовольны там советники, не советники, а секретари советов, кто останутся, там, бухгалтер. Нет, вот сейчас, я прошу прощения, опять просто одна реплика. Вот вы говорите, дайте, кто к кому обращается? Примар обращается к центральной власти. Конечно. Идея реформы в другом. Идея реформы, чтобы дать примарам или примариям возможность зарабатывать самостоятельно. Вот представьте ситуацию. В этой стране зарабатывает только правительство. Правительство такая башка. Помните этот знаменитая комедия «Любовь и голуби», когда героиня Гурченко рассказывает герою Михайлова о том, что с ума сошла какая-то женщина, медиум, потому что подсказывала правительству, что делать. Он говорит, конечно, за место правительства думать. Вот представьте, одно правительство зарабатывает деньги. А если в стране зарабатывает деньги и правительство, и местная власть, и там, это совершенно другая
философия развития. Это в этом смысл субсидиарной демократии, что ты делегируешь на другие уровни власти налоговые поступления, туда уходят, да. и решения определенные. Если они сейчас не могут построить забор, пока не скоординировали это с Министерством регионального развития, ну это ну, понимаете, мы в 21 веке, мы стремимся вступить в Европейский Союз, а у нас еще какие-то средневековые нормы тут существуют, вот в этом процесс принятия решений. В этой реформе один из вариантов как раз и создание, там, по-моему, 9 или 10 вот таких вот кластеров, да, вот. Это как раз вопрос второго уровня. Да, то есть региональных центров, которые вот должны будут развиваться. И все, что рядом, соответственно, тянуть уже Эти вверх. кластеры тоже надо, потому что если на уровне есть примарии, которые просто не способны экономически себя содержать. Вот эти примарии должны исчезнуть. Это дотационный уровень местной власти, который только за деньги центра существует. Ну, все за трансферты существуют. Но идея такая, чтобы эти трансферты сократить, дать возможность людям зарабатывать самим. Посмотреть, как это работает. Будут ли это жудецы, уезды, как это будет называться, это не суть важно. Но надо эту реформу проводить. Они отказываются проводить из всякого рода соображений. И, ну, не знаю, мне кажется, это ошибка. Мы сегодня обсуждали в основном правительство, но совсем забыли про парламент. Да. Там тоже, в принципе, довольно интересные идут моменты обсуждения, кто какие комиссии возглавит. Но один момент очень такой был интересный, то что Ренат Усатый, им, по-моему, досталась комиссия по сельскому хозяйству. Василий Костюк уже, да, лидер партии «Демократия дома» уже пожаловался, что им ничего не досталось, но зато им поменяли кабинеты. То есть, уже, видимо, дышать будет легче и работать, по его мнению, видимо, будет легче подальше от туалетов. Значит, ладно, уйдем от иронии. Но Ренат Усатый заявил о том, что он хочет стать заместителем председателя комиссии по безопасности. И вот, по-моему, журналист Виталий Калугуряну, кажется, делал про этот пост, да, он напомнил о том, что вот это видео, фотография, когда в 90-е годы там, Усатый был задержан. Ну и мы знаем его биографию, довольно тесные связи с руководством тогда еще в 10-е годы РЖД. Господином Якуниным там же и были близкие к группировкам люди, то есть связи. Вы как к этому относитесь? Я бы, честно говоря, не избегал клеить ярлыки на всех подряд. Этим, на мой взгляд, есть кому заниматься, этим грешит правящая партия. То есть все, кто не спас, это практически рука Москвы. Поэтому там и Усатый, там и Альтернатива, там и все остальные. Я, наоборот, пытался вот в первом заседании из того, как говорил и Усатый, и Стояногло, и, в общем-то, их месседж сводился к тому, что, ну, во-первых, Альтернатива не заявила об уходе в оппозицию, например. Усатый говорил, что мы будем голосовать за любой законопроект, который там будет поддержан и принесет пользу, условно говоря, людям и так далее. То есть все будет зависеть от того, какие законопроекты будут в этом. Я в этом увидел скорее положительный сигнал. Более того, я считаю, что власти необходимо, напротив, склонять к сотрудничеству, вот не склонять, плохой термин, наверное, стимулировать к сотрудничеству, вот приглашать к сотрудничеству, да, и Альтернативу, и Усатого, ну, скажем, по тому, как заявились коммунисты, по крайней мере,
Диана Караман на первом заседании сказала, что они вообще не признают выборы, и они считают, что они были нечестные, некорректные. Ну, и это все риторика то. Шора, на самом деле. Нет, Похоже, по так я это понимаю. Сложите мандаты, и какие проблемы? Не признаете, вот вы гордо уходите из парламента. Нет, вы на горбу социалистов второй раз подряд прошли в парламент, откололись, создали свою фракцию, и после этого делаете какие-то громкие заявления. Тоже так же. Да. Поэтому насчет Дадона, Воронина я не питаю иллюзий. Костюк, да, своим, так сказать, скандальным, но, по крайней мере, я вижу, вот эти две фракции сделали вменяемые заявления. То есть я ожидаю от них не поддержки правящей партии, но сотрудничества по неким точкам соприкосновения, где они найдут общий язык. Я считаю, что вот такие сигналы позитивные должны исходить от власти. А вот, так сказать, если мы изначально будем считать всех агентами Кремля, ну, я думаю, что наверное, у каждого можно будет раскопать. Я, например, в советское время учился в институте. В советском? Да, в советском. Меня можно считать агентом или нет? Да, в Санкт-Петербурге в военном училище. И там есть, правильно Виктор все говорит, я просто добавлю, что есть регламент парламента, согласно которому комиссия распределяется с пропорционально полученным мандатом. Не дать. Там арифметика, да. Там Калугаряну, наш коллега, или кто-либо другой из Спаса, или откуда, может считать что угодно. И говорить что угодно. Тут, скорее всего, сыграло название наша работа. Комиссии, то есть безопасность. Ну, понятно. Да. Значит, но отказать, значит, какой-то фракции в получении... Там же делится не просто председательство комиссия, делится вице-председательство, секретари комиссии. Вот это 3 позиции по комиссиям, которые делятся. Потом, значит, если по внешней политике, не комиссия, а вообще внешняя политика парламента, там создаются группы дружбы, создаются делегации Республики Молдова, различные парламентские ассамблеи. Парламентская ассамблея Совета Европы, парламентская ассамблея ОБСЕ, парламентская ассамблея Центральноевропейской инициативы, парламентская ассамблея НАТО там, и так далее. Какие существуют? Везде формируются эти группы. Группы также формируются по пропорциональному признаку. Нету у парламента или у большинства формальной возможности отказать кому-либо в получении законного места там или... Если ничего не препятствует другое занятию вот этого места зампредседателя комиссии по безопасности, то он его получит. И понятно, надо понимать, что парламент — это концентрация молдавской политики. Там за каждый пост идут торги. Ты мне даешь пост вице-председателя, я голосую за твоего человека, председателя на той комиссии. Ты мне даешь то-то, я голосую за то-то. Сейчас у ПАСа более-менее привилегированное положение, потому что у них большинство. Но иногда они могут получить и пожелают получить поддержку и другой фракции по какому-либо вопросу. Тут тоже могут быть какие-то договоренности. Поэтому да, мы можем о ком угодно сказать что угодно, но это пусть занимается прокуратура, если там есть какое-то содержание. А по комиссиям тут... Вот касаемо оппозиции и правящей партии. Довольно интересно было заявление Ирины Влах. Я понимаю, что Влах сейчас обижена, да, там не дошла до парламента, даже Владимир Воронин попал, но она довольно интересно такую фразу обронила, написала о том, что на самом деле в оппозиции, что правящая партия имеет не 55 мандатов, а 84, если я не ошибаюсь. То есть 84-85. Но она сказала про правильную оппозицию и неправильную позицию. Ну, правильная она имела в виду, позиция что есть еще в запасе. Это вот... тот блок, из которого ее исключили, а неправильная позиция те, которые заявили о том, что они согласны сотрудничеству. Вот с точки зрения Ирины Влах, те, которые согласны сотрудничеству, это предатели. То есть это вот и блок альтернатива, и представитель нашей партии. Да, это наша партия и блок альтернативы. И, наверное, и демократия дома. Вот и все.
Вот это позиция Ирины Влах. Очень банально, все понятно. Так сказать, ну это ее мнение, у нас другое мнение. Мнение наше заключается в том, что если есть хоть какая-то малейшая возможность для сотрудничества, эту возможность надо использовать. С другой стороны, она там же посчитала, что хорошая оппозиция — это всего 18 мандатов. Как она считала, не совсем понятно. Ну, в принципе, понятно. Это социалисты и Тарлев 18. По-другому Без ничего коммунистов. Ничего Без не коммунистов. складывается. То есть она кинула камешек и в сторону Владимира Воронина в этом смысле. Так что здесь... Ну, видимо, Владимир Воронин, когда он пришел вот в шлепанц, в босоножках, видимо, это сильно повлияло на итоговые результаты. Ну он еще и говорил, делал признание по поводу по делу о Кульке. Да, то есть Ну да, конечно. Нет, так мы думали, что как-то стерпится, слюбится. Вот мы видим, что распался внутри блок парламента. Просто развалился, да. И даже объяснение Воронина, что это был якобы чисто предвыборный блок. Я думаю, что если бы они каким-то чудом получили там 48 или даже 51 мандат, то они прекрасно бы сидели все дружно рядом на скамеечке и смотрели в будущее с большим оптимизмом. Но поскольку результат был удручающий, в общем-то, довольно естественно, что этот блок развалился. В этой ситуации главное как можно быстрее найти крайнего. Да, конечно. Я вас благодарю за сегодняшнюю беседу. Конечно же, будем наблюдать с интересом, что будет происходить дальше. Я напоминаю, что вы смотрели программу «Молдова и Европейский Союз». Оставайтесь с нами и до новых встреч. Стрит-арт – это совершенно новое направление искусства у нас в Гагаузии. И нам повезло, потому что мы можем видеть 70-метровый мурал. И здесь изображено все то, чем славится это село. Подожди, получается, сейчас перед нами два страуса. Это выходит, что в селе выращивают страусов? Да, ты все правильно поняла. А мы можем туда попасть? Я хочу посмотреть на них. Конечно, мы можем зайти к дяде Ване в гости. Расскажите, откуда у вас появились страусы? Как вы решили завести их? Как? У меня была мечта давно, что я хотел страусы. Им 4-й год, 4. Потому что 2 года начинает их яйца нести. Когда исполняется 2 года, тогда начинает она яйца нести. Понимаете, у нее когда в возрасте 5 лет, яйца, чем больше возраст, чем тяжелее яйца получается. Когда она была, первые яйца, они весили кило 600, кило 700. Одна яйца. А когда сейчас уже на следующий год, на 5-й год, он уже должен весить больше 2 килограмм. 2 ставим, так, 2 килограмма яйцо весит. А это у вас парочка? Да, это самка, тот самец. Черный самец, это самка. А что они едят? Едят большинство траву. Они считают траву больше. Ну и кукурузу даешь туда. Почему именно страусы? Страусы раньше еще никто не знал. Ну как, знали, что есть, сколько лет назад у нас в Молдавии страусы? 10-15 лет назад. Я знаю, что мужик там, в Северной Молдавии, первый из Молдавии, он начал весь яйца, страусы держать. Он привозил тоже из Румынии оттуда, и он оттуда. Лет 10-15 лет назад. А раньше же не были. И в Украине не были раньше, и они же африканские, они же оттуда их привезли. Потихонечку они холод выдерживают, заморозки тоже. Им главное, что видите, у них ноги только одна пальца считается. Он с этого ударом, он убивает, представь себе, лошадь с одной ногой.
Лев 250 килограмм весит, он ногой убивает. Если ударит, то ты все уже, короче. А вот вы как не боялись? Я захожу, они мне пускают, только меня, потому что я их кормлю, выраз, они узнают, а чужих нет. Вот ночью я тоже не могу зайти, потому что самец очень охраняет, у них такая от природы взяла. Он несет, он когда яйца несет, то охраняет яйца, потом он тоже сидит на яйцах, самец. Потом, когда вытаскивает, видишь, эти маленькие страусики, он считает, этот самец ухаживает, смотрит, охраняет. Вот. У них так, у них семья. Вот понимаете, это один самец и 2-3 самки, это семья считается. Вот этот самец охраняет всех, это самки и маленьких детей, маленьких. А вот вы планируете, наверное, размножать их? Маленьких, будут маленькие у вас? У меня были. Уже были? Да. Очень дорогое удовольствие. Посмотрю, если получится, я вот купил инкубатор, у нас пацан тоже есть, который павлина держит, тоже любитель так. У него куры такие красивые. Короче, совместно хотим сделать какой-нибудь зоопарк. Считается как-то. А к вам вот любой турист может прийти, как мы пришли в гости, напросились? Не, дети приходят, есть дети, из школы приходят. Кто хочет, приходит. Ну, уже в селе все знают. Вам нравится этим заниматься, наверное, да? Да, я уже люблю. Это считается мясо самое диетическое. Шкура – это яйца. Может, любой человек, который сахар имеет, тоже может кушать. Очень диетический у него. И у него вот это, вот смотри, у него самые красивые, вот сейчас я не знаю, да? У него самые красивые вот эти, как объяснить? Реснички? Реснички, да. У него шаг 4 метра. Если он разгоняет, вот, например, шаг, это вы понимаете, как шаг, он 4 метра делает. Представьте себе, он такой, есть раз, он может, не может остановиться. Верка, и снова мы с пустыми руками не уходим. Спасибо большое за такую экскурсию. Спасибо, девочки. Заходите, я буду очень рад в любое время. Мой дверь всегда калитка открыта. В следующий раз, когда зайдем, может быть, у вас уже даже будет пополнение, целое семейство. Дай Бог, дай Бог. Баурчи происходит от Баир и Чи. Село, расположенное в холмистой местности. Здорово. Ну что, тогда поехали дальше? Едем дальше. Мы с тобой заехали в село Гайдары, и первым делом нас встречает вот такой вот интересный мурал в виде ковра. И если хорошо приглядеться, мы можем с тобой посмотреть панораму всего села. А почему именно ковер? Потому что село Гайдары как раз славится коврами. Здесь их производят и продают. Ежегодно здесь проводится фестиваль ковра, на который собирается почти весь регион. Приезжает каждый со своим ковром, ковер с историей, и выбирает самый старый ковер. В этом селе ковроткачеством занимались даже дети и мужчины. Почему? Потому что это первое село, которое начинали продавать ковры. Мы знаем, что раньше каждая девушка должна была себе изготовить ковры для того, чтобы приготовиться для замужества, то есть приготовить свое приданное. А вот в этом селе сообразили, что их можно продавать. И тогда в этом селе абсолютно каждый, в каждом доме изготавливали ковры. Сейчас здесь у нас действует центр ковроткачества, куда мы, конечно, можем с тобой попасть. Здравствуйте. Здравствуйте. Я вам привела молодую девушку на выданье, для того, чтобы вы ей показали пару навыков ковроткачества. Пожалуйста. Вот наш станок. Ну вот наш станок. Вот я захотела сделать себе ковер. С чего я должна начать? Сначала как бы весной отару, когда отдают чабану,
Стригут сначала дома, потом этот шерсть стираем, обрабатываем, потом чадурлунги начесываем. Дома уже старшие женщины прили пряжу. Потом уже отделяют, сколько красить красного цвета, сколько синего, черного. Какой ковер будет большой, маленький. Красят, потом это уже идет на клубок, нитка вся. Потом уже готовится это основа. Считаем, Основу там, имеете да. в виду вот это вот Да, эти? вот это основа. 2 женщины работают. Потом как это уже завязываем на вал. Это основа. А вот эти все приборы, это для чего? Сам механизм как происходит? Вот сам механизм меняем зев, работаем, а с этим уже как бы распределяем все, чтобы она как бы плотная стала. Это только края. Кругом ковра будут края. Вот как на этом ковре кругом есть края, вот это только край. На середине будет узор уже роза. У нас были розы, как бы мы говорили, маленькая роза, большая роза, угольник, как бы назвали их тогда. Вы сами себе схему делаете, да? Да. А я вот тут у вас вижу педали. Это для чего? Это зев меняется. Как это понять? Смотрите, сейчас здесь как мы проходим, а сейчас, когда зев меняется, они переплетаются, вот эти края переплетаются. И если не переплетутся, оно распадет. То есть, когда вы нажимаете педаль, они как раскрываются, как веер, Да, мы можем да, просунуть, да. а потом... Сейчас второй раз опять. Вот видите, как переплетаются тут. А если не нажимать? Нажимать, то мы нажимаем, но если не переплетать, смотрите, она остается здесь открытой. Они должны переплетаться, и получается клетка. Это у вас, получается, здесь обучение проходит, да? Да, да. А кто Со школы в трудах девочки приходят к нам. Это как кружок? Да, да, как кружок. А туристы к вам часто заходят? С этой пандемией прекратились. А так было. Туристы заходили, обучали их тоже, кто хотел сесть за станок. Мужики даже садятся за станок. Всем нравится как бы. Это получается, процесс. нужно весь ряд закончить по цвету и потом вернуться? Да, меняем зев и уже идем другую. 4 раза туда проходим, сюда и наполняется одна клеточка. Потом уже меняем узор. У нас есть эскиз. Это я правильно сделала? Правильно, правильно. А у вас показываю. здесь в центре, в центре ковроткачества вы не делаете, например, ковры на продажу? Или... Мы, когда у нас фестиваль проходит, мы готовимся к фестивалю. Кто участвует, всем дарят. Буклетики делают и по сувенирчику. А вот столько ковров у вас тут, это все вы, получается, своими руками делали? Да, своими руками. Мы тут А уже сколько уходит времени на... чтобы вот этот, получается, сейчас начало ковра. Да. Вот сколько, если вот сесть и заниматься, и сколько уйдет времени, чтобы его закончить? Такой ковер ткется месяц. Каждый день должны 3 сидеть. Как сейчас мы сидим 3 должны сидеть. А вот Целый месяц. говорили о традициях, что девушка молодая должна иметь, сама себе сделать ковер. А сколько у вас было, когда вы выходили замуж? 4 ковра было. И вы сами все сделали? Мы с 5 класса садились за станок. Как сестры мамы работали, мы мешались. Когда уже наши ноги достали до педалей, нас уже садили за станок. Держитесь. Ой, а это для чего? Как бы заработок был. Целую неделю, когда мы ткали дома ковры, вот такие маленькие ткали. И по воскресеньям ехали в Болград, в Камрад, продавали. А узоры как вы подбираете? Вот узор у нас вот идет край сначала, потом уже розы ставятся. Есть какой букет хочешь, это... Это обязательно цветы или можно что-то другое? У нас только букеты были. В других селах и животные были, но у нас только букеты были. А почему? Это что-то символизирует? Ну, наверное, цветы, как бы
символизирует везде цветы, любовь. Каждый праздник цветы же дарят. Вот наш тоже, наверное, от этого. А почему вот Гайдар ассоциируется сразу с коврами? Потому что, я ведь говорю, раньше наши люди зарабатывали коврами. В каждом доме станок был, были дома, даже по 2 станка имели. Они были похожи на эти, или это уже более современный вариант? Нет, эти старинные. А вот помимо этого станка, на котором мы работали, здесь есть еще 2. Они как-то отличаются между собой? Это тоже такой же станок? Как бы это вертикально, еще легче тут работать. Тоже тут педаль электрический. Легче работать, чем в тех станках, потому что там как бы сидишь у вала и тяжело. А тут прямо сидишь на стуле. Это современный вариант? Современный, да. Это ковровые были такие станки. А какие виды станков бывают? Горизонтальные, вот вертикальные станки бывают. А чем он отличается от остальных, например, даже от того или от вертикального? Это горизонтальный, в этом можно работать с челноком. И можно вручную работать. Могу вам показать, как с челноком работаем. А что такое челнок? Вот этот челнок называется. Вот эти полоски делаются с челноком. А на том его нет, да? Это Нет, только нет, на этом? Там ручная, вот там будет такой ковер. А на этом можно вот такими полосками, полоски, узор, полоски, узор. А можете показать, как это работает? Сейчас покажу, как челнок работает. Это тут получается только просто проводится ниткой и все, да? Зев меняется туда-сюда. И несколько раз проходишь, получается полоска. Потом меняешь цвет, чтобы цветные были полоски. Вот зев меняется, проходит туда челнок. Зев меняется, проходит обратно. А у педалей на этом станке такая же функция, как и на остальных? Да. Педали для того существуют, чтобы зев менялся. Спасибо вам большое за ваш урок. Конечно, на свою свадьбу я вряд ли сотку ковер, но хотя бы поучаствовала в этом процессе. Спасибо. И вам спасибо. Попадете в наши края, заходите, всегда будем принимать вас. А вам усердных учеников. Спасибо. Счастливо вам. Спасибо. Заехав сюда в село, Маша, обязательно необходимо заехать еще и на ветряную мельницу, потому что таких мельниц у нас в Гагаузии хорошо сохраненных 2. Одна у нас в Бешалме, а вторая как раз здесь в Гайдарах. В Бешалме и в Гайдарах это совершенно разные мельницы. Это у нас идет венгерской постройки, а в Бешалме идет болгарской постройки. Здесь довольно ветрено, и это хорошо, потому что ветряные мельницы как раз работают за счет ветра. Лопасти, то, что мы сейчас с тобой видим, исходя из того, с какой стороны дует ветер, мы можем эту мельницу поворачивать. На самом деле это очень удобно, и когда вот такая ветреная погода, за 5 минут мы можем помолоть целый мешок зерна. Это наша последняя локация на сегодня. Нам уже пора домой для того, чтобы завтра с новыми силами отправиться открывать для себя Гагаузию.
Порой, чтобы встретиться с собой, нужно пройти через боль. Елена Бабенко – женщина, для которой борьба стала свободой. Из спорта в преподавание, из болезни в новую жизнь. Ее путь – это путь осознанности. История силы, поиска и вдохновения для других женщин. Спорт – это всегда была большая часть моей жизни. Спортом занималась с самого детства, волейболом, играла в команде в школе до 11 класса. В университете я тоже занималась фитнесом, ходила в тренажерный зал. И по сегодняшний день, когда были маленькие дети стали постарше, по сегодняшний день я занимаюсь спортом. Идея открыть спортзал, она пришла не только мне, моему партнеру Ивану. Мы вместе на базе гимназии сделали из старых бесхозных помещений огромный зал площадью в 360 квадратов. В эту идею никто не верил. Самое главное, что верили мы с партнером. И вот мы занялись и решили для села, для жителей села сделать возможность заниматься, начиная от самых маленьких до самых взрослых, женщин, мужчин и так далее. Самое интересное, что в этих процессах и в любых процессах огромную роль всегда играют женщины. Мужчины, мальчишки, они занимались. Это был старый зал на базе гимназии, где занимались карате, дзюдо и другие виды спортивных направлений. Когда мы захотели заниматься там, нас мальчишки приняли, но, как любая женщина, приходя в определенное помещение, дом, квартиру, она начинает обустраивать, чтобы было все гораздо красивее. Поэтому мы предложили, что нам не нравится, давайте сделаем маленький ремонт. Началось с маленького ремонта и дошли до большого профессионального зала с рингом, которого практически нет равных на юге Гагаузии. Сначала, конечно, мы занимались отдельно, Иван занимался с детками, с мужчинами, я занималась с девушками, женщинами. Мы понимали, что нам тесно. Тот зал, который вы сейчас видите, такого зала не было. Здесь были подсобные старые помещения, оставшиеся с советских времен в школе. И благодаря поддержке руководителей школы мы получили разрешение от необходимых инспекций на то, что мы какие-то простеночки здесь снимаем, мы не нарушаем основной конструкции и, в принципе, начинаем расширять зал. Было много пыли, мы все это почистили, после чего, когда уже тут касалось уже косметического ремонта. И таким образом с того дня мы дальше вместе двигались по этому помещению и решали. Преимущество этого зала для школы, не только для тренеров лично, является то, что можно разгрузить основной спортивный зал. Он большой, в прохладное время там для детей прохладно, поэтому Ваня предоставляет возможность для начального звена. Все начальное звено занимается здесь, а здесь тепло круглый год. Нестандартные решения, они всегда со мной по жизни. Я всегда анализирую из того, что есть, и мне хочется в любой деятельности, чем бы я ни занималась, привнести что-то новое, что-то нестандартное и необычное. Предложили поучаствовать в проекте европейском гранте. У меня возникла идея, причем она родилась очень быстро, оснастить в этом же зале, где мы с партнером оборудовали для жителей села, оснастить студию для флай-йоги, для занятия флай-йогой. Обычно, когда у меня так легко в жизни все получается, я на это не обращаю внимания, я где-то даже в шутку это делаю или делаю и забываю. И очень через короткое время нам сказали, что у вас получилось, вы выиграли проект, нам выделили приличную сумму денег, мы смогли закупить необходимый инвентарь, и так у нас начались занятия флай-йогой в селе Кирсово. Решение поступить в Институт физкультуры и спорта родилось чуть-чуть раньше. С самого начала я начинала заниматься в этом зале сама. Потом подтянулись подружки и подружек, и у нас получилась очень большая команда. И я помню, что через месяц примерно у нас там из 3 человек команда выросла в 30-40 человек. И я понимала, что это большая ответственность, так как я веду эти тренировки. Я понимаю, что работа с людьми – это очень ответственное дело, поэтому я тут же поступила в Институт физкультуры и спорта в Кишиневе для того, чтобы знать всю основу, базу
подготовки. И таким образом уже к своим женщинам на тренировке я вернулась с дипломом. К концу 2024 года у меня был очень ответственный этап в моей жизни, и мне важно было самой лично вернуться в тему спорта и дальше продолжить бдить по своему здоровью. Поэтому это была моя инициатива. Я обратилась в гимназию и спросила: а вы не хотите, чтобы я у вас читала физкультуру? Руководство было удивлено, потому что, преподаватель экономического факультета и физкультура, да, немного возникает диссонанс. Но это часть меня, поэтому мне было это легко сделать. Это был первый опыт работы с людьми в больших таких группах, да, потому что классы не маленькие. Это был новый опыт, интересный, и я очень ценю и благодарю тех детей, которые поддержали меня, давали на месте обратную связь. Я очень довольна этим опытом. Преподавание не профессия, а миссия. Елена учит не только знаниям, но и честности с собой. Она дает не ответы, она учит искать. И щедро делится светом. Здравствуйте. 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 Проходим. Здравствуйте. Здравствуйте. Так, сразу оптом вас буду обнимать, только не всех, потому что меня собьете. Всем привет, Тимурджан. Спорт закалил характер, научил преодолевать. Елена всегда шла к цели, пока тело не сказало «стоп». Началась другая борьба, внутренняя, и сила мышц превратилась в силу духа. Переломные моменты в моей жизни – это в 2024 году объявление мне диагноза онко, после чего я выбрала лечение через нестандартный способ – это сухим голоданием. К сухому голоданию я пришла немного раньше, чем в 2024 году. У меня подруга занималась этим направлением много лет, и я наблюдала за ней в Инстаграм. Я следила, как она это делает, иногда писала ей личные сообщения, советовалась. Я стала пробовать держать сухой голод по 20 часов, 30 часов, сверх 40 часов, и в принципе мне было нормально. Но к опыту более длительному, да, сухому голоданию, не просто для познания, не просто для профилактики, для здоровья, а именно для лечения, я смогла с этим опытом ознакомиться благодаря доктору Филонову Сергею Ивановичу и его команде, который более 40 лет смог вылечить людей, у которых были очень сложные диагнозы, где классическая медицина разводит руками. Благодаря важным словам, которые он сказал, что «Лена, это не простой выбор, но выбор за тобой. Это твоя жизнь, это твоя судьба, и итоговое решение остается за тобой. Это не просто, но знай, если ты пойдешь на химиотерапию, то, к сожалению, на сухой голод мы тебя не возьмем, потому что человеческий организм, он не может выдержать и то, и другое. Сухой голод – это очень сильный стресс, и это труд. Диагноз, страх, выбор. Она отказалась от медицины, выбрала сухое голодание. Каждый день очищение тела и сознания. Суть сухого голода состоит в том, что длительный период времени, это 7-9 дней, в зависимости, как человек выдерживает, продержаться без воды и без еды. Более того, исключается любой контакт с водой. То есть душ, чистить зубы, все это нельзя. Мыть голову, мыть руки. Когда человек решает начать сухое голодание, он готовит свой организм, он очищает свой организм, банально, да, принимает душ, и на этом он забывает о теме вода на длительный период времени. То есть за 9 дней нельзя ничего. Да? Ни еду, ни соки, ни воду, ни в коем случае даже чистить зубы. То есть мы закрываем рот на 9 дней. Самое сложное – страх, который приходит или одолевает, особенно после 6-7 дня, когда не можешь спать. То есть, так как это очень сильный стресс, через некоторый период времени, когда человек начинает голодать, то самая большая проблема – это сухость,
и хочется пить, да, и вторая самая большая проблема – человек не может спать. Поэтому после 7 дней я не спала до 9-го, ну, получается, 10-го, потому что на 10-й день мы выходим с голода. Вот этот промежуток времени я абсолютно не спала. Я много гуляла на природе, несмотря ни на что, старалась проходить 10 километров. На природе я ходила в лес, в парки, ходила босиком. Было непросто, но мы это сделали. Очень красивая природа Черногории мне очень помогла, потому что с одной стороны море, с другой стороны лес и горы. В горах не особо я гуляла. Почему? Потому что там возвышенности и очень тяжело подниматься в гору, хотя в один день я это сделала. Гуляя по лесу, я увидела горную речку, которая протекала под основной трассой, связывающей 2 города. И мне стало интересно, куда впадает эта речка, да? И я приблизилась близко к реке, и я увидела, что под дорогой туннель, и река течет гораздо выше. И мне стало очень интересно, и я стала пробираться вдоль реки сначала. Но понимая, что меня настолько манила эта вода, но я знала, что нельзя трогать воду. Сначала я шла вдоль реки, а потом я просто внутренне почувствовала такой вот защелк, и моя интуиция мне подсказала. То есть либо ты заходишь в воду, либо ты не сможешь продержать все 9 дней. Я не спросила разрешения у доктора, я подготовилась, я взяла рюкзак, взяла полотенце, взяла сменную одежду, и на следующий день, это, по-моему, уже на 8-й день, я пришла к реке, сняла себе одежду, осталась в белье, все эти полотенца все закинула в рюкзак, накинула рюкзак и с телефоном в руках я стала подниматься прямо по самой реке. То есть вот я была в кроссовках, я зашла в белье, кроссовки, в реку, она была такая ледяная, и я поняла, что это единственная возможность, наверное, устоять и не выгореть, потому что внутри настолько испепеляюще все жжет. Моя задача была ни в коем случае не мочить вот больше, чем внешнее тело, да? Ни в коем случае, чтобы капля внутрь меня не попала. Я вернулась в отель, я еле-еле дошла. В какой-то момент вышло такое солнце сильное, плюс вот эти влажные полотенца на мне. И, видимо, по мне было видно, что мне очень сильно нехорошо было. И просто проезжал человек взрослый на машине, он остановился и спросил на сербском: «Все хорошо?» Так как я знаю болгарский язык, мне было очень просто с сербом общаться. Я ему объяснила, что в общем все хорошо, но я чувствую себя плохо, и может ли он помочь мне довести до отеля. Он мне помог. У нас каждый день были с доктором лекции. И вот на 9-й день речь зашла снова о воде, потому что этот вопрос задают каждый день, потому что все настолько хотят пить, и у всех стержневой вопрос в каждом человеке – это про воду. И задали очередной вопрос какой-то про воду, я не помню. И тогда Сергей Иванович говорил, что исключением составляет принятие ледяной воды, да, или обливаться ледяной водой или водой со льдом, исключительно для тех людей, у кого онкология, и под наблюдением врача. Получается, что я об этом услышала на 9-й день, и я расплакалась. И вышла с этого зала. У меня была очень сильная поддержка. Очень много людей, которые я об этом открыто рассказывала, я не пряталась, я рассказывала по возможности в сторис, в Инстаграм делилась, в прямых эфирах, и мне все люди писали, что ты больше, чем диагноз, ты больше, чем Лена. То есть ты точно сможешь это сделать. Твой характер, настойчивость, сила духа тебе позволит это сделать. Я продержала с доктором, с его командой один подход, а потом еще 2 подхода самостоятельно в Молдове. Через 3 месяца такого режима я сдала анализы, и у меня прекрасные результаты. То есть нет. В одиночестве она встретила себя настоящую и вышла обновленной.
живой по-новому. Я как-то поздно пришла с места работы и просто открыла рекламный ролик в Инстаграм и набрела на абсолютно новый инструмент. На тот момент я понятия не имела, что такое дизайн человека. Я это слышала первый раз, то есть дизайн интерьера, там, дизайн квартиры, ландшафтом и так далее. Это понятные, да, понятия. А дизайн человека я не понимала, что это. Но в рекламном ролике мастер настолько четко это объяснила, что я сразу же перешла по ссылке и оплатила самый дорогой курс на то время «Дизайн человека». Он звучал так, как механика и ключи собственной личности. Я прошла этот курс, меня настолько он привлек, что я задумалась о том, чтобы уйти с постоянного места работы. На тот момент я работала преподавателем экономических дисциплин в университете, и внутри меня зрел план, как же уйти с места работы. Я прошла один курс обучения, потом мне стало интересно, я прошла курс по дизайну человека детей, потому что у меня есть дети, мне стало интересно, а какие они личности, как мы друг с другом взаимодействуем, а что важно знать по детям, по себе, чтобы это взаимодействие было качественное и улучшалось. Третий курс, который я прошла, он был про тему взаимоотношений. Насколько и как мы взаимодействуем с другим человеком, насколько мы можем вступать в партнерство в личных отношениях или в теме бизнеса. Поэтому вот эти 3 таких больших блока Human Design мне позволили распознать для начала саму себя, четко понимать свой стержень, свои сильные стороны, знать, в чем я сильна, и опираться на эти внутренние опоры, ну и также распознавать свое ближайшее окружение. Эти знания мне позволили спокойно наблюдать за людьми, признавать, что мы все разные, и видеть в людях их сильные стороны, и не обращать внимания на отрицательные моменты какие-то. Я прошла дизайн человека, и в течение полугода я решила уйти с места работы. И я люблю учиться, я постоянно в своей жизни учусь. Мне интересно работать с потенциалом человека, и я в каждом человеке вижу его огромный потенциал, в чем даже человек не подозревает, в чем же он силен, либо он забыл, либо он себе не напоминает. Поэтому я стала идти глубже, идти дальше. Я прошла обучение по все, что связано с энергетикой человека, экстрасенсорные способности, сверхвозможности и так далее. И потихонечку стала работать с женщинами в индивидуальном плане, и я ушла с постоянного места работы, ушла в никуда. Я понимала, что если я за собой, меня отговаривали коллеги, если я за собой оставлю хотя бы несколько часов, то я не уйду, я так и буду и дальше работать в университете. Но для меня было важен, я по типу личности генератор, и мне очень важно откликаться на собственный отклик. Я слушала свою интуицию, я понимала, что я точно хочу попробовать что-то новое. Поэтому спорт, дизайн человека, все, что касается энергетики человека, я стала это изучать, и основными моими подопечными были женщины. Полное имя? Полная Людмила. Так, Людмила. Значит, один клик, и бодиграф твой готов. Он выглядит вот таким образом. Вот такая вот карта, где мы видим нарисованного человечка, энергетические центры человечка и очень много цифр. Мне интересно, может, расшифруем, какие у меня качества? Дизайн человека, он настолько объемный инструмент, что нам, наверное, месяца не хватит все эти цифры расшифровать. Но самое главное, в общем виде мы можем сейчас с тобой расшифровать. Каждая женщина уникальна, но часто забывает об этом. Дизайн человека – ее инструмент возвращения к себе. Она не дает советы, она проводник. Женские круги – место, где можно быть собой, где начинается исцеление. Меня делает счастливой взаимодействие с людьми. Независимо, какое это взаимодействие, это беседа или просто чаепитие, или групповая работа, или работа в аудитории. То есть для меня очень важен вопрос коммуникации. Делиться знаниями, передавать и видеть, как улучшаются навыки других людей. Во многих этапах в жизни действительно я закрывала смело одну дверь. Я понимала, что да, я боюсь, но за страхом всегда была новая дверь. Поэтому я в этот опыт новый всегда ныряла. Моя стратегия в жизни – это быть собой,
это не становиться на носочки, а стоять прочно на своих стопах. Это очень важно. И выбирать себя, слушать свою интуицию, и только после этого идти в мир. В моей жизни есть много людей, на которых я опиралась, кто были для меня авторитетами. Безусловно, это близкие люди, это родители, это моя старшая сестра и мой старший брат. Мы с ними очень близки, мы с ними очень похожи и по духу, и даже внешне. Мой супруг, который научил меня отдыхать, научил расслабляться, выбирать ничего не делать. То есть мне в моей родительской семье это не было свойственно. Я очень благодарна тем преподавателям, которые были в моей жизни. Это те, которые брали меня на работу, это те, которые первый раз вместе со мной заходили в аудиторию, это те мастера по психологии, по human design, которые условно за ручку брали меня на первые занятия и говорили вперед. Для меня очень важными и авторитетными людьми в моей жизни являются мои дети. Во многих вопросах я в моменте, когда не знаю, как поступить, я обращаюсь к своим детям и к сыну, и к дочери, задаю вопросы, и я, как правило, слышу нестандартные ответы. И для меня это очень важно, и это большая помощь. Жизнь может сломать, но и заново собрать. Елена – пример того, как вырасти через боль, стать собой, настоящей. Ее путь – приглашение. Замедлиться, услышать, поверить в себя. Ведь путь к себе – это путь к свободе. Хотите чувствовать себя бодро и энергично каждый день? Программа «Время для себя» – это как раз тот проект, где вы научитесь прийти к балансу. Мы расскажем, какие продукты поддерживают здоровье отдельных органов и целых систем организма. Вы узнаете, как укрепить иммунитет и сделать питание своим главным союзником. Хорошие привычки, крутые лайфхаки и отличные советы. Все и дальше больше в нашей программе. Помните, все болезни начинаются с тарелки. С нами вы научитесь выбирать лучшее для себя и для своей семьи. Уделяйте время себе и своему здоровью. Впервые у меня появилось осознанное желание стать учителем в 0 классе, куда я пришла вслед за своим соседом, причем даже в середине учебного года, и мне так понравилось то, что учитель был главным человеком в школе, на уроке, что у меня было стойкое желание действительно стать педагогом, что, в принципе, когда-то я реализовала. Поэтому на данный момент совмещаю и юридическую деятельность, и педагогическую деятельность, потому что являюсь действующим преподавателем Камрадского госуниверситета на юридическом факультете. Юридическое образование, естественно, было уже получено позже,
для того, чтобы, прежде всего, самой разбираться в том, с чем сталкиваешься в жизни. После окончания Камрадского государственного университета на тот момент мы с своим коллегой как раз работали вместе в криминологическом университете, в колледже, который и имел в том числе магистратуру. Поэтому было принято решение закончить магистратуру в 2002 году, что я сделала. Ну и далее, естественно, так как являюсь преподавателем, необходимо было повышать свой научный потенциал, поэтому в 2011 году я уже защитила диссертацию по направлению политической науки, и темой было избрано достаточно сложный, скажем так, аспект – это взаимоотношения Кишинева и Камрада на базе именно того, что была провозглашена автономное территориальное образование Гагаузии. Да, требую. Требую почему? Объясню, потому что я всегда говорю студентам, что я не хочу попасть в руки непрофессионала. Почему? Потому что мы в своей жизни, скажем так, человека ничего не застраховывает, да? Точно так же, как мы не хотим попасть в руки, допустим, горе-хирургу, точно так же и не хотелось бы получать консультацию у юриста, который не разбирается в юриспруденции. Поэтому, естественно, когда мы готовим студента, мы говорим именно с этого аспекта практической деятельности, то, как ты можешь в будущем не только заработать себе на хлеб, но и помочь людям. Если ты хочешь знать в старости, где твои очки, необходимо развиваться, необходимо загружать себя всевозможной деятельностью. Почему? Потому что мы становимся все-таки, не скажу, что приобретаем опыт, который нам помогает уже потом при решении других ситуаций. И опять же, это интересно где-то что-то новое узнавать, изменяться в том числе. Мое убеждение в том, что мы должны меняться. Естественно, каждый решает для себя, каким образом это осуществлять. Но, тем не менее, просто-напросто убеждена, что общение с другими людьми всегда обогащает. Время для себя. Программа о том, как сделать свою жизнь здоровее и гармоничнее. Я Алла Бюк и наш эксперт-нутрициолог Анна Георгиева. Сегодня попытаемся разобрать тему сна и как сделать так, чтобы наш сон был более качественным и был более продуктивным. Сегодня мы затронем очень важную тему. Это одна из ключевых тем здоровья – это сон. Анна, на ваш взгляд, почему все-таки сон так важен для организма человека? Тут есть несколько аспектов, почему он действительно важен. Во-первых, конечно, именно в фазе сна, то есть когда мы спим, и особенно в глубокие фазы сна, восстанавливается организм, восстанавливается гормональная система, происходят определенные моменты с детоксикацией, очищением, выведением определенных элементов именно в глубокие фазы сна. Восстанавливается нервная система, то есть от того, как качественно мы спим, будет зависеть и уровень наших гормонов, и будет зависеть
даже обменные процессы, да, если мы говорим о долгосрочной перспективе, о том, как мы качественно спим, будет от этого зависеть и наши обменные процессы, и влияние на пищевое поведение тоже есть, потому что если мы не досыпаем, даже не обязательно хронически, если разово вы просто не выспались, либо мало спали, либо поздно легли, вы можете заметить, что на следующий день вы будете склонны к перееданию, вас будет тянуть на сладкие продукты, как правило, да, и на постоянные перекусы, и в целом вы будете переедать, поэтому регулярный недосып, регулярное плохое качество сна будет и приводить постепенно к изменению пищевого поведения и, как следствие, да, накоплению лишних килограмм. Также это будет влиять в принципе, на общий уровень стресса, что влечет за собой уже дальнейшие последствия, тоже негативные, да, потому что постоянно высокий уровень стресса тоже может пагубно влиять и на гормональную систему, то есть негативно влиять, если это хронический либо присутствует долгосрочный период, то есть у нас снижается будет и уровень гормонов, и в свою очередь тоже постоянно высокий уровень стресса, да, хронический стресс из-за недосыпа в том числе может влиять на обменные процессы, на обмен жиров, белков, углеводов, то есть нарушать эти процессы, что тоже может влиять, в принципе, и на внешний вид, на качество тела, на лишние килограммы и на многие другие процессы. Поэтому здесь, конечно, стоит говорить, что сон – это одно из ключевых моментов в поддержании здоровья. Я даже часто говорю, что полноценный рацион, абсолютно идеальный, полноценный, качественный рацион не заменит нам, то есть не сможет компенсировать нехватку физической активности и качественный сон. Но качественный сон и физическая активность частично смогут компенсировать, то есть закрыть некоторые моменты по несбалансированному питанию. Поэтому это крайне важно, то есть сон – это крайне важный момент для поддержания здоровья в целом. Ну, давайте тогда посмотрим сюжет, где мы все-таки узнаем, в чем значимость сна. Сон – это не просто отдых, это время, когда наш организм работает интенсивнее, чем кажется. За ночь мы проходим несколько циклов сна, каждый из которых включает две основные фазы – медленный и быстрый сон. Медленный сон наступает первым. В это время замедляются дыхание и сердцебиение, мышцы расслабляются, а мозг перерабатывает информацию, накопленную за день. Эта фаза отвечает за физическое восстановление. Укрепляется иммунитет, восстанавливаются клетки и ткани организма. А вот REM-сон или сон с быстрыми движениями глаз – это время, когда мозг особенно активен. Именно в этой фазе мы видим сны. В это время происходит переработка эмоций и закрепление воспоминаний. Мозг словно сортирует все, что мы пережили, и сохраняет самое важное. Также REM-фаза важна для психоэмоционального здоровья. Если она нарушена, мы можем чувствовать раздражительность, усталость и даже снижение концентрации. Сон – это сложный, но жизненно важный процесс. Каждая его фаза играет свою уникальную роль, помогая нам восстанавливаться и быть здоровыми. Поэтому так важно давать организму возможность пройти все циклы сна, спать от 7 до 9 часов и заботиться о его качестве. Очень часто я, в принципе, и за собой наблюдаю, и от многих своих знакомых слышу, что вот они утром просыпаются, да, там свои какие-то личные ритуалы, ну и потом у них опять возникает желание дальше спать. С чем это связано? Это проблемы со здоровьем или все-таки это как пример, результат некачественного сна? Но это может быть одним из симптомов нарушения качества сна. Также такими симптомами являются либо бессонница, либо долгое засыпание, да, вы долго не можете, например, уснуть, либо если вы можете даже засыпать быстро, но при этом у вас присутствуют частые ночные пробуждения, то от 2 и более раз, если вы просыпаетесь за ночь и не засыпаете сразу, да, это уже говорит о нарушении сна. Если у вас присутствует адреналиновые просыпания, то есть вы просыпаетесь либо в поту, либо вы просыпаетесь в такое довольно возбужденном состоянии, потом долгое время не можете уснуть, это также говорить, может быть одним из симптомов нарушения сна. Также ночные походы, частые ночные походы в туалет тоже могут быть свидетельством, да, о нарушении сна. В принципе, если у вас все качественно со сном, если все хорошо, то вы должны достаточно хорошо восстанавливаться. То есть утром вы просыпаетесь, и у вас не должно быть упадка сил, не должно клонить ко сну. Где-то через 30-40 минут примерно после пробуждения активность должна и бодрость должна сохраняться. Если вы чувствуете упадок сил, если вы чувствуете, что вы сильно хотите спать, тут есть уже повод задуматься над качеством сна, над уровнем
снижением стресса и проверить дефицитное состояние. Ну, вообще, какие вот практические советы вы могли бы дать вот по сну, да, сколько часов мы должны спать, поскольку желательно ложиться спать, да, чтобы все-таки сон был качественным? Ну, у нас разное время были разные исследования по поводу продолжительности сна. Некоторые говорят о 7-8 часах, но, как выяснилось, эти исследования проводились исключительно на мужчинах, да. Женщинам требуется спать все-таки чуть больше. Но, тем не менее, от 7, даже я бы сказала, от 8 до 10 часов, вот такой промежуток, это должен быть качественный сон. Он тоже должен, для того, чтобы он был качественным, для того, чтобы вы восстанавливались, для того, чтобы не вызывать нарушение баланса мелатонина, кортизола, нужно все-таки обращать внимание на циркадные ритмы, да, на выработку наших гормонов, то есть ложиться спать примерно к 10 часам, да, чтобы к 11 вы уже спали желательно, да. Прежде чем засыпать, то есть спать вам нужно для качественного, более глубокого качественного сна, нужно спать в хорошо проветренном предварительном помещении, то есть температура должна быть невысокая, в помещении достаточно прохладно должно быть для качественного сна, в полной темноте, без каких-либо звуков при засыпании, также во время сна, никакие ночники, ничего, полная темнота, да, для более качественного сна. И, естественно, один из самых главных факторов – это исключение любых гаджетов хотя бы за 1-2 часа до сна. То есть вот это синее свечение от телевизора, от экрана, оно нарушает выработку мелатонина, что будет приводить к отсутствию глубокого сна и будет, естественно, нарушать. Также можно использовать перед вечерней прогулки, можно использовать перед сном, я бы исключила активную физическую нагрузку, да, именно перед сном, но в вечернее время после 6 часов, потому что это может вызвать подъем кортизола ненужный, да, и тяжело будет заснуть, тоже может влиять на качество сна. И также есть отличная методика для тех, особенно у кого уже есть нарушение в сна, для тех, у кого есть какие-то проблемы со сном, кто чувствует, вот, что он не высыпается, недостаточно хорошо восстанавливается, тогда можно использовать в таких случаях, я рекомендую использовать тоже принятие ванны с магниевой солью, да, еще так называется английская соль Эпсом, она продается и в различных специализированных магазинах, и в аптеках. Можно там определенное количество разбавлять, и по инструкции на 15-20 минут в такую теплую ванну, и это позволяет более качественно расслабиться и более глубоко спать. У меня, кстати, был опыт такой практики с магния сульфат. Да, то есть, если, допустим, нет этой соли, которая стоит как бы недешево сегодня, и она не всем доступна, то есть ее можно только приобрести в Кишиневе, например, если по Молдове. Мне кажется, что в Камрате ее сложно достать. Поэтому есть как бы альтернатива, это магний сульфат плюс морская соль. Там есть определенные пропорции. И, к примеру, допустим, там, если нет ванной самой, да, то можно просто делать ванночки для ног. Да. Да, это перед сном за 15 минут и прям вот и сразу спать, да. Что происходит в этот момент? То есть через кожу впитывается... Проникает, помимо того, что он дополнительный источник магния получаем, что способствует да, расслаблению все-таки и более качественному сну. Ну, плюс и вот эти теплые процедуры, они тоже... Это, то есть такой дополнительный фактор расслабления для более качественного глубокого сна. Особенно кто просыпается по ночам, и подходит также для тех, у кого есть проблемы с засыпанием. Ну, вот в следующем блоке я предлагаю все-таки более детально поговорить, как создать идеальные условия для сна. Ну, в предыдущей части нашей программы мы раскрыли, да, часть условий, да, как создать все-таки идеальные условия для сна. Вот по поводу температуры в комнате. Сейчас зима, очень нестабильна. У нас нестабильная температура в домах, потому что, допустим, днем это более низкие температуры, ночью это более высокие, в зависимости от того, как люди топятся. Да, если, допустим, это печь, да, там, конечно, может быть и 23, и 24 градуса в комнате. А утром это уже под 19 градусов, да, то есть такой вот постоянный, да, как кардиограмма, меняется температура в помещении. Насколько вот этот фактор тоже может повлиять на сон? Но температура тоже влияет на качество сна, да, чем прохладнее помещение, тем крепче будет сон. Я рекомендую, если есть возможность, установить термостат, чтобы была определенная температура, то есть он позволяет регулировать уровень температуры в помещении. Это для отопления уже газовых, да? Да. Больше. Если же есть у вас там другое отопление, то есть нет возможности установить термостат, если есть возможность приобрести увлажнитель воздуха для того, чтобы все-таки как-то не был воздух сильно сухим,
Ну и стараться перед сном проветривать помещение. Если даже перед сном вы сильно затопили, да, очень поднялась высокая температура, то непосредственно комнату, где вы спите, не обязательно весь дом, но можно комнату, где вы спите, там прикрыть дверь и на 10-15 минут открыть немножко окно, чтобы перед сном хотя бы немножко снизить температуру и проветрить помещение, чтобы в таком более свежем воздухе спать. Угу. Вот по поводу тишины, да, в помещении. Ну, кто-то рекомендует все-таки, чтобы это была идеальная тишина, 100%, а кто-то рекомендует, чтобы можно использовать какие-то спокойные звуки природы. Все-таки для того, чтобы вырабатывался мелатонин в том количестве и вообще, чтобы он вырабатывался, должна быть идеальная тишина, да? Но для более качественного сна все-таки лучше спать в идеальной тишине, без посторонних звуков. А некоторых не могут засыпать без посторонних звуков. Это уже говорит о нарушении, да, работы нервной системы, на нарушении сна, когда мы не можем заснуть без каких-либо посторонних там звуков, пусть даже это какие-то звуки природы там, или что-то успокаивающее. Но это уже говорит о каких-либо нарушениях. Постепенно от этого все-таки лучше отказываться. Здоровый сон – это когда вы засыпаете и спокойно спите без каких-либо звуков, то есть в полной тишине. Вот по поводу ужинов, да, ну, то, что нельзя поздно ужинать, это мы как бы уже уяснили, разобрались. Но есть люди, допустим, которые, ну вот, особенно мужчины, им хочется вот там после 10 там что-то перекусить, да, либо они не могут уснуть, потому что у них от голода болит голова, да, то есть как в этом случае поступить? Все-таки позволить себе пойти перекусить или, не знаю, там мучиться полночи, но уснуть голодным? Смотрите, на эти факторы влияют на то, насколько вы хотите спать и можете вы засыпать на голодный желудок или нет, тоже влияют определенные моменты, связанные со здоровьем. Если мы говорим о том, что за сколько часов до сна, да, поесть, так это зависит от того, во сколько вы ложитесь. Да? Я не могу сказать, что нужно кушать в 8, или нужно кушать в 7, или нужно кушать в 9, там, в 6 и так далее. Это зависит от того, во сколько вы ложитесь спать. Если вы ложитесь спать в 12 в час ночи, вам не стоит ужинать в 7, потому что, естественно, что к 10, половине 11 примерно вы захотите снова есть, и это нормально, да? Поэтому, чем позже вы ложитесь, тем позже вы ужинаете. Ну, в соответствии с этим подбирайте продукты, да, если сильно поздно, чтобы они были не сильно тяжелые, более легкие в усвоении и в переваривании. Ну, в принципе, примерно можно за 1,5-2 часа до, там, ну, 1,5-2, если более тяжелая пища, то это больше, там, за 3 часа до сна хорошо плотно поужинать. Уже что будет в составе, уже зависит от состояния вашего здоровья. Да? Если вы в целом более-менее себя хорошо чувствуете, у вас не чувствуете каких-то либо признаков хронического стресса, хронической усталости, тогда вы можете есть там чистой белок, допустим, овощи, более легкий какой-то белок, овощи, клетчатку, и тогда ложиться спать. И вы не будете испытывать дискомфорта, не будет ночных пробуждений. Но если у вас присутствуют симптомы хронического стресса, если присутствуют симптомы проблемы с сном, особенно ночные пробуждения, если у вас часто присутствует, тогда обязательно съедать на ужин углеводы, сложные обязательно углеводы, которые будут давать вам энергию постепенно на протяжении всего сна, так как и чтобы у вас не падал уровень сахара, так как когда у нас есть нарушение, в обмене кортизола, когда у нас есть хронический стресс, тогда у нас могут быть такие вот ночные пробуждения, которые вызваны тем, что у нас кортизол выбрасывает, да, для того, чтобы не может использовать, скажем так, жиры, для того, чтобы в течение сна у вас поддерживался определенный уровень энергии, да, и он таким способом происходит адреналиновое так называемое просыпание, да, то есть организм пытается таким образом высвободить глюкозу, чтобы не было у вас гипогликемии ночью. Это присутствует часто во время, когда есть хронический стресс какой-то, да, хроническая усталость, такие моменты могут быть. В таких случаях категорически не разрешается исключать углеводы из ужина. Тогда оставляем сложные углеводы обязательно, чтобы на протяжении всего сна вы более качественно глубоко спали и исключить минимизировать риск этих адреналиновых пробуждений во время сна. Ну, мы подготовили один сюжет, где поделимся 5 лайфхаками для улучшения качества сна, поэтому предлагаю его посмотреть. Качественный сон – это залог здоровья, энергии и хорошего настроения. Хотите просыпаться бодрыми каждый день? Делимся 5 простыми лайфхаками, которые улучшат ваш сон уже сегодня. Лайфхак 1. Создайте идеальные условия для сна. Температура в спальне должна быть прохладной, от 16 до 20 градусов. Это помогает телу расслабиться и быстрее погрузиться в глубокий сон. Лайфхак 2.
Используйте правильное освещение. Перед сном избегайте яркого света и экранов гаджетов. Установите теплый приглушенный свет в спальне, а для глубокого сна используйте светонепроницаемые шторы. Лайфхак 3. Следите за фазами сна. Наш сон состоит из нескольких фаз, одна из которых – REM-сон. Именно в это время наш мозг обрабатывает информацию, а тело активно восстанавливается. Чтобы полноценно отдохнуть, старайтесь спать 7-9 часов. Это полноценный цикл сна. Лайфхак 4. Расслабьтесь перед сном. Снизить уровень стресса помогут вечерние ритуалы. Выпейте чашку травяного чая, сделайте легкую растяжку или послушайте спокойную музыку. Лайфхак 5. Не переедайте перед сном. Плотный ужин может помешать заснуть. Отдавайте предпочтение легким закускам за 2-3 часа до сна, например, банану или горстке орехов. Следуйте этим простым советам, и ваш сон станет крепким и восстанавливающим. Берегите свое здоровье и наслаждайтесь каждым утром. Часто специалисты рекомендуют перед сном пить ромашковый чай, чай из мяты, да, ну, вообще какой-то травяной чай, для того, чтобы успокоить нервную систему и расслабиться перед сном. Насколько это эффективно, насколько это правильно, и вообще стоит ли пить перед сном чаи? Ну, если мы говорим о расслаблении, да, есть определенный эффект, конечно, это можно добавить в свою практику, да, есть такой еще чай тулси, тоже хорошо расслабляет, ромашку можно, да, добавить, но непосредственно не прямо перед сном, это должно быть хотя бы тоже за часа полтора, час-полтора до сна, непосредственно не перед сном, чтобы, во-первых, был эффект, чтобы успели подействовать эти вещества, и, во-вторых, чтобы, ну, это не стимулировало вас к ночным похождениям в туалет, поэтому все-таки не прямо перед сном, можно там за час-полтора, как один из способов регуляции сна, да, расслабления. А вообще, вот если долго не удается заснуть, да, что сделать человеку? Ну, помимо того, что мы все перечислили, да, там достаточно должна быть хорошая подготовка ко сну, то есть проветриваемое помещение, как мы уже говорили, все вот эти пункты, исключаем гаджеты. Если у вас все-таки, если это какие-то разовые, ну, случаи, такое бывает, да, там бывает, где-то переутомились, может быть, какие-то перелеты, какой-то джетлаг или что-то еще, такие разовые случаи могут быть, тут уже ничего как бы не сделаешь, там нужно просто дать организму время адаптироваться, перестроиться. Если это есть регулярно, то тут только работа в комплексе, то есть со всеми факторами, которые влияют на сон, это и питание, это и коррекция уровня стресса, и надо посмотреть, что еще там по гормонам, да, чтобы вот в момент, чтобы не было таких вот долгих моментов. Но я не рекомендую, если вы не можете уснуть, открывать телефон и сидеть в телефоне, потому что это только усугубит ситуацию. Ну, а что касается снотворных? Ну, это такой способ прибегания, знаете, вообще такие действительно снотворные препараты, они должны выписываться врачом, когда уже действительно есть к этому показания. Да. Самостоятельно я не рекомендую, потому что там нужно учитывать ряд факторов, и это все-таки должно назначаться врачом. Это все-таки препараты определенные, лекарственные, и просто так их пить тоже нельзя. Я говорю, если это какие-то разовые акции, то нужно просто по возможности использовать все те методы, которые мы говорили, чтобы немножко, да, как бы, скажем так, помочь организму адаптироваться, перестроиться. Если это присутствует регулярно, то нужно работать в комплексе. Там и питание должно быть соответствующее, да, которое содержит микроэлементы различные, которые предшествуют, да, выработке мелатонина. Как я говорила, там, ну, то есть дефицитов не должно быть, работать с стрессом, то есть это несколько факторов. Если это присутствует хронически, регулярно, если у вас постоянно проблемы с засыпанием, то это комплексная работа, решить за один раз не получится. А вот есть, у меня, допустим, у коллег есть такая жалоба, что они просыпаются в 5 утра, вот каждый день, независимо, во сколько они легли спать, они вот уже в 5 утра, 2 больших глаза и все. То есть там уже нет ни сна, ни желания спать. О чем это говорит? Здесь надо как-то вот с этим работать? Или это просто биологические часы человека и все? Ну, здесь еще зависит немножко от возраста, во-первых, и от фактов. Есть такие ночные пробуждения, они примерно около 4 часов утра, могут быть в 5 утра, могут быть чуть раньше, чем 4. Это тоже, если они присутствуют регулярно, и при этом вы испытываете потом сонливость в течение дня, то есть такое постоянное желание спать, и немножко, скажем так, вам трудно сосредоточиться в течение дня, бывают головные боли, то тут уже стоит задуматься о уровне стресса. Это как раз-таки говорит о дисбалансе кортизола и мелатонина. Это говорит о том, что в организме присутствует хронический стресс на протяжении длительного времени.
уровень кортизола в организме высокий, и это будет давать вот такой дисбаланс, который может приводить к таким нарушениям. И также еще это может быть связано с нарушением системы детоксикации, тоже такие. Ну, как правило, детоксикация, она немножко все-таки дает более ранние пробуждения, примерно в 2-3 часа ночи. А когда есть проблемы именно с надпочечниками, да, органами, которые непосредственно вырабатывают кортизол, то тут уже стоит, да, больше такие идут 4-5 утра, такие пробуждения, тут стоит как раз-таки вот обратить внимание на уровень стресса хронический. Это не значит о том, что у вас какой-то острый стресс, вы постоянно за что-то переживаете. Нет, как я уже говорила, хронический стресс – это просто постоянно высокий, выше нормы уровень, да, того же кортизола, который вырабатывается сверх нормы. Это может быть и некачественное регулярное питание, не сбалансированное, да, не сон, проблемы со сном, то есть не регулярный сон, некачественный сон, неглубокий сон, отсутствие физической активности в совокупности могут давать вот такой хронический стресс, который будет давать впоследствии вот такие просыпания. Это будет сказываться потом тоже и на пищевом поведении, и на уровне энергии в течение дня, и на многие обменные процессы. И в долгосрочной перспективе это негативно влияет на уровень гормонов, потому что, да, когда организм постоянно находится в стрессе и высокий вообще, почему очень важно еще следить за качественным сном, потому что у нас мелатонин и кортизол – это такие два гормона-антагониста. Да? Мелатонин нас расслабляет, мы засыпаем, кортизол нас бодрит, мы пробуждаем. Да? Помимо других функций, да? У кортизола очень много функций. Все говорят, что это гормон стресса, он не очень хороший. На самом деле без него мы не можем существовать. Это достаточно такой важный гормон. Да? Но они такие два антагониста, да, и когда у нас есть нарушение сна, когда мы некачественно, регулярно спим, этот баланс нарушается. И кортизол может либо падать, либо он может быть высокий, продолжительное время он может быть высокий, потом со временем он снижается, ниже уровня. Это может приводить к огромному количеству нарушений, вплоть до набора веса, либо резкой потери веса, да, изменения пищевого поведения. Это может приводить вплоть до нарушения гормонального баланса, и там ухудшается качество пищеварения, да, потому что у нас все-таки более становится активно больше симпатическая нервная система, парасимпатика у нас немножко отключается, поэтому как бы пищеварение ухудшается и приводит в долгосрочной перспективе такой дисбаланс может привести к дисбалансу именно гормонов, половых гормонов, так как я говорила уже, у них предшественник, да, идет один и у половых гормонов, и у кортизола. И также кортизол непосредственно как вырабатывается, да, нашими надпочечниками, и когда они долго-долго работают на истощение, еще когда присутствуют дефициты определенные, то впоследствии там этот орган, так как отвечает тоже за выработку некоторых половых гормонов, естественно, что впоследствии, в долгосрочной перспективе, когда он работает на износ, то может как-то влиять, да, и негативно влиять на выработку этих гормонов. И, кстати, это очень важно в течение жизни за этим следить и поддерживать, особенно женщинам, потому что в период менопаузы как раз-таки надпочечники наши, они поддерживают более-менее, да, гормональную нашу систему, да, уровень гормонов. Поэтому, когда у нас отключаются, да, яичники, тогда уже нас немножко поддерживают надпочечники. Поэтому важно следить за уровнем стресса и как перед этим состоянием, так непосредственно и в это состояние. И обращать внимание на щитовидную железу, потому что снижение функции щитовидной железы тоже будет давать нарушение качества сна. Поэтому берегите надпочечники и щитовидку. Да. Анна, спасибо за такую качественную информацию. Я думаю, что сегодня телезрители лучше узнали, что такое сон и почему он все-таки важен, хотя мы неоднократно в рамках нашей программы говорим про сон, потому что это один из важных факторов любого здорового человека. Ну и, наверное, вот под конец такой вот резюмирующий момент нашей программы. Все-таки, на ваш взгляд, что бы вы посоветовали нашим зрителям по сну и по воздержанию там, от стрессовых ситуаций? Я бы хотела еще раз отметить, и я многократно об этом говорю, мы очень мало уделяем внимания, да, сну, считаем его не очень важным фактором, все больше стремятся, даже когда обращаются ко мне, как специалисту, больше стремятся скорректировать питание и совсем не обращают внимания на сон, хотя он страдает практически сейчас у всех, потому что у нас сейчас такой образ жизни, да, когда мы откладываем работу на вечер, мы делаем допоздна уроки с детьми, мы сидим в гаджетах хотим, да, посмотреть
ленту там и так далее, мы читаем всякие новости перед сном и так далее, что нельзя делать. Это все влияет на качество сна. Запомните, что у вас никогда не будет здоровой гормональной системы, у вас не будет красивого, подтянутого тела, здорового, у вас будут дефициты, если у вас не будет качественного сна. Сон – это важнейший пункт, это важнее, чем питание. Все-таки я бы поставила это все важнее, чем питание. Да, питание тоже необходимо, естественно, полноценное и так далее, но некоторые погрешности мы в питании можем себе позволить. Сон должен быть максимально качественный, максимально полноценный. Это будет оказывать комплексное воздействие. Да, вы сами знаете, что стресс имеет тоже сильное влияние на организм, на все системы, даже говорят, все проблемы, все проблемы со здоровьем берутся от стресса. В какой-то степени это правда, да, если все раскапывать. Так вот, сон непосредственно будет влиять на вот этот уровень стресса. Поэтому это важнейший фактор. И я крайне рекомендую вам, если вы все-таки с питанием где-то там грешите, то вот со сном относиться ко сну более строго. Ну что, сегодня мы поняли, что все-таки сон – это не роскошь, сон – это необходимость. Заботьтесь о себе, спите достаточно и создавайте комфортные условия для качественного сна. Сегодня с вами была Алла Бюк и наш эксперт-нутрициолог Анна Георгиева. Мы сегодня говорили про сон, про качественный сон. Уделяйте время себе и будьте здоровы. На минувшей неделе депутаты поддержали программу управления и состав правительства, предложенный Александром Мунтяну. В новом правительстве 17 министров. Центральная избирательная комиссия запустила новый цифровой модуль «Электоральные жалобы», позволяющий гражданам отправлять контестации онлайн. Евросоюз продлил санкции в отношении ряда чиновников Приднестровского региона, а апелляционная палата отказалась рассматривать жалобу МИДа Молдовы в деле о лишении дипломатического паспорта председателя Народного собрания Гагаузии Дмитрия Константинова. Об этих и других значимых событиях прошедшей ежедневки через несколько секунд. В последний рабочий день минувшей недели парламент поддержал состав нового кабинета министров. Таким образом, в Кабмине Александра Мунтяну 17 министров, 4 женщины и 13 мужчин. Вице-премьер по реинтеграции Валерий Киверь, вице-премьер по европейской интеграции Кристина Герасимов, министр экономического развития и цифровизации Евгения Смакеску, министр инфраструктуры и регионального развития Владимир Боля, министр иностранных дел Михай Попшой, министр образования Дан Перчун, министр сельского хозяйства и пищевой промышленности Людмила Котлабуга, министр внутренних дел Даниила Мисаил-Никитин, министр юстиции Владислав Кожухарь, министр финансов Адриан Гаврилица, министр труда и социальной защиты Наталья Плугару, министр обороны Анатолий Насатый, министр окружающей среды Георгий Хаждер, министр культуры Кристиан Жартан, министр энергетики Дарин Джунгиету, министр здравоохранения Эмил Чебан, а также генеральный секретарь Госканцелярии Алексей Бузу. В нынешнем парламенте сформировано 12 комиссий. Правящая партия ПДС возглавила 6 из них. Фракция социалистов 2, фракция коммунистов 1, также по одной комиссии у фракции нашей партии и блока «Альтернатива». Неаффилированный депутат Василий Тарлев будет входить в состав комиссии юридической комиссии по назначениям и иммунитету.
Европейский Союз продлил санкции, введенные в отношении лидеров и других так называемых чиновников Приднестровского региона до 31 октября 2026 года. Соответствующее решение опубликовано в официальном журнале Евросоюза. Санкции предусматривают запрет на въезд и транзит через государства-члены Европейского Союза для отдельных лиц. Речь идет о списке из 16 человек, среди них и бывший так называемый лидер Приднестровья Игорь Смирнов и его сыновья, нынешний глава Тираспольской администрации Вадим Красносельский и другие так называемые министры и руководители Приднестровского региона. Апелляционная палата Центр отказалась рассматривать жалобу Министерства иностранных дел в деле о лишении дипломатического паспорта председателя Народного собрания Гагаузии Дмитрия Константинова. Суд объяснил это тем, что МИД подал мотивировку жалобы с опозданием. Решение может быть обжаловано в Высшей судебной палате. Ранее суд первой инстанции обязал МИД вернуть Константинову дипломатический паспорт. Документ был изъят после того, как народный избранник Гагаузии вернулся из Москвы, где участвовал в мероприятии Блока Победы, связанного с Илоном Шором. Осужденная Башкан Гагаузии Евгения Гуцул заявила, что администрация пенитенциарного учреждения номер 13 нарушает ее права. Гуцул пожаловалась на условия содержания в тюрьме. Жалоба была передана через адвокатов после очередного заседания, которое состоялось на минувшей неделе. В ней Гуцул утверждает, что ей и другой заключенной Светлане Папан отказали в праве лично присутствовать на судебном процессе и поместили в крошечное помещение, где невозможно нормально дышать. Цитата. «Очевидно, что такие условия были выбраны намеренно, чтобы нас унизить и продемонстрировать пренебрежение к нашему достоинству. Это абсолютно недопустимо в правовом государстве», заявила Башкан. Центральная избирательная комиссия запустила новый цифровой модуль «Электоральные жалобы» контестации электорали, позволяющий гражданам подавать избирательные контестации онлайн. Новый инструмент призван повысить прозрачность избирательного процесса, отмечает ЦИК, давая возможность быстро сообщать о нарушениях, бездействии или неправомерных действиях со стороны избирательных органов и конкурентов на выборах. Платформа позволяет прикреплять подтверждающие документы, а также отслеживать в режиме реального времени ход рассмотрения жалобы. Пользователи могут изменить или отзывать поданные заявления. По данным ЦИК, новый модуль будет впервые использован на местных выборах 16 ноября. В конце минувшей недели Государственная налоговая служба КНС сообщила, что в Молдове распространяются поддельные письма об уплате подоходного налога, подписанные якобы директором налоговой Ольгой Голбан. Документы приходят с российских почтовых серверов, содержат QR и штрих-коды и суммы в иностранной валюте. Налоговые органы призывают к бдительности и просят граждан игнорировать такие сообщения, а также немедленно сообщать в правоохранительные органы или государственную налоговую службу. Железнодорожные и автобусные вокзалы, а также поезда по всей Молдове будут оснащены электронными платежными устройствами для покупки билетов с помощью банковской карты или мобильного телефона. Пилотный проект предусматривает оснащение вокзалов и транспортных средств оборудованием для бесконтактной оплаты, запуск платформы для управления международными рейсами и создание единой базы данных операторов транспортных услуг. Компания Visa также поможет разработать мобильные предложения для покупки билетов напрямую с телефоном. Расширение системы на национальном уровне будет зависеть от результатов пилотного этапа. С 27 октября каждый водитель при желании сможет проверить онлайн наличие правонарушений правил дорожного движения, зафиксированных камерами видеонаблюдения через платформу М-кабинет. Новая функция позволяет получать доступ к подробным отчетам о нарушениях, включая дату, место, транспортное средство, а также фотографии, снятые системами мониторинга. Платформа доступна в разделе правонарушения на сайте mkабинет.gov.md. А с 1 ноября в Молдове водители обязаны включать ближний свет фар даже днем. Эта мера введена для повышения безопасности на дорогах в холодный сезон, когда из-за дождя, тумана и раннего наступления темноты видимость снижается.
Полиция Кишинева задержала 22-летнюю гражданку Украины, подозреваемую в причастности к серии онлайн-мошенничества на территории Республики Молдова. Общий ущерб, причиненный потерпевшим, оценивается более чем в 2 миллиона леев. Подозреваемая предположительно является частью организованной преступной группы, которая специализировалась на телефонных мошенничествах. Члены группы представлялись сотрудниками банков или мобильных компаний, чтобы получить конфиденциальные данные карты, а затем снимать деньги со счетов граждан. Национальное агентство продовольственной безопасности объявило 30 октября об изъятии с рынка куриных яиц производства ООО «Спиранца» после того, как лабораторные исследования выявили бактерию сальмонелла. Потребители просят не употреблять яйца с истекшим сроком годности, указанным на упаковке, и возвращать их в точки продажи. Такой была минувшая неделя.